шансы стать для нее 17-м таким стартом. Лидирует после короткой с преимуществом в 12 баллов Аделия Петросян. Она удивила даже тех, кто и так ждал от нее наилучшего выступления. Она растрогала до слез Татьяну Тарасову. Она откатала программу под Майкла Джексона так, как не катала никогда. Было ощущение, будто она и музыка стали одним целым. Аделия исполнила тройной аксель. И это был абсолютный триумф. И настроение этой спортсменки перед Олимпийскими играми, где ей предстоит выступить, очевидно для всех. Только вперед! Сегодня в ее произвольной программе, в ее страстном и порывистом танго запланированы 2 четверных тулупа и тройной аксель. Первые медали в эфире. Первые медали в эфире Первого канала разыграют танцоры. Элегантная питерская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко пока на 3-м месте. Накануне их ритм-танец в духе 90-х был драйвовым и игривым. Сегодня мы ждем их трогательную и изящную произвольную программу «Она» о невозможной любви человека и искусственного интеллекта. В опасной близости находятся еще одни претенденты на бронзу — искрометные Елизавета Пасечник и Дарио Черезана. Поджимают. Дерзкие, раскованные Василиса Кагановская и Максим Некрасов сейчас вторые. Их ритм-танец — это эмоции наотмашь, энергия электронного панка. Выполнено все было блестяще. Оценки за некоторые элементы даже выше, чем у лидеров. Тревога предыдущих соревнований будто улетучилась. В своей произвольной программе они снова предстанут в драматичных образах, подчеркивающих артистизм этой пары. А на вершине по-прежнему Александра Степанова и Иван Букин, давние и заслуженные лидеры отечественных танцев, 4-кратные чемпионы страны, 2-кратные призеры чемпионата Европы. Их мощь неприступна. Но в произвольной программе они настолько нежны и воздушны, что трибуны замирают и воздух звенит. Они рассказывают печальную историю любви Орфея и Евридики, и это шедевр. Самый красивый и напряженный турнир сезона в эфире Первого канала. Соревнования за медали чемпионата России в парном катании полны драматизма. Короткая программа продемонстрировала непредсказуемость этого вида. На 3-м месте элегантная пермская пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. История любви, от которой не убежать и не спрятаться, была рассказана в трогательной постановке при абсолютно чистом катании. Их ближайшие преследователи, еще одни пермяки, атлетичные Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков, упали, но отставание меньше балла. В эпической битве за первое место снова 2 выдающиеся пары. Сколько лет они уже сражаются друг с другом за золото всего мира. После короткой программы Александра Байкова и Дмитрий Козловский на 2-м месте. Срыв выброса и низкие оценки за прыжок спровоцировали отставание на 1,5 балла, хотя в композиции и в мастерстве катания они по оценкам впереди. Сегодня они решатся на четверной выброс, дающий этой паре невероятный эмоциональный заряд. Ну и, конечно, оценки. Лидеры турнира — Анастасия Мишина и Александр Галямов, 3-кратные чемпионы России, чемпионы мира, Европы, призеры Олимпийских игр, были в короткой программе самими собой. Надежными, четкими, успешными. Они вернулись, гудели трибуны. В произвольной программе будет невероятно жарко. В эфире Первого канала соревнования потрясающего уровня напряжения.
день, уважаемые зрители, любители спорта! Приветствуем вас в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» на чемпионате России 2026 года по фигурному катанию на коньках. Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Санкт-Петербурга. Через несколько минут мы начнем соревнования в произвольном танце. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Просим вас не использовать вспышку при фото- и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Алла Шеховцова, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 2 Алексей Сучков, Москва. Судья номер 3 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Полина Якобс, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 6 Лолита Лабунская, Москва. Судья номер 7 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 8 Елена Фомина, Санкт-Петербург. Судья номер 9 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Наталья Митюшина, Москва. Иван Лобанов, Ростов-на-Дону. Встречаем на льду участников первой группы. Алиса Абдуллина, Егор Петров, Санкт-Петербург. Софья Шевченко, Андрей Ежлов, Москва. Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, Москва. Ольга Федорова, Павел Драко, Московская область. Анна Коломенская, Артем Фролов, Москва. Разрешена разминка. В эфире Первого канала чемпионат России по фигурному катанию. Решается судьба медалей 2026 года. И первыми сегодня в произвольный день на льду танцоры. Танцоры, которые уже носятся по этому ледовому покрытию с дикой скоростью и готовятся дать нам сегодня настоящее шоу, как они это делают всегда. Соревнования в произвольном танце для вас прокомментируют Василий Соловьев, Софья Качушкина и Максим Траньков. Привет, друзья! Привет, Василий! Привет, София! Здорово, что сегодня вот мы в таком составе впервые вместе будем наблюдать за таким захватывающим зрелищем, как танцы на льду. Действительно, всем добрый день, наслаждаемся и болеем за любимых танцоров. Уверена, что борьба в произвольном танце не оставит никого равнодушным. Это правда, это абсолютно точно, потому что у танцоров вот просто профессия такая, никого не оставлять равнодушным. И откроют эти соревнования в произвольном танце питерские спортсмены Алиса Абдуллина, Егор Петров, поэтому трибуны уже волнуются. Их тренер Елена
Соколова вместе с Кириллом Алешиным находится возле бортика. Интересна судьба этих спортсменов. Алиса и Егор уже катались когда-то вместе по юниорам, потом расходились, пытались выступать с другими партнерами. И вот вновь сошлись и теперь атакуют чемпионат России. К сожалению, пока что они на последнем месте, да, именно поэтому они открывают соревнования второго дня. Но так пожелаем им удачи, и пусть все у них будет в порядке сегодня в произвольном танце. На ваших экранах Елена Масленникова, это тренер вместе с Ильей Авербухом пары Софья Шевченко и Андрей Ежлов. Софья и Андрей будут кататься под Анну Каренину в произвольной программе. И, конечно же, то, что произошло с ними в ритм-танце, это печальный срыв, из-за которого они оказались на такой дальней позиции. Это такое неожиданное для них место в этом соревновании. И наверняка позиция изменится по результатам произвольного танца. Софья Линчевская, Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, 20-летние спортсмены под руководством вот этих прекрасных тренеров Екатерины Волобуевой и Ксении Румянцевой. Они выступают. Сегодня продемонстрируют нам максимальный отрыв от того образа, который они представляли накануне. Такая максимально легкомысленная была программа в ритм-танце в стиле 90-х. И такая глубокая программа произвольная предстоит нам сегодня в их исполнении. Кстати, Таисия тоже родилась в Санкт-Петербурге, и у нас вообще очень много питерских танцовщиц на этих соревнованиях. Вслед за ними ученики Дениса Самохина, Марии Боровиковой, Ольга Федорова и Павел Драко из Балашихи. Эти спортсмены приехали на эти соревнования. Ольга одна из самых молодых партнерш в сборной. И здесь, на этих соревнованиях, среди танцоров самая молодая. Их тренеры Николай Никонов, Денис Самохин на ваших экранах. Ну и в завершение этой группы участников Анна Коломенская и Артем Фролов. Это уже, в свою очередь, ученики Анжелики Крыловой, Людмилы Алексеевой. Целых 3 пары у Крыловой и Алексеевой на этом турнире. Разминки осталась 1 минута. И остается всего лишь 1 минута. Как ощущается настроение на этой разминке, София? Что думаешь? Видно, что все спортсмены уже заряжены, активно разминают все элементы. И мы наблюдаем с огромным удовольствием за, так скажем, их настроем, который боевой, в принципе. И хочется, чтобы у всех все получилось. Исполняют сейчас ребята различные элементы, повторяют что-то, что требует большей концентрации и внимания. Поэтому ждем, когда разминка закончится, буквально еще 25 секунд, и будем наблюдать произвольные прокаты. Надо сказать, что соревнования сегодня самые такие продолжительные будут в юбилейном. Пока зрители потихонечку подтягиваются на трибуны, только самые-самые стойкие ценители уже здесь. Все зрители знают, где лучшее место, где можно вот сесть за комментаторами и что-то подслушать, что говорят, где можно сесть так, чтобы удобно было бросать игрушки, где в какой вип-ложе вкуснее тарталетки. Здесь все болельщики знают наизусть. И, конечно же, да, передовики. И очень хорошо они знают все программы всех спортсменов. Например, вчера я обратил внимание, что хлопать начинают в такт даже до того, как музыка еще начинает звучать. Поэтому здесь особая атмосфера любви к фигурному катанию. И одна из самых красивых и необычных программ сезона, поставленная в питерском штабе Елены Соколовой, откроет эти соревнования. Это японское аниме «Судзуми, открывающее двери». Сложно и ответственно быть настоящим японцем, а быть японцем на льду еще сложнее. Почет ищущим.
Алиса Абдуллина и Егор Петров. Вот сколько смотрю на этот танец, столько меня восхищает оригинальность, и какое-то изящество, красота этой постановки. Мне даже кажется, что вот в этой один из первых элементов серии поворотов на одной ноге, как будто вот даже там они абсолютно японцы. Как-то это все сделано в таком хореографическом стиле, что ни разу не выходят из этого образа. Да, действительно, и еще вдвойне хочется ребят поздравить, потому что это первые участники, для которых чемпионат России уже позади. Они уже сделали все, что могли, показали на этом льду. И, наверное, эта программа «Судзума, закрывающая двери», а у них, наверное, наоборот, они открыли для себя двери чемпионатов России. Основную цель выполнили, они показались, познакомили зрителей с таким замечательным дуэтом из Санкт-Петербурга. И хочется ребятам только прогресса пожелать, и чтобы дальше лед был гладким, и по карьере они поступательно вверх двигались. Невозможно не отметить, что данный танцевальный дуэт улучшил свой результат и действительно проехал программу от А до Я чисто и хорошо. Если мы говорим уже про элементы, то вращение было выполнено филигранно. Показывали спортсмены сложность позиции, делали его в обе стороны. Сначала в одну, потом в другую. Это также влияет на уровень. Сейчас вот вы видите вращательную поддержку на месте. Очень интересная позиция у партнерши, довольно-таки сложная, и приятно, что спортсмены справляются с поставленной задачей и делают это хорошо. Элемент из разряда удивиться и вздохнуть зрителям, правда? Так оно и есть, так оно и есть. И если мы говорим про поддержку комбинированную, также она сейчас как раз-таки на экране, слегка выход был жестковат. Вот мы сейчас увидели, что партнершу там Казалось бы, повело. на одну ножку хотелось бы, да, чтобы она приземлилась. Было Да. касание второй ногой, мне тоже это в глаза бросилось. Получается, не доехала по дуге она и прям встала поперек льда. В связи с этим было такое, ну не то что нарушение, но в любом случае недочет. И я думаю, сами спортсмены это почувствовали. И, возможно, это сложилось и на секции твизлов, потому что партнер уже вышел раньше с первого твизла. Так что снизили ему уровень до третьего. Ну да, и минус судьи поставили, минус 0,31 за именно серию твизлов. Ну, как будто бы для болельщиков это не очевидные ошибки, и само впечатление от ребят только положительное. Это правда. Поздравим их с этим чемпионатом и с объемом творчества в этой тренерской группе. На лед приглашаются Софья Шевченко. Танцевальный дуэт под руководством Елены Масленниковой и Илья Вербуха. Потрясающих творческих людей Софья Шевченко и Андрей Ежелов в программе на музыку из фильма «Анна Каренина». Они там демонстрируют множество находок. Ну вот, например, в парном катании они нашли прекрасный тодос.
Боже, как же это все красиво и необычно. Как много в этом танце придумок. Мне казалось, что вот с одной стороны он пролетел как на одном дыхании, но мне казалось, что он так наполнен этими придумками, что я сейчас целое кино посмотрел. И во всем. От переходов в твизлах до каких-то входов на другие элементы. Ну, просто потрясающе. Я очень люблю эту программу. Да, действительно, спасибо ребятам, что не опустили руки после неудачного проката ритмического танца. Сегодня выдали такое катание. Катались как последний раз в жизни, как мне кажется. И очень-очень здорово было, захватывающее было зрелище. Огромные-огромные молодцы. Мне показалось, что спортсмены стали больше доверять друг другу и раскрывать эту программу вообще совершенно по-новому, что мы можем увидеть, уже просмотреть все интересные находки, которые были заложены во время постановки этого танца. И мы смотрим сальто Андрея Ежелова, который без сальто со льда не уходит. Это все специально для зрителей. Вот очень здорово, что ты сказала про доверие, потому что у них есть еще такие элементы, когда вот прямо аж дух захватывает, и думаешь, она не боится вообще головой удариться о лед и так далее. Ну, как простой зритель, да? Вот была ситуация во время того, как они на Гран-при в Москве исполняли хореодорожку, и у них там есть очень интересный момент, когда Андрей поднимает Соню и потом кладет на лед. И там произошло падение, Соня ударилась головой, очень было неприятно, скажем так, а сейчас это было исполнено красиво, и как раз-таки за счет того самого доверия, мне кажется, у спортсменов и получается делать элементы. И выглядит это прям шикарно. Очень много интересных находок и позаимствованных из парного катания, в том числе, например, вход вот в это совместное вращение был такой из полутодоса такого выполнен. Все-таки я так и знал, что назовешь его полутодосом. Потому что, да, действительно, до тодоса, как в парном катании принято, он не дотягивает, но, тем не менее, попытка сделать так интересную находку тоже говорит о том, что пара ищет себя, ищет элементы, ищет то, чем можно удивить. Вот как раз-таки про то, что я говорила, про то самое удачно исполненное, ну, нельзя назвать его падением, но хореографическое, да, движение. И в повторе сальто, а то телезрители не видели, что тут исполнял Андрей. Любит он это дело. Очень хорошо судейская бригада оценила спортсменов, неплохие уровни и надбавки. Да, и они получают достойную оценку за свое произвольное катание. И общая сумма 157 баллов 13 сотых. На лед приглашаются Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, Москва. Питерские трибуны снова тепло приветствуют землячку Таисию. В произвольном танце Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков демонстрируют нежное и эмоционально насыщенное катание. Отличный творческий диапазон. Песня в исполнении Бруно Пеллетье и Лизы Ламли. Интересная интерпретация трека Radiohead. When you were here before, could look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather.
beautiful world. You're so special. I wish I was special. But I'm a queen. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's running again. She runs, whatever makes you happy. Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков с огромным таким эмоциональным зарядом выступили в своей произвольной программе, которая, мне кажется, им, во-первых, очень идет, во-вторых, им всем как-то вот нравится, с удовольствием катаются. Да, действительно, ребята катаются с удовольствием, и это видно невооруженным глазом. Но, как мне показалось, именно если брать композицию музыкальную и эмоциональный окрас ребят, как будто было небольшое несовпадение, потому что больше все-таки драматизма, мне кажется, в этой композиции, чем такого простого человеческого счастья. Вкусовщина, скажете вы, а я скажу, о вкусах не спорят, поэтому золотая середина. Не знает, что сказать. Это в хорошем, интересном Ксения смысле Румянцева. или плохом. Была допущена досадная ошибка между элементами. Даже вот сейчас уверена, что нам ее покажут на повторе, сможем подробно увидеть, что же там произошло. Благо, что это случилось не на самом элементе, а уже после, и на уровне это никак не повлияло. Только на вторую оценку и на GOE, которые получили спортсмены на добавку.
Что понравилось мне в этой паре, что как будто бы все на очень большой скорости ребята выполняли, и вращения, и вращательные поддержки, то есть очень динамично было выполнено, совсем немедленно. Это правда так. И вот сейчас мы видим секцию твизлов, на которую спортсмены просто влетели на очень быстрой скорости. И из-за этого, как мне показалось, именно из-за этого было как раз расхождение на падение. первом твизле. Да, видим. Просто был переход хореографический, и потеряна концентрация, потеряно равновесие, и, к сожалению, допустила падение партнерша. Мы уже сегодня отмечали яркость этого дуэта, и я думаю, что как раз-таки эмоции перебрали, в принципе, свое. взяли верх. Да, взяли верх над спортсменами. Ну вот обычные зрители, я уверен, этот штраф не поймут, потому что они даже не заметили, что вообще произошло. Как будто бы это все было в рисунке танца. Ну, Удачно отыграли. Это тоже мастерство. в том числе. Но у нас фигурное катание на коньках, а не на других частях тела. Поэтому, да, равновесие потеряно, штраф выставлен. И Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков на данный момент на втором месте. На 3 балла уступают Софье Шевченко, Андрею Ежлову. Ну и после самого молодого на этих соревнованиях Дмитрия Щербакова выходит самая молодая на этих соревнованиях Ольга Федорова. Готовьтесь к настоящему шоу Федорова и Драко с произвольным танцем «Кабаре». Надеюсь, эту программу вы еще не раз пересмотрите благодаря Первому каналу, потому что партия каждого партнера настолько тщательно проработана, что за всем уследить просто невозможно. Вот так работают тренеры Денис Самохин, Мария Боровикова и Николай Никонов. You have to understand the way I am. Mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb. Mine hair. You'll never turn the vinegar to jam. Mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. Toodaloo. My lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, my hair. Don't dab your eye, my hair, or wonder why my hair. I always said that I was a rover. You must admit you're brown. You should have known by now. You've every cause to doubt me, my hair. By my lieber hair, well, my lieber hair, it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You'll get on without me. I sing, it's my fine Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. All the odds are in my favor, so things bound to begin. It's gotta happen sometime. Maybe this time I'll win. Maybe this time I'll Money, 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 money. If
you snap, when you freeze in the winter, when you curse at the wind and your fate, when you haven't taken your shoes, when your feet and your shoes, when you pay and you look 30 pounds underweight, when you go to get a word of advice from the fat little bastard, he will tell you to love nevermore. But when father comes a rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. See a lot rise out the door. Money makes the world go round, world go round, world go round. Money makes the world go round. That clinking sound. Oh, money, 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 money. Get a little money, 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 money. And the buck for a buck, it makes the world go round. Ольга Федорова, Павел Драко, Оля, Оленька, наша дорогая. Такое расстройство. Но я, честно, я еще вчера чувствовал вот какое-то такое волнение накрыло этих ребят. И даже в ритм танца. И мы вот пересеклись в коридоре. Я говорю, ну ты что, волнуешься? Говорит, ну, есть такое. И ну, это вот ни в какое сравнение не идет это кабаре с тем, которое мы видели в Москве. В Москве просто разрыв был зала. Здесь, к сожалению. Да, видимо по реакции ребят, что сами они все понимают, что действительно много-много наковыряли в этом кабаре, в этом произвольном своем танце, ярком, музыкальном, именно танцевальном. Вот то, что и требует, в принципе, критики от танцев, чтобы больше было танцевальности. Здесь все было, но, к сожалению, не все чисто. Действительно, главный старт турнира. Волнение у спортсменов зашкаливает, но не могу не заметить прогресс в артистизме у ребят. Несмотря на все ошибки, они отыгрывали до конца своего произвольного танца. И вот сейчас мы видим первое досаднейшее падение у Оли во время исполнения дорожки шагов. Вот просто решила присесть. Зачем? Непонятно, очень грустно. Ну, вот Денис спросил, ну что ты, не пошло? Ну вот не пошло что-то. Небольшое расхождение тоже на третьем твизле было. И, к сожалению, после падения, и, в принципе, после любого такой досадной ошибки спортсмены теряют уровни, и судейская бригада не может поставить выше, чем +3. Это да. За надбавку. Мне и в первом твизле показалось расхождение. Такое прям совсем легкое. Была вот какая-то... Да не хочется даже, конечно, концентрироваться на всех этих ошибках. Вот выход из поддержки еще, да, не Просто попали. партнерша, да, не поймала баланс. Ну, это как будто, мы называем это снежный ком, когда делаешь какую-то неожиданную для себя ошибку, потом не можешь отключиться и начинаешь вот ковырять и ковырять и ковырять, и вот как снежный ком собирать вот эти недочеты в произвольной программе. Поэтому тут их целых 2, и, конечно, для танцевальной программы это слишком много, на -2 элемента. Я уверена, что спортсмены со своим тренерским штабом проведут работу над ошибками, все исправят и будут нас радовать вновь своим ярким произвольным танцем, который мы привыкли видеть и хотим видеть. Да. Сама Татьяна Анатольевна в одном из интервью говорила про этот танец, что он просто обалденный после московского этапа. Это так оно и есть. И ребята просто замечательные. И сегодня, да, это, конечно, катастрофа, но это катастрофа сегодняшняя. А завтра, ребят, пусть ее больше не будет никогда. Пусть все забудется, наладится. На лед приглашаются Анна Коломенская. В этом сезоне фигуристы вернулись к образу, который нес им успех в юниорах. Анна Коломенская и Артем Фролов. Снова в страстном танго, но теперь в образе Кармен. Новая интерпретация подчеркивает их прогресс. Нетривиальная постановка школы Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой.
эффектно это все. На Коломенске Артем Фролов. В восторге публика, и причем не только от элементов, но и от каких-то хореографических находок, от которых снова захватывает дух. Да, только в начале, когда ребята выходили на лед, ты назвал эту постановку нетривиальной. А это более чем фантастическая какая-то креативная постановка. И я хочу отметить то, как ребята тихо катались. Тихо — это значит, что мы не слышали на протяжении всего танца вот этого скрежета конька об лед, то, что в танцах ценится. Я прям ловил себя на мысли, как мягко ребята исполняют свои сложнейшие шаги, закладывают такие глубокие дуги. Причем местами же музыка практически стихает. Это такая вкрадчивая, что ли, подача. И у ребят прям кошачье было сегодня катание. И мне очень понравились и ребята, и их программа, и их элементы. И Артем вообще артист настоящий. Вообще Аня с Артемом сделали огромный шаг вперед в интерпретации своего музыкального произведения и показали нам эту программу совершенно под другими красками. Прожили каждый момент своего танца. И вот сейчас мы видим твизлы на экране. Они выполнены были очень хорошо, очень близко, очень параллельно. И судейская бригада также их оценила на 2/4 уровня. И хорошая надбавка. Да, когда здорово сделали эти твизлы, такой жест рукой Анна сделала, как будто четверной тулуп выехала. Анна сегодня много интересных жестов делает. Вот сейчас на поддержке также, когда они ехали, там надо 3 секунды выдержать, чтобы засчиталась позиция. И Анна очень красиво отыграла эти 3 секунды таким же, но уже совершенно другим жестом руки. И это выглядело красиво. Да, отличная хореография. Вот этот момент я каждый раз вздрагиваю и думаю, все на стадионе здесь вздрогнули, что случилось что-то не то. А случилось очень даже то. Хореография случилась такая замечательная. Да, действительно, поздравляем мы и Анжелику Крылову, и Людмилу Алексееву, которые сейчас в Кисенкрае довольны катанием ребят. Я, кстати, хотел отметить насчет хореографии, что вот теперь вместе с Анжеликой и Людмилой тоже выводят на лед и Елизавета Новиславская, которая вроде как совсем недавно с этой группой тоже стала работать. Так что хореографии будет еще больше, еще четче, еще круче. Ждем Вот и она. оценок. Такая заметная девушка. Очень яркая. Команда произвольного танца Анна Коломенская, Артем Фролов набирают 107,79 И, баллов. набрав 107 баллов, они опередили, естественно, всех тех, кто выступал до них. Сейчас на 20 баллов у них по сумме опережение перед Шевченко и Ежловым. Первая группа участников завершила свои соревнования, и ждем вторую. Встречаем на льду участников второй группы. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин, Москва. Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов, Москва. Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Москва. Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Москва. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, Москва. Разрешена разминка. Следующая группа участников на льду. Спортсмены, которые накануне выступили чуть лучше тех
5, которых мы видели до этого. Но это не значит, что они не столкнутся в общей сумме. На 10-м месте Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. И вот с 10-го и выше мы с вами сейчас поднимемся в этой группе. Милана и Дмитрий будут кататься первыми. Они второй раз на чемпионате России, но в прошлом году были лишь 12-ми. В этом году без наград, но в Омске на Гран-при 4-е место у них было в шаге от пьедестала, как говорится. Их тренеры — это Ирина Жук и Александр Свинин. Одни из ключевых танцевальных специалистов в нашей стране. Также вместе с ними на ваших экранах Анастасия Шпилевая. Милана очень творческий человек, любит рисовать. Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов на ваших экранах. Еще одни ученики Екатерины Волобуевой, Ксении Румянцевой. И ждем их программу на музыку из «Жестокого романса». В этом году они блестяще выступили в Москве. Москва вообще была как-то богата на такие шикарные выступления. В частности, и у Варвары с Тимуром тоже. Тимур, кстати, раньше катался с Миланой Федоренко и с Таисией Винчевской в том числе. Варвара выступала с Дмитрием Блиновым. Длинная у них была судьба, тоже спортивная, прежде чем встретились. Но встретились уж точно не зря, потому что у них совершенно потрясающий дуэт сложился. Елизавета Шичина, Павел Дрозд. Еще одни ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой. Две пары подряд выводят эти тренеры на лед. Причем Павел Дрозд очень опытный спортсмен. 30 лет ему. Катался он раньше с Елизаветой Шанаевой. Был призером чемпионата России, 2-е место. Ну, а вместе они пока что были только 10-ми на чемпионате России. И в этом году бронзу и серебро взяли в Магнитогорске и в Омске. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Также ученики Ирины Жук и Александра Свинина. Ирина Жук и Александр Свинин сами в прошлом великолепные спортсмены. Ирина каталась с Олегом Петровым, Александр катался с Ольгой Воложинской. Были призерами чемпионата Европы, конечно же, чемпионата СССР. Богатейший опыт. И Софье и Даниилу хочется пожелать на этом чемпионате полного восстановления после травмы, который помешал им прогрессировать на Гран-при, так как в Магнитогорске они были 2-ми, но вот в Москве выступить не смогли. Ну и в завершении этой группы Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, как их называют болельщики, «Рыбки». Ученики Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой. И также, конечно, нельзя не отметить их акробатические навыки, которые они обретают в работе с чемпионом по акробатике Денисом Ионовым. Только 2-й сезон проводят Екатерина и Иван на взрослом уровне. Ну и навязывают свою борьбу лидерам. В частности, если в Красноярске они были 4-ми, то в Москве на Гран-при уже 2-ми. Интересно следить за этой парой. Такие яркие костюмы у спортсменов, интересные, у некоторых прямо аксессуары, конечно, нельзя использовать, да, но сами вот детали у костюмов у некоторых прям, ну, театр отдыхает, я считаю, и кино. А это разминка, и Дарио Черезано бегает, пока все мнутся, да, на коврике. Дарио неугомонный. Всегда в движении. Не зря он так много пьет кофе. Итальянец, что поделаешь. И, конечно же, тоже питерская девушка Александра Степанова.
Еще одна танцовщица родом из Санкт-Петербурга Милана Кузьмина в паре с Дмитрием Студеникиным. Для исполнения Играют произвольного танца на лед Клеопатру, приглашается последнюю Милана египетскую Кузьмина царицу из и греческого рода Птолемеев. Москва. Вот всю жизнь Клеопатра сражалась, отказывалась подчиняться Риму и, по легенде, покончила с собой, чтобы избежать унижения. Но сегодня у нас история любви. Ну, конечно же, Клеопатра и Марк Антоний. Великолепный, мощный, такой исторически насыщенный танец в исполнении Миланы Кузьминой и Дмитрия Студеникина. И вот снова мы видим
Да, почти слезы. Да, почти слезы, но это слезы радости, я так понимаю. Хотя, вот, София, можешь мне подсказать, почему второй уровень на твизлах у партнерш вроде мне казалось, что все чисто исполнено? Я вот уверена, что его также будут показывать на повторе. И сразу могу сказать, что у Миланы это частая ошибка в произвольном танце. И из-за этого слетает уровень. У них первый твизл, и там положение купе, когда нога прижата к опорной. И это положение надо принять за полоборота, то есть как только начался элемент. А Милана это делает чуть позже, поэтому автоматически судейская бригада не может оценить его на максимум. А если вылетает какая-то из групп, там их всего 3, но это очень-очень сложно и заумно, если все объяснять. Но в любом случае вылетает одна группа. Вылетает одна группа, и уровень сразу понижается на 2, то есть с 4-го на 2-й. Обидно. Несмотря на это, очень хорошая надбавка, потому что твизлы были исполнены близко, параллельно. Да и вообще мне кажется, что здесь очень точное попадание в образ, потому что вот как раз твизл. Купе, видимо, что было принято чуть-чуть попозже. Получается, прошел оборот, и только потом она приняла эту позицию. Да, и возвращаясь к образам, как будто бы образ Клеопатры прям идеально Милане подходит. Хороший, да. И Марк Антоний тоже не отстает. Мне вообще нравится эта программа, и то, как она начинается с этой поддержки вращательной на одном месте. Очень красиво. Stationary lift, Stationary lift. Называется. Вообще очень уверенно поддержки выполняет Дима, и это здорово за этим наблюдать. То есть смотрите, сколько смен положений, смен в кораблике тоже, смена ребер происходит сначала в наружном, потом это вот во как раз внутреннем. таки мы видим комбо-лифт, поэтому там сначала он едет в одном направлении, то есть по одной дуге, а потом уже в другой. И не могу не уделить внимания, что ребята поработали и прям с деталями очень-очень хорошо. Все позы проработанные, очень четкие и красивые. Все-таки вот меня интересуют эмоции спортсменки. Почему Милана так переживает? Это эмоциональный какой-то перегруз или они действительно из-за чего-то расстроились? Ну, может быть, она понимает, что где-то потеряла уровень, где-то допустила ошибку, которую мы, может быть, зрительно и не заметим сразу, но сам же ты чувствуешь. И даже произвольного танца сам с собой не поспоришь. Но нам очень понравилось. 108, Супер. 17 балла. Они впереди, опережая ближайших преследователей на 2 балла. На данный момент они занимают первое место. На лед приглашаются Варвара Жданова, Тимур Бабаев-Смирнов. На льду чемпионата России в Санкт-Петербурге чрезвычайно точная в своей выразительности пара Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Их постановки знамениты портретным отображением героев, будь то Валерий Леонтьев, Карандышев или даже сам мохнатый Шмель, если понадобится. Варвара же прекрасная Лариса Дмитриевна, трепетная, влюбленная, метущаяся. Когда Валентина Пономарева поет романс в этой программе, за кадром у зрителей подступают слезы. Выдыхаем на Михалкове. Я словно бабочка к огню,
стремилась так неодолимо в любовь, волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобный день любовь, где не страшилась я б ненастья. Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье, но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Любовь, весенняя страна, весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье. Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна на рассветных ползая песок. Так вперед за цыганской звездой каждый бой на закат, где дрожат паруса. Глаза глядят бесприютной тоской, глаза глядят бесприютной тоской, багровеющие небеса. Варвара Жданова, Тимур Бабаев-Смирнов. И эти аплодисменты, безусловно, не только этим прекрасным спортсменам, но и великолепному тренерскому дуэту Ксении Румянцевой, Екатерине Волобуевой с такой длинной, интересной судьбой. Тоже эти девушки, которые делают такие прекрасные программы. И я хочу сказать, что это вот как нужно чувствовать и публику, и всех, чтобы вот прям сразу включилась музыка и сразу пошли аплодисменты. Вот очень хорошо они чувствуют, где и как публика на что будет реагировать. И включались аплодисменты сегодня на этой произвольной программе раз 5, по-моему, потому что это все хиты, и все настолько органично, и так трепетно, и так вовремя. Я восхищен. Да, действительно, как будто бы мини-спектакль. Да что там спектакль, целый телефильм мы посмотрели. И как менялся и темп, и настроение ребят. Наблюдать за ними одно удовольствие. Хорошо, когда два тренера сразу обнимают обоих спортсменов. Лучшая оценка для спортсмена — это не только высокая судейская оценка, это еще и оценка зрителей. Сейчас юбилейные прямо и крики «Браво!» и аплодисменты. Действительно, ребята нравятся в первую очередь публике, потому что невозможно не заметить, как ребята живут, дышат своей программой. И помимо этого они успевают улучшать качество своего катания. Вот сейчас мы видим твизлы на экране, которые были исполнены очень близко, очень параллельно и оценены на 2/4 уровня и с хорошей, конечно же, надбавкой. На закат, где дрожат
Комбинированная Отличные переходы, поддержка. да, из одной позиции в другую. Такие органичные, такие спокойные. Вот как будто действительно просто рассказывают историю, они что-то такое вот изображают, выдумывают. И очень лаконично расположены элементы в этой программе. Тут прям огромное спасибо тренерскому штабу за эту постановку и ребятам за то, что воплощают все свои идеи в жизнь. Всю последнюю часть аплодисменты сопровождали эту программу, потому что под мохнатой шмель удержаться на месте и не пуститься в пляс, наверное, невозможно. Да, это очень красиво, очень душевно. Это прям две хитовые программы у них, что ритм-танец, что произвольная программа. Они абсолютные звезды, их любят, на них идут, им аплодируют, их поддерживают. Единственное, небольшую надбавку спортсмены получили на поддержке по прямой. Всего лишь 0,62 балла, потому что был зубец в конце у Тимура, но на уровень не повлияло. Все хорошо. 107,40 балла. Сумма за 2 танца. Это 107 баллов, они впереди по сумме двух программ, хотя в произвольной уступили Милане, Дмитрию и Анне с Артемом. На лед приглашаются Елизавета Шичина, Павел Дрозд. Одна из самых шумных киноисторий последнего времени в танцевальном воплощении Елизаветы Шичиной и Павла Дрозда. Вторые ученики Румянцевой и Волобуевой подряд выступают сейчас на чемпионате России. Музыка Марко Белтрами – совершеннейшая классика кинематографа. Она – основа для драматической истории балерины Ксишинской и цесаревича Николая.
Очень красивая пара. Елизавета Шичина, Павел Дрозд с такой драматичной судьбой. Ребята, вот они нашли друг друга 1,5 года назад, начали выступать. Потом им мешали эти проблемы со здоровьем. Вот они снова набирают обороты. И, конечно, чувствуется вот то, что эти ребята... Елизавета Шишина, Павел Ну, вот, Дрозд. Наполняют и покрывают собой всю арену. да, это абсолютно точно. Да, катались на одном дыхании сегодня. И любовался я буквально этим танцем, потому что настолько все выверено, без потери скорости, с хорошим покрытием льда. И только положительные эмоции вызывает такое катание. Паша, конечно же, матерый такой танцор, взрослый, понимающий, что нужно делать, как вести партнершу. И так откликающаяся на его действия Лиза — это наслаждение, а не прокат. На героев фильма они прям вот портретно похожи. Как здорово реализовывают эти образы. Хочется вот отметить, что действительно Павел очень опытный партнер и получает практически за каждый элемент не ниже 3-го уровня. Мгм. Это высшее мастерство. То есть это ты вот сейчас так отметила, что у Елизаветы не все элементы Ну вот на данный соответствующего момент уровня. мы видим, что на дорожке шагов Елизавета получает всего лишь 1-й уровень сложности. Однако хочется заметить, что вот сейчас мы видим поддержку, и также там уровень изначально стоял 3-3. Сейчас судейская бригада подняла до 2/4 уровней. Я, кстати, обратил внимание, что вообще судейская бригада на чемпионате России периодически пересматривает что-то в пользу спортсменов. Ну, так и должно быть, я считаю, потому что нельзя же все время только карать. Иногда нужно и пряником спортсмена порадовать, да, то есть надбавками. Иногда должна лодка качнуться и в пользу спортсмена, и хорошо, что это происходит. Но есть у них и 4-й уровни на двоих. Это, например, твизлы, которые они сделали с хорошим плюсом. Там у обоих спортсменов 4-й уровень. Твизлы были исполнены на невероятной скорости, очень быстро. Параллельно. Это без сомнений. Очень драматично, очень красиво. Тренеры довольны. Хорошие надбавки получают спортсмены, что немаловажно. Самые большие надбавки за поддержку, конечно, 3,29. За комбинированную. Действительно, если говорить про разницу, почему спортсмены делают именно комбинированную поддержку, и можно сделать и 2 отдельных, просто проще, и как раз таки можно получить хорошие плюсы. 14,81 балла. И они на первом месте, как по произвольной программе, так и по сумме баллов на 10 баллов опередили Жданову и Бабаева-Смирнова, своих товарищей по льду. На лед приглашаются Софья Леонтьева, Даниил Горелкин. Ученики знаменитых тренеров Александра Свинина и Ирины Жук, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. 7-е после ритм-танца с очень небольшим отставанием от ближайших конкурентов, которых они, кстати, обошли по компонентам. Техника восстанавливается после травмы. В произвольной их тема «Мелодии земли».
Какая же необычная, нетривиальная, абсолютно ни на что не похожая программа. Какие они в начале, как тигры, как пантеры, такие крадущиеся, медленные, потихонечку, а потом забирают весь каток, весь зал. Как за этим интересно наблюдать, за развитием вот этого танца, просто головокружительно. Да, действительно, очутились мы где-то в джунглях вместе с ребятами. Создали они абсолютно точно эту атмосферу, этот образ, сложный образ и очень оригинальный, потому что не часто танцоры берут такие этносы, знакомят нас с этносами. И хотелось бы даже, может быть, мне побольше чего-то такого, потому что действительно отличается, интересно. Вот. Но очень сдержанные эмоции у ребят, не знаю уж почему, может быть, нам София на повторах объяснит, что же было не так. С удовольствием объясню, потому что были допущены ряд ошибок, которые не совсем заметны для обычного глаза. И, в принципе, только на пересмотре техническая бригада будет все выверять и понимать точно, была ли ошибка, не было ли ошибки. И если мы говорим уже про элементы, то у Сони спустился уровень на твизлах с 4-го на 2-й. И это произошло из-за того, что, я думаю, нам сейчас на повторе должны показать твизлы. Вот они как раз-таки начались. Первый твизл был исполнен хорошо, руки выпрямлены, все как надо. А вот после перехода уже на 2-м твизле Соня потеряла баланс и прям боролась за этот элемент. И были тройки. И из-за этих троек как раз-таки, так скажем, полетел уровень вниз. Да, очень много нюансов в танцах на льду, которые именно под микроскопом нужно разбирать и очень хорошо понимать, что же происходит на льду, чтобы увидеть недочеты. Я, например, увидел вот этот недочет. Видите, тоже борются так, коньком ребята. И смещение произошло во время вращения. Конечно, это тоже, как и в парном катании, так и в танцах на льду, плюсовую оценку сложно получить за такое исполнение. Но вы считаете, что повлияло на их выразительность эти две ошибки? На выразительность ни в коем случае. Ты просто сказал, что они были сдержаны. На праздную после проката. На праздную. Я думал, во время проката. Я удивился. Нет, именно после окончания программы мы не увидели
каких-то жестов, показывающих, что ребята полностью удовлетворены своей проделанной работой. То есть было видно, что ребята понимают, что где-то были у них моменты, которые доставили им дискомфорт во время катания. Я думаю, также сказалась травма, которая была у Сони. Да, безусловно. Пока еще не отпустила до конца. И они по произвольной программе совсем чуть-чуть уступают Шичиной Дрозду. И 0,2 проигрывают в общей сложности. Второе место. На лед приглашаются Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, Москва. Еще одна прогрессирующая пара Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. В прошлом году на чемпионате России были 11-ми, а в этом году, например, на Гран-при заняли 2-е место вслед за Степановой и Букиным. Неплохо для недавних юниоров. Сейчас они 7-е, но в суровом окружении.
Какое разнообразие программ мы получаем на этом чемпионате. Такие интересные образы воплощают. И такая интересная пара вот со всеми этими своими придумками, акробатическими какими-то элементами. Но именно у этой пары с таким акробатическим бэкграундом и срыв на поддержке. Да, вообще, на самом деле, неожиданно от этой пары количество ошибок в этом танце, потому что я всегда про них говорю как про настоящих технарей. То есть они все настолько выверенно катаются, Да. Не по-юниорски, прямо очень так уже мастеровито, и всегда я отмечаю это после их выступлений. Но сегодня как будто бы у танцев что-то прямо такой накал, что есть все ошибаются, все с какими-то маленькими недочетами катаются. То есть действительно это место под солнцем, место в сборной такое давление оказывает на наших спортсменов, что даже такие технари, как Катя и Ваня, оказывается, могут оступиться. Действительно, были допущены ошибки, очень неприятные ошибки, которые повлияли на баллы и на общую картину самой программы. Причем начали спортсмены очень бодро. И вот свою первую поддержку исполнили красиво, выверенно и на 4-й уровень. Да, совместное вращение тоже ребята стараются оригинальничать, находить какие-то новые хваты, новые положения, новые переходы при смене позиции и смене ноги. Ну, хореография выше всяких похвал. Программа очень интересная. Она сначала зачаровывает, как-то убаюкивает, а в конце просто взрывается. Сейчас нам показаны твизлы, как раз-таки на которых Иван допустил ошибку. Потеря баланса, не докрутил конек и, собственно говоря, вылетел из сложного поворота. Потерял он 1 уровень, потому что это уже был последний оборот, как я, в принципе, сказала. Ну и, конечно же, минусы по судейской оценке за такое спотыкание. Сурово. Да, действительно, и очень жаль, потому что программа так, с претензией на очень-очень высокие оценки. Но при этом невозможно не отметить, что у Кати стоит 4-й уровень сложности на дорожке блок, как мы ее называем. Дорожка на одной ноге, параллельная. И у Вани стоит 3-й уровень. То есть очень хорошо, очень по достоинству оценили. До начала вообще был сумасшедший. Вот до этой поддержки злополучной, вращательной, собственно, все и было и по уровням, и по оценкам. Посмотрите даже вот по протоколу, который сейчас был на экране. Там везде стоит 2, 3, 2, 6. Везде плюсы, потом бамс, минус, 1, 1, минус. Потому что, как уже говорили, в принципе, Снежный сегодня, ком. и снежный ком, и как только допускаешь одну ошибку, выше, чем +3, тебе поставить, ну, никак не могут, как бы хорошо ты не выполнил свой элемент. Ребята прекрасны, конечно. Ребята все понимают, мы видим, да, что есть поддержка тренеров, поддержка друг друга, но счастья мы не видим в Киссинг-край, скорее край, чем кис сейчас происходит. Сейчас мы также видим, что уровень сложности твизлов у Ивана понизили до 2-го. Да, оценка еще падает, и, конечно же, сейчас волнительно и промежуточным лидером Шичин и Дрозд. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов набирают 103. Итак, Екатерина и Иван 6-е по произвольной программе проигрывают 75 всем занимают 5-е место. большое количество баллов и на 5-м месте по сумме 2 программ с отставанием в 11 баллов от лидеров. Объявляется технический перерыв для подготовки льда. После Вот которого такая будет обстановочка у нас участников на танцах сильнейшей сегодня на группы. чемпионате России. Да, Мега действительно, нервная. мы предполагали, что будет некая интрига, и интрига, она уже прямо с первой группы участников началась, а во второй продолжилась. То есть никто, я думаю, не ожидал, что Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов опустятся так низко в турнирной таблице. Очень жаль, потому что и Милане Кузьме и Дмитрию Студеникину ребята уступают, Варваре Ждановой, Балбаеву, Смирнову, Тимуру. То есть пропустили вперед действительно 4 дуэта сразу же, и, конечно же, ребят хочется поддержать. Хочется отметить, что это не свойственно для этих спортсменов. И, в принципе, досаднейшие ошибки танцевальные дуэты сегодня допускали. Хочется пожелать им сил. И мы переходим в студию, где наши прекрасные Евгений и Алексей обсудят происходящее. Очень напряженная
проходили произвольные программы танцев на льду? Не, напряженные не только по восприятию, а просто по эмоциям, потому что потихонечку уровень, профессионализм и эти эмоции неподдельные, искренние, человеческие, они только начинают свой путь по восхождению на гору. Круто. Ну, было по-разному, абсолютно, и чувствуется, что многие пары хотят показать свой максимум, а, как правило, на таком уровне, когда ты выходишь и действительно очень сильно хочешь, начинаются какие-то срывы. И они были, к сожалению, были помарочки. Но самое главное, ведь танцы на льду – это танец двух человек. Это танец о их взаимоотношениях. Про любовь, про те трудности, через которые нам порой стоит проходить для того, чтобы обрести истинное счастье. Это наши танцы на льду. У нас, кстати, есть несколько дуэтов, с которыми мы уже поговорили, пообщались, и было бы интересно узнать, что же происходит в их голове и насколько им самим понравилось выступление сегодня здесь, в Дворце спорта «Юбилей». Ну а сейчас на очереди у нас очень Одна из яркий... самых ярких пар, которые особенно в коротком танце очень запомнились нашим зрителям, и, уверена, не только зрителям, но и судьям. С нами поделились своими комментариями Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Смотрим. Ребят, спасибо вам за классный прокат. Вы такие яркие, вы такие самобытные, вы очень солнечные и позитивные, поэтому с позитива я и хочу начать сегодняшнее наше общение. Вряд ли у вас есть время читать комментарии после ритм танца, поэтому я вам процитирую ваших поклонников. Если бы ребята в этом сезоне поехали на международные старты, Валерий Леонтьев отправился бы после этого на мировые гастроли. Такие они зажигательные. Вот как вам такая оценка ваших болельщиков? Дорогого лет стоит? Это очень дорогого стоит. Мы вообще безумно любим наших болельщиков. Они у нас самые лучшие. Сколько они нам пишут, создают телеграм-каналы, посвященные нашему ритм-танцу. На трибуне, что творится, это вообще, мы прям хотим сказать большое спасибо. Это очень помогает. Да, каждого обниму. И если подойдете, каждого обниму. А через интернет вообще всех обнимаю, кто пишет что-то хорошее. Просто безмерная благодарность. Произвольный танец не меньшее великолепие, чем ритм-танец, и очень сложный. Поэтому расскажите, как сегодня выступали, расскажите о нюансах, которые мы, как болельщики, могли не заметить. Мы очень долго готовились, когда только выбрали музыку, потому что, да, правда, серьезная тема. Мы читали книгу много раз, пересматривали фильм, смотрели какие-то определенные моменты, которые у нас есть. У нас же в произвольном танце несколько музык из фильма, и мы смотрели каждую часть по много раз, что именно происходило в этой части, какие эмоции переживали герои, что они чувствовали. Да, просто хотелось как-то передать этот образ со всей его многогранностью, то есть просто посмотреть фильмы, какие-то общие черты взять, наверное, не так тяжело. Но вот именно передать эту историю во всех красках и во всей насыщенности на льду, это намного сложнее. Мы действительно очень много времени на это потратили, и в прошлом сезоне, и не меньше в этом, даже, я бы сказал, побольше. Вы так погрузились в образ, но самое очевидное, то, что на поверхности не заметили. Почему я вам это говорю? Сезон еще не заканчивается, можете использовать. Почему бы ритм-танец Тимуру не выступать так, как он выглядит сейчас, а к произвольному танцу оставлять только усы на радость Никите Сергеевичу Михалкову? Посоветуйтесь с Ромой Савосиным по поводу усов, он мастер в этом деле. Как вам идея? Я с Ромой Савосиным уже советовался. Я, когда увидел с усами, я сказал, что это просто фантастика. Вот, спросил у него, как? Он сказал, что это секрет фирмы. Поэтому я пытаюсь, но на это требуется время. Итог какой для себя всего чемпионата? Вы довольны? Да, скорее мы довольны, чем недовольны собой. Мы все, что хотели, попытались сделать, все, что смогли. Дальше будем работать, чтобы было еще лучше. Спасибо вам большое, это вам мы желаем. Еще раз цитирую болельщиков. Надеюсь на вашу долгую карьеру. Такие ребята нам очень нужны. Вы нам нужны. Спасибо вам. Спасибо большое. Вам.
Вы правильно услышали. Если вам не хватает объятий, просто подходите к Тимуру Бабаеву-Смирнову, он вам точно в обнимашках не откажет. Кстати, еще по поводу обнимашек, но продолжая эту тему добрых дел, пожалуйста, если у вас какие-то проблемы с выбором музыкального сопровождения, а может быть даже образа, то действительно Тимур и еще один человек, фамилия которого уже прозвучала сейчас, Роман Савосин. Действительно, это два ярких спортсмена, которые настолько четко передают эмоции и настолько правильно выбирают музыкальное сопровождение. Но это еще не все. Ну да, сейчас я предлагаю переключиться на пару Софьи Леонтьева, Даниила Горелкина. Они также поделились своими эмоциями. У ребят выдался достаточно сложный сезон. У Софьи была травма руки достаточно серьезная. Никто не знал, смогут ли они вообще выйти на чемпионат России. Но они здесь откатали произвольный танец. И давайте же послушаем их мысли. Ребят, спасибо вам за это выступление. Я вас прошу, не расстраивайтесь и тем более не плачьте. Вы классные фигуристы, вы большие профессионалы, и действительно, как болельщику, на вас одно удовольствие смотреть. У вас очень насыщенный, у вас сложный произвольный танец. Насколько непростая задача додержать его и доехать до конца на все 100%. Расскажите, как сегодня это прошло. Сегодня это было неплохо. Мы старались кататься на максимум, кататься с самого первого шага мощно. Понятное дело, под конец, возможно, была какая-то усталость, но все равно старались ехать мощно, чтобы именно передать энергетику этого танца, потому что в полутонах его нельзя катать вообще, это запрещено. Тань, о чем думали во время исполнения этой программы и на кого вам было комфортнее работать? Вы смотрели на зрителя своего, на тренерский штаб, на партнершу? На партнера. Только на Соню. Не, конечно, я очень люблю играть на судей, играть на публику, но на Соню мне нравится гораздо больше. Соня, уж простите, я об этом скажу нашим зрителям. Я видел, что вы расчувствовались, пока шли к нам на интервью. Из-за чего был этот выплеск эмоций? Из-за всего того, что случилось, этой травмы? Из-за оценок, из-за того, что была небольшая помарка на вращении, из-за чего оно опустилось на 2-й уровень, но в целом по ощущениям ехали неплохо и, конечно, расстройство из-за оценок. Давайте будем объективны. После травмы и при сложной подготовке вы очень достойно выступили. Но сами, как общий итог, можете для себя подвести? Я хочу нас похвалить, потому что травма была непростой. Травма была тяжелой, потому что это ведущая рука у Сони. И, наверное, большинство бы просто сказали нет. Мы пропустим сезон, нормально восстановимся. Мы решили бороться, мы решили выступать, нам дали эту возможность, и мы показали себя достойно. После всего, что с нами произошло, после этого тяжелого периода, выйти сюда и откатать на свой максимум, который мы могли. Сонечка, примите наши слова уважения. Вы оба молодцы, желаем расти, и пусть у вас все будет. Спасибо. Как сказали ребята, давайте будем объективны. Но самое главное — оставаться еще и в позитивном настрое. Собственно, я этого и желаю всем следующим дуэтам. Оставаться в позитивном настрое и оставаться с нами в прямом эфире, потому что совсем скоро на этот лед выйдет 3-я разминка, сильнейшая спортивных танцевальных дуэтов. И впереди самое интересное. Поэтому не переключайтесь и смотрите фигурное катание на Первом. Встречаем на льду участников 3-й группы. Анна Щербакова, Егор Гончаров, Москва.
Елизавета Пасечник, Дарио Черезана, Москва. Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург. Александра Степанова, Иван Букин, Москва. Разрешена разминка. Не знаю, как Максим Троньков выдержит напряжение этих соревнований в произвольной программе у танцоров. В финальной разминке весь зал напряжен, а Максим, с которым мы комментируем эти соревнования вместе с Софьей Качушкиной, чрезвычайно восприимчивый человек и очень переживает за всех. И я хочу сразу предупредить, готовься, сейчас будет жестко. Да, действительно, есть за кого переживать, есть за кого поболеть. И пока что танцоры как-то двоякое впечатление оставляют, потому что, ну, такой нерв в предыдущей разминке, столько необязательных каких-то ошибок, и в то же время столько классных прокатов, и так все поменялось в турнирной таблице. Действительно, это интересно. Посмотрим, что же будет в этой группе. А в этой группе очередные 5 участников. Это Анна Щербакова и Егор Гончаров в первую очередь. Они выступают первыми в этой группе. Их тренеры Екатерина Рублева, Иван Шефер, Сергей Плишкин на ваших экранах. Дружный коллектив, у которых, как вы видите, очень много пар. И все они настоящая команда. Ну, здесь вот представлены пары Щербакова и Гончаров. Это московская группа, работающая в Сокольниках. Елизавета Пасечник и Дарио Черезана наконец-то в финальной разминке. Так долго ждали пчелок их присутствия здесь. Их программа чрезвычайно трогательная. Жюль Масне, Таис, тема любви. Новые костюмы у Елизаветы и Дарио. Меняют они их неоднократно. Все ищут то самое идеальное сочетание, чтобы понравилось всем, и зрителям, и судьям. И вот она, дружная команда этих спортсменов. Анжелика Крылова и Людмила Алексеева их тренируют. Но и, как мы знаем, Анжелика еще и работает в команде с Алексеем Горшковым и Екатериной Рязановой в плане пары Кагановская-Некрасов. И поэтому вот они всей такой толпой здесь находятся. Ну, а третьими будут здесь кататься Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Питерская пара. Тренер Елена Соколова. Пара, которая максимально мощную работу провела над своей программой, над этим сезоном, и техническую подготовку, и хореографическую, и даже вот, психологическую подготовку, так как в тренерской группе находится еще и психолог Татьяна Свидлова. И ездили они в Соединенные Штаты Америки шлифовать свои программы в группе Чарли Уайта. В общем, это очень-очень масштабная работа, которую у каждого спортсмена, у каждой пары, которую можно сравнить, я не знаю, там, со съемкой фильма, с постройкой небоскреба. Вслед за ними Василиса Кагановская и Максим Некрасов, претенденты на лидерскую позицию. Но быть претендентами — это одно, а попробовать победить Степанову и Букина — это, конечно же, другое. Но нужно постоянно атаковать, что и делают Василиса и Максим. Делают они это и в своем потрясающем ритм-танце, и, конечно же, будут делать это и в разрывной абсолютно программе в произвольном танце. Ну, а все взоры
Много лет. Восторженные взоры, иногда даже ненавидящие взоры, уставшие взоры или, наоборот, любящие взоры. Они самые разные, но они устремлены на этих ребят. Александра Степанова, Иван Букин и их потрясающая тренерская команда. Александр Жулин, Петр Дурнев, Сергей Петухов. Долгое время работающие успешно, неразрывно. И Александра и Иван лидируют на этих соревнованиях. Вот хочу у Софьи спросить, вот по-твоему, это лидерство, это какой-то большой отрыв, 3 балла, даже 2,5 балла после ритм танца, или это ничто? Нельзя однозначно сказать, все это или ничто. В любом случае, это те самые 3 балла, которые на данный момент отделяют второй дуэт, Василису Кагановскую и Максима Некрасова, которые на данный момент занимают 2-е место от Александры Степановой и Ивана Букина. И я уверена, что сегодня каждая деталь может стать ключевой. Каждая вытянутая нога, поворот головы, рука. На все будут обращать внимание, и мы будем смотреть и наслаждаться красотой фигурного катания. И начнем с Анны Щербаковой и Егора Гончарова. В своей программе на музыку белорусской техно-блюз группы Intelligence Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказывают о взаимоотношениях, естественно, о том, что важно по-настоящему. Не вся вот эта вот суета, не житейские проблемы, а отношения, близость, устремление, любовь. Анна кричит в кульминации этой программы, зовет своего партнера, не дает ему уйти, спасая их взаимоотношения. Это настоящий театр. Каждый день меня это с ума. Если бы вы знали, будет это всегда. Этот мир, это суета. То несет пламя, не боится всегда. Есть надежда жить и ни шагу нам. Если бы вы знали, солнце это агония, агония. Этот мир, это суета. Если бы вы знали, это не навсегда. Есть надежда жить и ни шагу назад. Если бы вы знали цену беззакония, где агония.
современно, концептуально, красиво, молодежно. Это Анна Щербакова и Егор Гончаров в своей произвольной. Это просто здорово. Официально мои поздравления этим ребятам, потому что, открывать сильнейшую разминку, когда такой юный и так мощно, и так здорово, и так уверенно, это дорогого стоит. Как же они подготовились к этому чемпионату России. Браво, ребята, молодцы. Официальный партнер Федерации фигурного катания на коньках России Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Молочок, молочок, молочок. Правильно. Действительно, молочок. Молодцы ребята. Ты знаешь такое слово «молочок»? Я знаю, что да? Я в первый раз слышу. Молочек. Да, молочек, в принципе. Молодцы ребята. Очень чистый прокат, очень хороший прокат. Видно, что ехали с контролем. И каждый элемент выполняли так, как он должен выглядеть. Вот сейчас мы видим с вами твизлы на экране. Они Ой, все, прям заговариваюсь, такие эмоции от их проката. Они были выполнены на невероятной скорости. Прям боролись спортсмены. Вот Аня боролась со вторым твизлом непосредственно. Да, действительно, в поддержках тоже Егор абсолютно уверенно себя чувствовал. Я думаю, что и в нем была уверена абсолютно Аня. И посмотрите, на какой скорости, выполняя все предписанные черты сложности, ребята катаются. Не знаю, для меня прям какое-то открытие. Все пытался я понять эту программу, потому что ребята настоящие новаторы. Они вот идут своим каким-то путем вместе со своим тренерским штабом, придумывают какие-то находки, что-то новое, концептуальное. Посмотрите, какая хореография. Даже борты используют ребята для того, чтобы их перформансы, их выступление запомнилось и было сказано как-то по-новому. Очень много интересных деталей. Просто вау. Спасибо спортсменам за такой прокат. И спасибо тренерскому штабу за то, что растят таких профессионалов своего дела. Довольные тренеры и полностью зеленая шкала справа по оценкам. Сплошные плюсы, причем очень хорошие плюсы. И Анна Щербакова, Егор Гончаров. они на первом месте по произвольной программе. И на 3 балла опережает по сумме 2 программ Елизавету Шичину и Павла Дрозда. На лед приглашаются Елизавета Пасечник. Елизавета Пасечник и Дарио Черезана. 4-й после ритм-танца и отставание от желанного пьедестала меньше балла. Какая гонка! Катаются под музыку из оперы Жюля Масне «Таис». Вот все говорят, в СССР все запрещали после революции, а вот это прекрасное произведение французского композитора, наоборот, не разрешали ставить именно в царской России. Духовная цензура. Вот пойми этих цензоров. Кстати, у ребят новые костюмы.
je parlais, je t'ai manqué. Je t'ai menti. Le ciel, rien n'existe, rien ne paraît graffité de l'amour des Браво! Браво! Абсолютнейшее браво этой многострадальной в этом сезоне паре. Елизавета и Дарио довели до слез своего тренера Анжелику Крылову. Это вне всяческих похвал, вне всяческого восхищения. Мы так рады. И Максиму по голове прилетела игрушка. И на стол федерации прилетела игрушка, и ее Действительно, браво, и браво отправили на лед. кричит и зритель, и благодарный зритель, потому что стоя приветствуют сейчас болельщики эту пару. Это выдающийся контакт, выдающийся вне зависимости от места, вне зависимости от оценок. Турнир для этой пары выдающийся. До мурашек меня пробрали в своем ритмическом танце, ребята. И сегодня то же самое. Я сидел и просто получал какое-то невероятное эстетическое удовольствие. На такой скорости, так уверенно. Огромные молодцы. Хочется отметить, что с самого начала спортсмены начали свой произвольный танец очень уверенно и не теряли вот этот вот накал страстей, только он продолжался и рос, что в конце, когда была кульминация программы, они выдали такое колоссальное количество эмоций, и зал взорвался вместе, в принципе, со спортсменами. Потрясающе, действительно. Потрясающе. И соглашаюсь я с Анжеликой, что исправилась. И потрясающая работа. Прежде всего, конечно, не только спортсменов, но и тренерского штаба, которому тоже нужно свои эпитеты, свои лучи любви послать, потому что если тренер до слез растрогался, то вы представляете, что творилось в зале. Сейчас мы видим, как ребята исполняют свою поддержку. Выдерживают 3 секунды в этом положении, затем меняют позу и идут во вращение. Очень чисто все было исполнено. И на высший уровень, 4-й. Много очень интересных находок. И мало того, спортсмены не только классно выполняют сложные элементы, но и все связующие шаги они делают чисто и красиво.
Да, одно движение вытекает из другого. Глаз не успевает просто даже зацепиться за какие-то лишние шаги, лишние беговые шаги. То есть все очень и очень связано между собой. Я обратил внимание, Софи, что вот ты после твизлов даже взмахнула рукой. Уж на что ты такая обычно сдержанная в просмотре танцев, но тут ты не выдержала. Действительно, так и было. Я очень переживала за этот танцевальный дуэт. Знаю, как им было непросто подходить и готовиться к этому чемпионату России. И что была проделана колоссальная работа. Работа с головой. И Лиза это сама подмечала. И очень радостно, что они... И смогли показать все, на что они способны. Два чистейших проката выдают этот дуэт. Потрясающая история на наших глазах творится. Конечно же, это первое место, но не просто первое место, а с преимуществом в 5 баллов в произвольной программе перед их ближайшими преследователями Щербаковой и Гончаровым. И они набирают 200 баллов с лишним. Это лидерская позиция. Давай что-нибудь возьмем. На лед приглашается Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Ведущая пара Санкт-Петербурга Екатерина Миронова и Евгений Устенко под руководством Елены Соколовой будут кататься на музыку из кинофильма «Она». Благодаря им я этот фильм пересмотрел на днях. Вот прям захотелось. Крутая музыка, такое настроение. И ребята здорово показывают взаимоотношения. Нереальные взаимоотношения. Что-то совершенно оригинальное. Ощущается международный уровень работы. Hello, I'm here. Hi. Hi. It's really nice to meet you. It's nice to meet you too. Oh, what do I play? Do you have a name? Yeah,
But with you, my dear, I'm safe and where a million miles away. Еще одна очень трогательная программа. Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Абсолютный, конечно же, успех — это их постановка. Но для того, чтобы она по полной программе сыграла, нужно же все выполнять на 100% уровень. И нужно обсудить этот уровень. Да, действительно, одна постановка лучше другой. И в сильнейшей группе какую-то невероятную мы видим борьбу, невероятное катание. И, конечно, призовое место после ритмического танца особое давление на эту пару оказывало, но как будто бы справились. Сейчас только судьи решат, кто же лучше: пасечник Черезана или Миронова и Устенко. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Что скажет наш технический специалист? Сейчас ни много ни мало бронза на кону. Да уж. Как минимум. Ну что можно сказать? Сами спортсмены немного расстроены. Сейчас их тепло поддерживает и публика, и тренерский штаб их обнимает. И говорят, что ничего страшного. Сами спортсмены понимают, что не все они сделали идеально в своем прокате, к сожалению. Ошибка была допущена на твизлах у партнера. Ему поставили всего лишь 3-й уровень. И также вращение слетел уровень с 4-го на 2-й. Вот сейчас мы видим поддержку на наших экранах. Поддержка была выполнена хорошо, очень красиво. И вот начиная с твизлов, про которые я уже упомянула, начались проблемы, да, в этой паре? на переходе вот немножко пошатнула Катю, и из-за этого разошлись на 2-м твизле, и партнеру посчитали 3-ку. А это мой любимый элемент в этой программе. Настолько интересный хват и положение. Вот танцевальное вращение нам сейчас и вот здесь показывают. потеряли, мне кажется, уровень, потому что не было положения, да, вот Да, с этого либелы. года партнерши также могут делать положение либела, и оно будет считаться как сложная позиция, но обязательно нога должна быть выше уровня горизонта, а там она скакала то вверх, то вниз, и, соответственно, судейская бригада не смогла просмотреть четкое положение, спустили уровень сразу до 2-го. Очень обидная, досадная А учитывая ошибка. то, что опережение у Екатерины и Евгения относительно Елизаветы и Дарио было меньше балла, то сейчас, конечно же, каждое движение на вес золота, да еще и таким блестящим образом до них катались Пасечник и Черезана. Вот сейчас... Все в зеленой зоне, да, для зрителей это еще очередная обманка, но на самом деле потери есть. Ну вот сейчас им вращение со 2-го уровня на 3-й перенесли, добавили. Да, но будет ли этого достаточно в общей сложности для того, чтобы остаться на пьедестале? Ну и как будто ребята радуются, да, и Лиза, как будто что-то знают. Ничего, они не счастливы знают своим просто. прокатом. Они всегда одни из самых светлых вообще людей на свете. Это Лиза и Дарио, прекраснейшие. И напряжение 118 баллов. Это 2-е место с отставанием почти в 3 балла от Пасечника и Черезана. И Елизавета и Дарио становятся как минимум бронзовыми призерами чемпионата России. Сумасшедший взлет и просто море слез на сегодня. И они еще не прекратились, эти слезы. Главные, наверное, еще впереди. На лед приглашаются Василиса Калиновская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург.
Василиса тоже родилась в Санкт-Петербурге. Этот город Кагановская и Некрасов и представляют официально. А сегодня в Питере дождь. И вот капли как будто просочились через уникальную крышу юбилейного, чтобы запустить ритм программы этих прекрасных спортсменов. Rain in your black eyes. Под музыку Эцио Босса они дают запредельный объем драмы, и он накрывает нас всех.
Уже все слова кончились, эмоции кончились, слезы кончились. Остается только разводить руками, а потом их обратно сводить. Разводить и сводить. Это называется хлопать, аплодировать и восхищаться этими людьми, которые совершают такие героические прокаты, героические сезоны на наших глазах. Потрясающе. Меня жизнь к этому не готовила, что в танцах на льду у нас на внутреннем чемпионате будет разворачиваться такой спектакль, такая борьба нервов. Но эти ребята как будто бы своего не отдадут. Игрушечки пошли. Игрушки летят просто с трибун. И мы видим, как и Мария Петрова, Алексей Тихонов аплодирует этому прекрасному молодому нашему дуэту. И сколько сердец на льду сейчас невозможно сосчитать. Сердец болельщиков. И два больших-больших медведя тоже выкинули Василисе с Максимом. Очень тепло их встречает публика, очень любит их. И, в принципе, это оправдано. Анжелика Крылова сегодня один из самых счастливых тренеров. Тренер-триумфатор, не дать не взять. Сразу два дуэта и так здорово откатались сегодня. Ну, давай детали, детали. Давайте по деталям пойдем. Вот мы видим поддержку с вращением. Это комбинированная поддержка у ребят. И очень любопытный момент, что они две как бы вот эти вот части поддержки комбинированной исполняют в вращении. Это далеко не каждый так может делать, и у кого-то голова может закружиться, Да а уж, ребята от делают это успехов. классно. А вот вращение как раз-таки немножко съехало по уровню с 4-го на 3-й. Это связано с тем, что в первой позе немножко ребят пошатнуло, и, возможно, как бы из-за этого как раз-таки судьи снизили Это уровень. очень обидно, при том, что поза такая красивая, и такая Я вообще не трогательная, заметил там оригинальная. никаких проблем. Да никто не заметил, Макс. У нас тут Софию специально нам прислали, чтобы она все заметила. Но дело в том, что парные вращения, они есть и у спортивных пар, и, в принципе, я могу очень неплохо видеть ошибки в этом элементе, и как будто бы мне странно. Ну, а так Даже интересно восторг. узнать, что же не понравилось. все уровни высочайшие. Ребята молодцы. Вышли и выложились на полную катушку. Мне нравится вот эта еще тренерская коллаборация. Два разных совершенно штаба и делают вместе одно дело. Разве это не потрясающе? Молодцы. Мне Очень даже- рады. Мне показалось, что ребята не просто катали свою программу, а проживали эмоции в действительности. То есть то, как они это чувствуют. Не только хореография, но и их реальное состояние на данный момент. Пожили насыщенно эти 4 минуты на льду. И нас за собой увлекли. И мы в этой судьбе... Ну, мы ощущаем, как будто бы мы к ней причастны, да, хотя мы всего лишь зрители, но мы внутри этой судьбы. И это 126 баллов, конечно же, первое место. И по сумме двух программ 211. Поздравления Алексею Горшкову, Анжелике Крыловой, всему тренерскому штабу, но замираем. На лед приглашаются Александра Степанова. И в завершении этого великолепного действа древнегреческая трагедия о мощи любви и слабости человека, особенно художника. Разлученные Орфей и Эвридика уже никогда не будут счастливы, но будем мы, рядовые и благодарные потребители контента.
Сколько смотрю на этих ребят и не могу понять, вот как это работает. Ходят по земле простые люди, вот так вот ходят по коридору тут в дворце спорта, по улице, здороваются, руки, ноги. Когда они выходят на лед, такое впечатление, что они вне силы притяжения. Как будто бы они вот друг друга обволакивают, как два, не знаю, как два каких-то существа, абсолютно невесомых. Как это работает? Ну, не знаю, наверное, как Аполлон подарил своему сыну Орфею лиру и научил его играть на ней. Так какой-то из богов подарил Ване невероятную харизму и прекрасную партнершу Александру Степанову. Божественно, и правда. катаются они не хуже, чем на лире играл Орфей. Очень чувственный прокат, очень душевный прокат. Как они взаимодействовали друг с другом на протяжении всего танца. Вот действительно как единый организм. Вот по-другому и нельзя сказать. Как она поднимается наверх, вот как будто, вот прорастает что-то, как какой-то, я не знаю, какой-то росток. А не то, что ее взяли на поддержку, подняли, или она запрыгнула, как это делают обычно спортсмены другого уровня.
Вот все элементы были выполнены, ну, просто чисто. Я не знаю даже, что можно добавить. Высочайшие стоят у них уровни за исполнение всех элементов. Вообще это вот партнерство, которое вот годами ребята вместе катаются, уже не одно десятилетие, по-моему. И обычно мы говорим, как он смотрит на свою партнершу, а здесь как друг на друга смотрят партнеры. То есть это настоящая химия, которая возникает, когда ребята выходят на лед. И, конечно, обволакивают они своим катанием, своими движениями. Вот энергия у ребят была прям в кончиках пальцев. То есть все тело было пропитано какой-то вот такой эфирностью, нежностью и их отношением друг к другу. И поначалу такая прозрачная программа, а потом все-таки они включают в конце эту мощь. И все работает. Вот невозможно отметить, что несмотря на эту мощь, которую они уже включили, они четко выполняют все свои повороты с ребра на ребро. Прям браво. А тренерский штаб, видите, такие спокойные. Так, закончилась программа. Петя что-то сказал Александру. Даже Ваня на льду в конце лежал. Это значит, что выложились на все 100. Ну, ребята более эмоциональны, чем их тренерский штаб, это уж точно. Тут, видимо, сегодня плакать никто не будет. Окей. Ну что, будем замиранием думать, сердца. что будет, да? Какая это интрига, не интрига. Но я-то верю в победу Александра и Ивана. Да. 3 балла в плюс в произвольной программе и 5,5 баллов по сумме 2 программ. Чемпионские объятия номер 238. Я надеюсь, что у них не пропадет этот запал чемпионский никогда. Да, ситуация так сложилась, что эти уникальные спортсмены соревнуются только на российском уровне. Конечно же, они спортсмены, достойные самых высоких наград, всемирных. Но все, мы надеемся, еще впереди. Главное, чтобы, ребята, у вас не пропал запал. Поздравляем! И в студии чемпионы. Ну вот, к сожалению, да, и завершились танцы на льду. Удивительный, увлекательный мир. И сейчас мы с Женей Медведевой уже находимся на этой территории фигуристов, в Кисенкрай. Собственно, то место, где мы приходим и ожидаем те баллы, которые расставят всех на свои места. Ну что ж, можно я, баллы пожалуйста, крутые. поблагодарю всех зрителей, пока они еще не ушли. Спасибо вам огромное за эту поддержку. Спасибо за ту энергию. Спасибо за все, что вы делаете для нас, фигуристов. Это безумно важно. И только ради таких аплодисментов, таких зрителей хочется еще кататься и работать. Спасибо вам огромное. Ну, собственно, у вас есть эта возможность, друзья. До этого мгновения Ваня и Саша были 4-кратными чемпионами России, а с сегодняшнего дня действующие и 5-кратные чемпионы нашей великой страны. Ура! Поздравляем! Спасибо большое. Ну что? Саша, почему ты так не весела? 5-й титул чемпионов России. Устала? Нет, просто на самом деле хотелось бы такую сразу оценку дать. Если сравнивать с первым днем, конечно, сегодня мы с собой были довольно меньше. Вот, поэтому, наверное, такая еще какая-то эмоция у меня внутри. Вот, а так, в принципе, я очень рада, да, спасибо огромное. Ваня уже сказал всем зрителям, безумно было приятно кататься под такие аплодисменты. И когда вы аплодируете в конце наших программ, это безумно дорого для всех спортсменов. Спасибо вам еще раз. Как прошел отдых вчерашний? Я помню, Вань, ты обещал, что какая-то экскурсия, может быть, мини-прогулочка по городу состоится. Состоялась? Она состоялась, да. Мы сходили, пообедали, потом немножко прошлись, простите, пожалуйста,
по Невскому проспекту и все. Ждал такси долго. Там нельзя было останавливаться. Там нельзя было ожидать. Ну, либо так. Но самое главное, ты вовремя оказался здесь вместе с Сашей и стали вновь чемпионами России. Мне самое главное нравится, как пристально сейчас Александра Степанова следит за тем, что показывается здесь, на этом центральном кубе, потому что анализ произвольной программы продолжается. Правильно? Да, абсолютно правильно, потому что я смотрю, как бы элементы все были выполнены чисто, вот, но я прекрасно понимаю, например, что опять-таки вернусь к этому ответу, что в коротком я, наверное, на полную катушку, если так можно сказать, каталась, то в произвольном, конечно, такого, к сожалению, не было. Мы, наверное, были больше в контроле, а все-таки хотелось бы чуть больше эмоций. Но в любом случае этот прокат чуть лучше был, чем на предыдущем старте, поэтому я очень рада. Технически мы все выполнили, все додержали. Помню, как я считала во время программы какие-то моменты, вот, поэтому спасибо огромное всем. А нам вот с Лешей Ягудиным очень нравится фраза, что победителей не судят, поэтому и вы тоже, пожалуйста, наших победителей чемпионата России сильно уж не критикуйте. Кстати, рассуждая на тему многочисленных титулов чемпионов России, хочется задать такой вопрос. А вот какой из чемпионатов России, который принес вам золотую медаль, был самый сложный? Может быть, самым запоминающимся? Я могу сказать, что для меня любой чемпионат России вообще очень трудный старт, потому что помимо дикой концентрации и вообще ответственности этого турнира, ты еще и хочешь показать вот этот отрезок работы, который ты провел от последнего старта. Так что я с Сашкой тоже соглашусь, что мог бы я получше. Но ничего, значит, много работы есть. Приеду, буду пахать в 3 раза сильнее. Я тебе больше скажу, каждый из нас может немножко, да, и больше сделать. Но для этого мы живем и тренируемся, для этого мы и соревнуемся, для того, чтобы как раз доказывать через свои прокаты, через свои программы свою силу. Ишенка была после тренировочного процесса сегодня утром. Мы все слышали, как Ваня ждал этого момента. Ишенка была, и 2 сосисочки. И 2 сырника. У меня есть фотография. Да, у Сашки есть фотка, она отчет ведет за меня, чтобы потом, что я правда ел. Хорошо. Да, спасибо. Вдруг кто-то не верит, да? А я не могу не спросить, смотрели ли ваши дети вас в прямом эфире. Вот все-таки и во время подготовки, наверное, тоже, сложно бывает наверняка с утра проснуться и вот от этих сладких булочек уйти, работать. Вот они вообще смотрят, любят вот это или пока что еще очень маленькие? Нет, они смотрят, конечно, любят очень, и даже как-то раз мне сказали, что я хочу так же. Вот, поэтому, конечно, они смотрят, очень приятно, они потом что-то рассказывают, там, когда ты приезжаешь домой и что-то говорят, какое-то свое мнение. Вот, это приятно всегда. Вы можете передать им привет прямо сейчас, они на вас смотрят. Артемий Иванович, привет тебе. Кируся, привет. Много сладкого не ешь, пожалуйста. И мультики только по расписанию. Кстати, по поводу сладкого и мультика, ведь совсем скоро самый, скорее всего, главный праздник уходящего года – это Новый год. Как собираетесь этот праздник отмечать? Может быть, какие-то пожелания друг другу и зрителю? Мы с удовольствием пригласим всех на шоу, в котором мы выступаем именно здесь. Так что мы проведем наш Новый год в работе. Может быть, у нас удастся, конечно, сам Новый год встретить где-то в другом месте. Да? На Невском ожидаю такси. Но большую часть праздников мы будем выступать. Так что ждем всех и каждого здесь с 25 декабря. А какое шоу-то? Вдруг я буду проездом и захочу заскочить к вам. Покататься? Можно, говори, Вань, тебе можно, ты 5-кратный. Сань. Леш, главное на такси не езжай, очень долго ждать. Хорошо. Да, в этом году мы выступаем в Санкт-Петербурге на новогодних праздниках в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Поэтому всех ждем, будем очень рады, если вы разделите с нами эти дни праздничные. И мы подарим вам, надеюсь, хорошее настроение.
буду много-много работать, чтобы докатывать шоу до конца вообще с кайфом. Ну что ж, давайте, друзья, еще раз аплодисментами поблагодарим за ту работу, которая была проделана в течение сезона. И, конечно же, за очередную золотую медаль чемпионата России. Александра Степанова, Иван Букин. Для себя, для всех нас, для страны. Спасибо большое. Спасибо, Леша. Спасибо, Женечка. Вам. Можно идти, да? Ну, а мы также поздравляем наших серебряных призеров Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Ну и, конечно же, бронзовых призеров Елизавета Пасечник и Дарио Черезана. Вот такой красивый у нас получился пьедестал в танцах на льду. Я предлагаю послушать и ребят, и их тренеров, их эмоции. Смотрим. Ребят, спасибо вам огромное за это выступление и мои искренние поздравления с первой совместной медалью серебром чемпионата России. Скольких трудов она стоила и что сейчас на душе? Трудов оно стоило больших. Очень много работы было с самого отпуска, то есть начала сезона, то есть в июне. То есть это, да даже, наверное, раньше, когда еще постановки были программы с Бенуа Рюшо. Это ему отдельное спасибо. Прям... Василиса, было ощущение, что увидели оценки и, может, даже чуть-чуть расстроились? Есть ощущение, что можем еще выше? Не, ну, конечно, мы знаем о том, что мы можем еще выше, но для этого нам нужно еще больше работать. Причем работать над чистотой и над тем, чтобы критерии жюри были выше. Да. То есть плюсами надо тоже уметь выигрывать. Да, в принципе, все нам нужно улучшать. Как бы то, что расстроено оценками, это совершенно точно нет. Ну, мы, наоборот, по-моему, да, с того, подняли что результат. Season Best, это самые высокие баллы, которые мы получали за сезон. И мы, наоборот, очень сильно рады их видеть. Как бы расстройство речи вообще не идет. У вас невероятная музыка в этой программе, у вас невероятное умение быть разными в программах и быть не похожими ни на кого. Вы говорите, все нужно улучшать, поэтому спрошу так, а лучше всего, что сегодня получилось? Ой, ну, сложно сказать, что именно было лучше всего. Все равно нам нужно будет пересмотреть видео, разобрать его самими, друг с другом, с нашими тренерами. Сами увидим, что получилось лучше, над чем еще нужно работать. В целом прокат был довольно-таки чистым, все элементы были выполнены, все шло так, как мы запланировали. Да, были какие-то косяки, пока что не знаем, были ли они видны на видео. То есть это возможно только в наших ощущениях, поэтому все нужно анализировать, нужно работать еще дальше. А так, в целом, мы довольны сегодняшним днем и тем, какой прокат у нас получился. Сейчас вам чуть-чуть осталось дотерпеть продолжение этого чемпионата России, раздать еще несколько интервью. А дальше, что больше всего хочется? Бутерброд с икрой. Желаю вам поскорее съесть бутерброд с икрой. Приятного аппетита и еще раз поздравляем вас с медалью. Спасибо. 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 Ребят, примите мои искренние поздравления с этим крутым выступлением. Я думаю, вы прекрасно знаете, как вас ваши любимые болельщики называют пчелки. Поэтому наши талантливые пчелки, как после такого сумасшедшего проката настроение в вашем талантливом улье? Ну, он правда сумасшедший. Я чуть с ума не сошел. Слава богу, Я тоже вроде чуть с ума не сошла. остался при памяти. Да, до объявления оценок еще мы просто чувствовали, что мы удовлетворены своим прокатом, мы выкладывались на максимум, получали удовольствие. Во время самого проката было тяжело, но мы на морально-волевых просто на износ ехали до конца. Наша задача была выполнить все элементы чисто, технично, эмоционально, душевно, следить за каждой ножкой, за каждой ручкой. Мы выкладывались на максимум. Довольно. Около бортика Анжелика Алексеевна Крылова продержалась ровно 0,1 секунды до того момента, как зарыдала. Вы зачем человека до слез довели и как успокаивали? Честно, я уже тоже плакал в конце. Я тоже, поэтому мы ее понимаем.
прокат вы прожили очень круто, но это первый ваш совместный пьедестал, с чем я тоже вас поздравляю. В связи с этим что на душе? Даже, может быть, не полное осознание ситуации, потому что, пока правда, что вообще в шоке от всего происходящего. Нет принятия от слова совсем. Я думал, нет, что не то сказал. Мы в шоке, мы под впечатлением. Я думаю, то, что зрители видели наши искренние эмоции, для нас это было сегодня неожиданно и очень приятно. А было ощущение, что в нашей так называемой грин-зоне, в грим-руме, вы волновались больше, чем на льду? Да нет, на самом деле. Вот так хотелось сделать, да? На самом деле, да все, у нас точно, извините. На самом деле мы сидели и не думали о местах, не думали о том, сколько ребята наберут баллов, потому что это дело каждого. И на самом деле мы просто главное... остались под впечатлением от своего проката. Да, у нас просто главная задача была классно выступить и гордиться своим выступлением. Мне кажется, мы задачу эту выполнили. А давайте закончим наше интервью и чемпионат для вас на позитивной ноте и шуточкой. Вы знаете, что пока вы катались, позвонили из Министерства образования Российской Федерации, переписали учебник по математике для 1 класса. Задачка такая. Елизавета Пасечник, Дарья Черезана на двоих съели 3 завтрака. Кто съел 2? Я. Дарья, вот как съел любовь есть 2 завтрака завтрака сочетается с такой классной физической формой, скажи мне, пожалуйста. Ох, тяжело сказать. Ну там, потому что все-таки не 2 завтрака, а 2,5. Лиза очень мало ест, я очень много ем. После такого классного выступления можешь съесть 3. Мы еще раз вас поздравляем. Спасибо большое, спасибо. Судья номер 4 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 6 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 7 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 8 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 9 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Встречаем на льду участников первой группы. Алиса Блинникова, Алексей Карпов, Санкт-Петербург. Анна Москалева, Артем Радзянов, Санкт-Петербург. Майя Шигай, Андрей Шадырков, Пермский край. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Разрешена разминка. Как весело, обув железным острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек, гласит стихотворение. И ничего приятнее нет фигурного катания в Санкт-Петербурге зимой. Пусть и зимы нет, а фигурное катание есть. Василий Соловьев и Максим Троньков на комментаторской позиции в произвольном катании у спортивных пар. Да, к такому вступлению нечего добавить, только поздороваться еще раз и предвосхитить то, что нас ждет на этом льду, на льду юбилейного. Уже первый комплект медалей разыгран в танцах на льду. И вот сейчас время для спортивных пар. Давайте же познакомимся с теми, кто будет выступать в первой разминке. Василий, тебе слово. Алиса Блинникова, Алексей Карпов откроют эти соревнования. Как сами они себя называют в интервью, молодые и упертые ученики Василия Великова, Людмилы Великовой, хореограф Денис Лунин. Они
прошлом году также участвовали в чемпионате России, но не снискали лавров. Последнее место, к сожалению, тоже заняли, 8-е. Ну, очень мы эту пару поддерживаем. Молодая, симпатичная, и хотелось бы, чтобы как-то они повыше поднялись после произвольной программы. Ну, вот такой у нас, как всегда, немножко иезуитский подход. С одной стороны, хочешь, чтобы кто-то поднялся повыше, с другой стороны, не хочешь, чтобы кто-то опускался пониже. Ну, такая дилемма нерешаемая абсолютно перед нами стоит. Анна Москалева, Артем Радзянов, питерские дебютанты, ученики Артура Минчука, Тамары Москвиной. Исполняется 17 лет в понедельник Анне. Девушка очень интересная, рукодельница, учится в 11 классе, планирует поступать в университет Лесговта, где уже, в свою очередь, учится Артем, который родом из Сочи, раньше катался у Федора Климова, увлекается компьютерными играми, любит погулять, поспать, как любой нормальный спортсмен. Очень стойкие ребята. Если даже что-то происходит в программе не то, то они все равно собираются и дальше исполняют. Молодцы, настоящие бойцы. Третьими катаются Майя Шигай, Андрей Шидерков. Майя довольно-таки опытная партнерша, выступала даже и на чемпионате России. К сожалению, пока высоких мест не получала. В этом году вместе с Андреем Шидерковым уже вот они на этапах Гран-при были 5-ми, 6-ми. Стараются как-то подобраться повыше. Тренировалась раньше Шигай у Великовых, она же петербурженка, но учится уже и работает в Пермском крае, в Пермском государственном медицинском институте имени Вагнера. Она закончила первый курс и отправилась в академический отпуск, чтобы выступать, тренироваться и выступать дальше. А Андрей, в свою очередь, тоже учится в университете Лесговта. С весны 24 года они катаются вместе. И, конечно, скатаны, и пара очень яркая. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. А вот эта пара вообще совсем недавно создана. Первые их старты были на этапах Гран-при, 2 5-х места. И возлагали в том числе мы на них надежды. И здесь, что они выстрелят каким-то образом. Но трудно, конечно, через полгода катания вот так вот взять и взлететь выше той позиции, на которой сейчас они находятся. Они на 9-м месте. Ну, сделали кое-какие ошибки, но зато интересный запоминающийся образ. И знаем мы прекрасно, что Валерия из семьи известного фигуриста Дениса Хадыкина, бронзового призера чемпионата Европы. Все это накладывает определенную ответственность, но в то же время приносит поддержку опытного брата. Раньше Даниил выступал с Варварой Черемных, Валерия выступала с Алексеем Белкиным. Ну и желаем им удачи в этом сложнейшем чемпионате и технически, эмоционально. Все-таки мы находимся в колыбели русского фигурного катания, потому что именно здесь, в середине 19 века, все началось в Юсуповском саду, общество любителей бега на коньках. Алексей Лебедев, который тренировал Панина Коломенкина, Коломенкин, в свою очередь, который тренировал Орлова и Аборина, Олла, Цезарь, Чернышова, Гендельсман, у которых, в свою очередь, Алексей Николаевич Мишин учился у Петра Орлова и Нины Липлинской. Вот вся эта цепочечка, она здесь прослеживается. И сам юбилейный, это прям колыбель. Даже вот рядом с нами постоянно сидит президент Федерации Антон Триевич Сихарулидзе. Он вот здесь совсем молодым мальчишкой катался на соседнем тренировочном катке. Причем, что
тоже вот приятно. И вот эта большая арена, она же тоже периодически доступна для того, чтобы вот выйти, покататься, почувствовать. Кадры эти документальные всем хорошо известно, как Белоусов и Протопопов ночью здесь тренируются в юбилейном таком сумасшедшем месте. После 2016 года его реконструировали. И это, конечно же, стадион высочайшего уровня сейчас. А то, как здесь организован чемпионат России, это просто великолепно. Поэтому Блинникова и Карпов. Парижский вайб дают они в своей произвольной программе под пение Азнавура или Марка. Открывают соревнования. К сожалению, последние они после короткой. Такие славные ребята, элегантные, немного потерянные на этом турнире. Но пусть найдутся уже. Удачи всей школе Великовых в их лице. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se solide. Tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toiles et girouettes dont ils font coquette avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la tête des cols de collégiens. Ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. C'est parce qu'ils en ont vu trop et qu'ils veulent oublier. Alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle. Sur la Seine, les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Алиса и Алексей, какие молодцы! Прям, здорово! Макс, а? Да, действительно, сегодня ребята огромные молодцы. Начали турнир спортивных пар с чисто выполненной произвольной программы. Никак не получается две программы откатать у ребят. В этом сезоне короткая была восхитительна на всех турнирах, предшествующих чемпионату России. На чемпионате России совсем ничего не получилось в короткой программе, только последнее место. Но я думаю, что вот этой произвольной ребята дают заявку на то, что подняться в турнирной таблице они могут. Действительно, сегодня произвольная скорее получилась, чем нет. Да, были какие-то пошатывания, какие-то спотыкания в этой программе. Но то, что касается элементов, больше всего за то, что мы переживали у этой пары, здесь, как мне кажется, больше положительных моментов, чем отрицательных. Вот они в Красноярске тоже были вторые в произволе. Ну, как тоже, я имею в виду, тоже очень хорошо исполнили эту программу. То есть мы подмечаем, да, за каждым какие-то позитивные всплески в их сезоне. И за этими ребятами тоже очень пристально следим. Конечно же, и за группой Великовых. И 4-го уровня оценили их подкрутку. И такой темп подкрутка — у них был это один из лучших сумасшедший. элементов этой пары. Она очень такая динамичная, хорошая. И шпагат есть, и ловля. Все присутствует. Комбинация из 3 прыжков, тройной тулуп параллельно и 2 акселя. Причем молодец Алиса, что не отпустила этот элемент, немножко не выкатила ее после 2-го прыжка, но тем не менее бойцовские качества проявила, так же, как и вот на этом Сальхове, на котором, к сожалению, находят все-таки недокрут техническая бригада. Уверенно сделал Леша поддержки. Вот я сейчас его прям похвалить хочу, потому что немножко так я журил эту пару именно за эти элементы, за силовые. Плохо они получались на предыдущих турнирах, не хватало сил ребятам. Сегодня здорово. Сегодня все поддержки 4-го уровня выполнены. И так легко прошли все выбросы, как будто вот вообще нечего делать в этом элементе. Элегантно, четко. Ну и настроение вот это какое-то кокетливое, французское. Мама, они, папа, по-моему, привет. поддерживали. Паша, ты помнишь наш уговор? Какой-то уговор был с Пашей. Ты не в курсе? Что за Паша, что за уговор? Может быть, что-то важное? Я в курсе элементов. И вот видим мы, что получают ребята. На Сальхове галка. Ну да, там. На Сальхове галка. Парная вина УКМ опять. Произвольной программы Алиса Тынникова, Алексей Карпов набирают 118,20. Ну что ж, отличные оценки. Поздравляем. 171,67. Мы не такая, вот такая. Короткую чисто катать надо. Надо, Алиса, надо. На лед приглашаются Анна История Москалева, безальтернативной Артем любви Ромео и Радзянов. Джульетты в изложении Анны Москалевой и Артема Радзянова. Ученики Артура Минчука вбирают в себя лучшие питерские традиции, которые бережно передают из поколения в поколение Игорь и Тамара Москвины и их многочисленные успешные в спорте и в жизни ученики.
Ну, обидно. Обидно. У учеников Артура Минчука сегодня далеко не все получилось. Какой-то, может быть, ты знаешь, есть объяснение там, состояния пары или как что дела обстоят вообще в группе у Артура? Я думаю, что у ребят просто только начинается путь во взрослом парном катании. Здесь больше элементов, тяжелее произвольная программа. Ребята растут, меняются. Через это тоже нужно пройти. И сегодня, в принципе, не такая плохая была произвольная программа. То есть, да, там были ошибки, но мы в этом сезоне видели прокаты как хуже, так и лучше у ребят. Поэтому пока они так в поиске стабильного катания. По крайней мере, когда ты тренируешься у Тамары Николаевны Москвиной, у Артура Минчука, уже у заслуженных и перезаслуженных тренеров. Конечно, волшебных слов тренер не знает, но знает то, как научить тебя делать те или иные элементы. А вот дальше, когда ты выходишь на соревнования, здесь все уже зависит от тебя. Стартовый каскад, тройной сальхов и двойной аксель. На нем находят небольшой недокрутик судьи. Подкрутка 3-го уровня. Достойное исполнение, не самое легкое, но достойно. И вот попытка выполнить параллельный тройной Ридбергер, что очень сложно в парах, к сожалению, не увенчалась успехом. С Ридбергера Анна упала. И что меня лично радует, что сегодня пока очень уверенно исполняются поддержки, потому что в начале сезона на этапах серии Гран-при постоянно были сорваны поддержки у разных пар. И здесь... Но там много всего срывали. Да, Тодосы но сейчас были, как будто вот чемпионат уже... России очень большую работу над собой, над своими элементами ребята проделали, потому что пока вот все справляются. Уже такая была ситуация странная, что уже начали, я слышал, принимать ставки, сколько будет сорвано поддержек на том или ином старте. И ты уже такой думаешь, что происходит с нашим парным катанием. Но видишь, к чемпионату России некоторые прям встрепенулись. И, кстати, я еще хотел сказать, что Артем же самый молодой парник на этом турнире. 19 лет ему, моложе его нет никого. Так что все впереди. Абсолютно точно. За исполнение произвольной программы Анна Москалева, Артем Родзянов набирают 110,27. Они проигрывают Алисе Блинниковой и Алексею Карпову. Очевидно, да, и по произвольной программе, и по сумме двух программ. Желаем удачи. На лед приглашаются Майя Шигай, Андрей Шадырков. Космическая программа Майи Шигай и Андрея Шадыркова. Это на сегодня первая, к сожалению, по списку, а не по результату короткой пара Пермской школы Павла Слюсаренко. Мало кто так высоко парит над льдом, как Майя. У них с Андреем еще многое впереди, но нужно торопиться, потому что не только в мире, не только в России, но даже в отдельно взятой школе в Перми конкуренция настолько высокая, что выживут лишь сильнейшие.
болезненное и опасное падение у Майи Шигай во время исполнения выброса. Ридбергер и, конечно, весь зал ахнул, вздрогнул и стали поддерживать ребят. Еще и Тодос они из-за этого, получается, пропустили. Нет, они не пропустили на самом деле. Ну, фактически. Да, Тодос просто пытаются найти в нем положение партнеров, чтобы хоть что-то засчитать, хоть какой-то уровень поставить. К сожалению, пока это не так. Но что ж, это первый пермский дуэт сегодня из 5, которых аж 5 на этом чемпионате, из одного города, из одной тренерской группы. Мы видим, как заботливо провожает партнершу свою со льда. Партнер, конечно, падение было очень неприятное с выброса. Будет болеть бедро, но без боли не бывает побед. Душа будет болеть. В Пермском крае, конечно, очень сильно развивается это направление. И я вот знаю, что новый каток открыли в Перми, очередной. И туда переехали танцоры. Времени на льду становится все больше. Тренируюсь не хочу. Да, и, к сожалению, вот не хватило этой тренировки Майи, чтобы сделать тройной тулуп хотя бы как в короткой программе. Сегодня, к сожалению, бабочка, так называемая, одинарный только. Подкрутка очень хорошего качества. Да, пока уровень 3, но тем не менее. Итак, 2 двойных акселя в каскаде с тулупом. Я думаю, что недокрут, конечно же, найдут на втором акселе у партнерши. Это видно невооруженным глазом. Выброс флип шикарно. Хорошее, четкое приземление. Это как раз тот элемент, что не получился в короткой программе у Майи. Здесь аплодисменты. И вот оно, это падение. Даже чуть второе падение не случилось после него, и неприятно видеть, как девчонки так бьются о лед. Ну, с поддержками проблем не было. Все уровни 4, все положения выверены, сложны. А какое-то техническое объяснение падению с выброса у тебя есть? Мне кажется, с этого ракурса сложно было сказать, но мне кажется, немножко не дошла до ноги партнерши, впереди осталась, поэтому, когда приземлилась еще на жесткую ногу, уже в конце программы ножки подсаживаются, надо очень следить за коленом, как оно работает на приземлениях. У Майи же такие приземления почти в прямую ногу, очень четкую, и когда вот немножко не доходишь ты до ноги, то есть не ровно летишь, а чуть-чуть вперед наклон, тогда конек слетает и происходит вот такое падение. Это мое предположение. Похоже на правду. Мы действительно сидим прям в торце и не видели ее наклон во время исполнения этого элемента. Они последние пока что. На лед приглашаются Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Для дебютного Москва. совместного сезона пара выбрала классику в современной обработке, чтобы показать чистоту линий и скатанность. Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко. Несмотря на малый опыт совместных выступлений, они рискуют, исполняя сложные, редкие для парного катания каскад, тройной Ридбергер, Ойлер, тройной Сальхов. И это выделяет их среди конкурентов. Обидно, что 9-й после короткой, но есть шанс проявить себя сегодня без оглядки на вчера.
что же, очень-очень симпатичная пара и неплохое выступление. Валерий Хадыкин и Данила Бутенко. Неплохое, да шикарный прокат для дебютного чемпионата России. Шикарное, да. Для новой пары полгода вместе, и уже такой прокат, чистая программа, причем довольно сложная и по набору элементов. Классно сегодня ребята катались, абсолютно справились, наконец-то, и с произвольной программой. То есть, если о их короткой программе уже многие говорят, потому что просто образы классные и классно поставленная программа, то произвольная пока не получалось на турнирах. Что-нибудь да вылетало, а тут все прекрасно. И на разминке мучилась с выбросом Ридбергером Валерия, но поборолась на старте и уже почти под конец программы спасла этот элемент и для себя, и для своего партнера, и, конечно же, тренер Виктория Шляхова, хореограф Людмила Алексеевна. Все довольны, и все встречают, все радуются. Красавцы. Подкрутка, 3-й уровень, очень легко. Стартовый элемент с хорошим выездом на хорошей скорости. Тройной Ридбергер, Ойлер, тройной Сальхов. Находят недокруты даже на Ойлере судьи. Но, тем не менее, сделано. На каждом из прыжков был небольшой недокрут. И вот тот самый выброс, о котором я говорил ранее. Да, с касанием льда рукой получат небольшой минус от судей, но тем не менее сделано. На разминке совсем было печально. Поэтому мы и говорим, что не так важна разминка. Главное на старте выйти и выдать максимум. И сегодня, как мне кажется, к своему максимуму Валерия Хадыкина и Данил Бутенко были близки. По крайней мере, вот этот Тодос, что на наших экранах, наивысший 4-й уровень получает и надбавку от судей. Так же, как и вращения совместные, выход из которого мы только что увидели. Да, порой Тодос 4-го уровня — это редкость, да, на турнирах. Да, но этот Тодос не самый дорогой, это самый простой из Тодосов. Тодос вперед, вперед-внутрь. И он, наверное, самый простой для обучения. С него начинают учить Тодосом. Но, тем не менее, 4-й уровень, хороший джоуи. Хорошая практика работы на 4-й уровень, чтобы потом не упускать ни темп, ни все черты сложности. 116 баллов они набирают, это чуть поменьше, чем у Блинникова и Карпова, но по сумме двух программ они опережают их и лидируют на данный момент. Поздравляем Викторию Шляхову и группу Нины Мозер. Встречаем на льду участников второй группы. Вероника Меренкова, Даниль Галимов, Краснодарский край. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Разрешена разминка. Первая группа участников в произвольной программе в спортивных парах чемпионата России по фигурному катанию откаталась. И у нас уже вторая группа. Следующие 4 пары замечательные, которые повышают уровень, накал страстей и, конечно же, технического
совершенства и подготовки к этому чемпионату. Здесь тоже есть дебютанты, безусловно, но здесь и есть опытные спортсмены. Первыми будут кататься Вероника Меренкова, Даниль Галимов. Они тренируются у Федора Климова, который, кстати, тоже родом из Санкт-Петербурга. Но сейчас работает в местечке потеплее, где не удивляются отсутствию зимы, а просто радуются этому, а не так, как в Санкт-Петербурге. Вместе с Софьей Евдокимовой и Ксенией Ахантьевой работает Федор Климов, в том числе и с этой парой. Вообще-то родом Вероника из Норильска, Даниль из Казани, но вот теперь воссоединились именно в этой точке. География и судьбы, конечно, причудливы в этой истории. Приветствуем Федора Климова. Вслед за ними выйдут на лед Таисия Щербинина, Артем Петров. Это еще одна пара Павла Слюсаренко и Егора Закроева из Перми. Вторыми были в Красноярске. Это был такой яркий всплеск у них в этом сезоне, когда они за Байковой и Козловским получили серебряные медали. Да, конечно, был отрыв. Но, тем не менее, в Омске тоже могли подняться повыше. Если бы не короткая программа, они вторыми были по произвольной. Недавние серебряные призеры первенства России среди юниоров. Вслед за Таисией и Артемом на льду окажутся Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Тренируются у чемпионов мира и Европы Алексея Тихонова, Марии Петровой, которые в этом году усилились ради интересных хореографий, интересных решений. Поработали с Албеной Денковой, Максимом Стависским. И вот эта произвольная программа, конечно, максимально творческая. И все принимали участие в ее создании, можно сказать. В прошлом году Мухартова и Евгеньев были четвертыми на чемпионате России. Тяжело пробиться на пьедестал. Ну и в этом году, что называется, проще тоже не будет. Мария, Алексей, приветствуем этих элегантных красавцев. Ну и даже на этапах серии Гран-при Анастасии и Дмитрию, конечно, приходилось бодаться очень сильно и за первое место с Осокиной, Грицаенко в Магнитогорске, и за третье место, когда невозможно было вклиниться в борьбу Чекмаревой, Янченкова и Мишиной, Галямова. А здесь чемпионат России, здесь концентрированная борьба и количество участников мощных. Правда, отрыв небольшой позволяет по-разному, да, исход предполагать. Но, тем не менее, Юлия Артемьева, Алексей Брюханов будут кататься в завершении этой группы. Павел Слюсаренко, Егор Закроев на ваших экранах, Татьяна Тудвасева. Эти ребята родились, она в Казани, а он в Санкт-Петербурге, но работает в Перми. Известна эта пара своим владением четверным подкрутом. А будут вот они сегодня четверной исполнять подкрут? Максим, ты что думаешь? В протоколе нет четверного, значит, не будут. А то вот вчера Я тоже... думаю, что нет, потому что овчилка выделки не стоит рисковать, терять уровень на четверном подкруте. Если у тебя четвертого уровня или там третьего уровня с хорошими GOE подкрут, то четверной вообще нет смысла делать. Во-первых, тяжело, трудоемко, еще и сил занимает столько, а от судей ты практически ничего за это не получаешь. Расчет понятен. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов хорошо разогнались на этапах серии Гран-при. Были 2 раза бронзовыми призерами. Причем оба раза, как я помню, они были в произвольной вторыми. То есть их произвольная программа — это такое надежное оружие. Посмотрим, как оно сработает сегодня.
Как вообще обстановка вот именно вокруг пары Артемьева-Брюханов? Я слышал, что в начале сезона были у них проблемы со здоровьем. Все в порядке? Это все... Прошлый сезон ребята пропустили полностью из-за недопуска именно по здоровью. Лечились, восстанавливались, вышли, действительно, да, завоевали медаль на этапе Гран-при. И в целом короткая программа была позавчера здорово скатана, но была курьезная ошибка, падение Леши просто на ровном месте. И, к сожалению, борьба за сильнейшую разминку здесь закончилась для ребят. Вот. Но, тем не менее, претензия подняться в турнирной таблице в любом случае у них есть. У них прекрасная произвольная программа. Давайте дождемся. А пока смотрим на юных дарований. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Вероника Миренкова, Даниил Галимов. Аха и Крис Айзек в произвольной программе Вероники Миренковой и Даниила Галимова. И это не ностальгия, какой там, это современный искусный омаж, кивок тренерам родом из 90-х, дань уважения нашим чувствам. Хорошая все-таки пошла молодежь, хорошая. Кстати, прыгают Ридбергер в своей произвольной. Was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire won't make foolish people do. I
Я хочу сказать, что публика в Питере замечательная. Вот очень хорошо и тепло поддерживают ребят в этой тяжелой ситуации. Визжат, кричат с трибун, хлопают. И, конечно, ребятам нужна, безусловно, поддержка. Правда, я, опять же, не понимаю, что, собственно, происходит с парой. Ну, не знаю. Казалось бы, когда ты так начал на своем первом чемпионате России произвольную программу, все так чисто, все хорошо получается, где-то в середине программы вдруг задергались, неожиданное падение после выполнения поддержки случилось, причем очень обидно, потому что это было с выезда из элемента, то есть это падение с элемента практически. Именно. И здесь потеряют они, конечно, очень много баллов. И выброс не удалось тоже выполнить во второй половине. На вращении поспотыкались. Все это мы обсудим на повторах. Я уверен, что мы это увидим. Но были и позитивные моменты. Вообще, эта пара очень хорошо себя в этом сезоне зарекомендовала. Но, конечно, эту произвольную программу зачет им нельзя занести. Сейчас только анализ от Федора Климова. Он вдумчивый парень, разберется, знает, что ему делать. Это же не технически, наверное, проблема, Стартовый, а больше Ридбергер, психологические. Уверенно выполнили ребята, хотя, видимо, за расстояние друг от друга судьи немножечко им вычли. Тройная подкрутка была здорово выполнена, третий уровень. Вот и выброс флип тоже даже увереннее, чем в короткой. Тройной сальхов, двойной аксель. И на последнем из акселей, вот на этом, находят четверть оборота недокрута у партнерши. Отмечается это тоже в протоколе. Да и в первом акселе тоже маленький недокрутик находят. Вот она. Ошибка, которая развалила вторую часть произвольной программы у ребят. Так и не смогли они отделаться от этого волнения. И вот здесь мы видим выход из поддержки. Смазан. И вот этот выброс немножко на прямую ногу приземлилась. Вероника не самортизировала приземление и упала. А вот из этой злополучной поддержки, с которой они упали, этот так вот партнер, получается, неаккуратно партнершу поставил? Честно говоря, всегда в поддержках виноват партнер. То есть, если что-то случается, так уж заведено. Это наш элемент, наш силовой. И, конечно, можно помягче было опустить партнершу, где-то смягчить. Всегда можно сделать лучше, всегда. Для своей партнерши более удобно. Поэтому не будем строго судить. Первый чемпионат. Ребята классные, с классными элементами. Чем хвастается? Коньками новыми? Или чем? Я тоже не в курсе. Проигрывают они Валерии Хадыкина и Даниилу Бутенко. Примерно 2 балла. И на втором месте на данный момент. На лед приглашаются Таисия Щербинина, Артем Петров. Серебряные призеры прошлогоднего первенства среди юниоров. Серебряные призеры турнира в Красноярске вслед за Байкоем Козловым. Пермские спортсмены. Да, снова пермские. Таисия Щербинина и Артем Петров. Микронное отставание от Мухартовой Евгеньевой и Артемьевой Брюханова. Они все как будто делят 5-ю позицию на данный момент, потому что разница всего 0,2.
I'll fight till we make it love again. I will be there. I will be there. Love, only love can break down the world someday. I will be there. I will be there. If we go again, all the way from the start, I will try to change things that kill our love. Yes, I've heard your pride. I know that you've been through. You should give me a chance. This can be the end. I'm still loving you. I'm still loving you. Ну, такое вот у нас сегодня соревнование непростое. А ты Да, думал, сложно, как будет? сложно нашим дебютантам, нашим вчерашним юниорам. Конечно, хочется во взрослую сборную, когда здесь такая борьба за вот эти, за 5-е, 6-е, 4-е место. Они тоже важны, ведь это тоже состав сборной команды России. И, конечно же, здесь нервы в первую очередь, наверное, играют. Были в этой программе как шикарные элементы, так и совсем не получившиеся, совсем сорванные. И обидно. Ребята понимают, где они не доработали. Где-то вообще попросту растерялись, потому что я даже на реакцию тренеров посмотрел, которые не поняли, почему ко второму тройному прыжку ребята не стали добавлять каскад. Ведь это столько баллов, потеря стольких баллов. Да, это молодость и неопытность, когда не успели об этом подумать. Я думал, она прикрепила к этому Салькову. Вот объяснение. Он говорит, что я думал, что Тася прикрутила аксель к Сальхову. Он не видел, он сам практически залет вылетел после Сальхова, поэтому не видел, что было, и не стал делать каскад. А если бы она в тот момент, когда он лежал на льду, она бы сделала двойной аксель? То все, спот был бы занят, и нельзя было бы повторять. Вот мы смотрим, на то, что смотрим на Сальхов. Делал, да? Здесь должен был быть каскад Сальхов и 2 двойных акселя, но мы видим, что Артем решил выйти за пределы площадки. Ну да, видишь, он повернулся в тот момент, когда Кстати, она как опасно, раз так как можно и будто бы вылететь. на выезде была. А тулуп был шикарно выполнен, но почему-то не стали ребята добавлять аксели. Не были Надо к этому было быстро готовы. переговориться, наверное, или так не получается. Сложно. Это все на опыте делается. У ребят опыт только набирается. Опять же, поддержки, да, все хорошо. 4-й уровень, без вопросов. И вот выброс флип, который, если Таисия делает, то это прям шедевр. В учебнике можно отправлять с таким длинным выездом. То есть здесь совсем не получилось, да. 2 падения в этой программе. А что насчет подкрута? Ты что-то не увидел черт сложности в первом элементе, или увидел? Ну, дело в том, что ловля была такая, как будто бы с касанием партнера, и обычно теряют на этом уровень пары, но, может быть, у них 4-го уровня должна была быть подкрутка, и как раз вот этого не хватило, чтобы 4-й уровень получить. То есть я увидел, да, эту ошибку. Немножко волнительно было, как мне кажется, в первую очередь Артему, потому что так подрагивал он, и подкрутка не так уверенно была, и Сальхов не получился. Потом вкатался. 116. Ну что ж, они по произвольной программе уступают Блинникову и Карпову, причем до сих пор лидеры по произвольной у нас Алиса Блинникова, Алексей Карпов. Но
по сумме 2 программ впереди. На лед приглашаются Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев. Москва. Произвольную программу на чемпионате России готовятся исполнить Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Их программа посвящена жизни и творчеству Винсента Ван Гога. Музыкальная тема развивается от спокойного повествования к мощной кульминации, символизирующей творческое безумие и гениальность художника. Репродукция «Звездной ночи» на их костюмах – это творение еще одного художника, модельера Дарьи Даниловой. Очень все концептуальненько, но мы желаем прежде всего чистого проката.
Волнующий прокат, волнующий своей дрожью в элементах. И, конечно... Ну, как будто в этой группе вообще случился какой-то... Нерв на нерве, да. Какой-то коллапс просто буквально, потому что прокат за прокатом выстраданные произвольные программы. И да, здесь не выстраданные. исключение. Слово такое очень подходящее. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Сдерживают тренеры. Говорят, ну, поборолась. Ну, борьба была. Но в чем суть этой борьбы? Как считаешь? Ну, в чем суть? Прежде всего, конечно, у ребят не самые амплитудные элементы, то есть их нужно всегда делать очень выверенно. То есть мы видели, да, подкрут не такой, как мы видим у других пар, высокий, но тем не менее третий уровень за него ребята получают и начинают дальше двигаться по своей программе вот этими маленькими такими шажками. А нужно ехать широко, как они умеют, как они это делают в короткой программе. Не нужно экономиться, и тогда, я думаю, гораздо проще будет протекать произвольная программа. Немножко крадучее было сегодня катание, к сожалению, у Насти и Димы. Тем не менее, были и хорошие элементы. С выбросами ребята справились. И Сальхов, и Ридбергер. Но здесь на две ноги, конечно, он был выполнен. Но так как в этой разминке мы скорее говорим, кто меньше наваляет, то этот прокат можно даже и чистым назвать. Но пока что даже не в этой разминке, а уже даже в двух. Учитывая то, что у нас по технике, я вижу оценку техническую, и сейчас тоже зрители ее увидят, по-прежнему впереди Блинникова и Карпов. Которые открывали соревнования спортивных пар. Спасибо за поддержку вашу, друзья. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Мама, бабушка, Лилия Николаевна, Сергей Валентинович. Такое довольно-таки страдальческое сообщение. Есть драматизм в этом сообщении, присутствует. Да, по сумме компонентов и техники впереди сейчас оказываются Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Но, еще раз говорю, по технике Алиса Блинникова и Алексей Карпов остаются по-прежнему впереди. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Пермский край. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов накануне совершили очень неожиданное падение в дорожке шагов. Штраф за баллы, потеря в элементе, потеря в мастерстве катания. И вот они уже пятые, хотя могли быть с таким же успехом и на третьей позиции. Но отрыв небольшой. Вы видите, что происходит с остальными. Счет идет на сотые, важна каждая деталь. Произвольная у них очень нежная, но внутри стальной стержень.
Красивая пара. Стильная такая, элегантная программа. Моя любимая, вот, честно говоря, в этом сезоне произвольная у спортивных пар. Да, очень нравится мне эта постановка. И как подходит эта программа ребятам. И Юля такая взрослая за этот год стала, такая нежная, прям абсолютно новый человек. Открытие для меня, что так может она женственно кататься. Мне очень понравилось. Просто распустилась вот из девочки в такую девушку уже осознанную, красивую, понимающую, куда ведет ее партнер. И Леша такой настоящий петербургский культурный парень. Культурно ведет свою партнершу, культурно катается. И Юля под стать ему. Молодцы ребята. Да, будут сейчас судьи искать неполадки, скажем так, в этой произвольной программе технические. Они были, но они были очень и очень маленькие, очень-очень точечные. Где-то недокрутик, где-то нечеткое исполнение. Но в целом, конечно, ребята молодцы. Старательное было сегодня катание. Вот так я его назову. Старательное. Поддерживаю. А что он говорит, правильно сделал? Что он правильно сделал? Правильно сделал, что занялся встал в пару с Юлией Артемьевой, приехал в Пермь и стал художником льда. Это правда. Итак, смотрим. Стартовый каскад. Тройной сальхов, одинарный аксель параллельный и двойной аксель. Так и было запланировано. Но на акселе находят небольшой недокрутик. Подкрутка третьего уровня легко и непринужденно. И вот здесь на тулупе Юля, конечно, толчок соскочил. Но тем не менее, пусть с недокрутом в четверть оборота, но победила она этот элемент. Конечно... Вот этот выброс. Да, выброс чуть-чуть с касанием. Но, тем не менее, просто на разминке то, что не попало, может быть, в трансляцию. Юля упала с этого выброса и прямо в борт ударилась очень сильно о борт. И, конечно, здесь страховалась. Страшно просто, наверное, даже было на него ехать. И Ридбергер выброс уже был здорово сделан на мягком колене, с красивым выездом. И на диком ходу просто. Классная танцевальная поддержка. Вот это один из их коронных элементов. Очень красиво делают. Посмотрите, как. Ну, не только же танцорам у парников элементы. Да, написали не только письма друг другу, но и целую историю на льду, история своего чемпионата России, к которому они так долго шли, пропустив предыдущий сезон целиком. И вот так вернулись и довольные сидят в Киссинг-Край. А мы довольны, что ребята довольны. Да, это судьбы, за которыми мы пристально следим. И, конечно же, у всего есть свои какие-то первопричины. Если минус 0,72. С трепетом смотрят на оценки, анализируют. За исполнение произвольной программы Юлия Артемьева, Алексей Брюханов набирают 131,1. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов первые, кто по технике наконец-то обошли Алису Блинникову и Алексея Карпова. Поздравляем их, они на вершине. Кто за 200 баллов набрал? И первый, кто набрал, ну, мое замечание было ироничным, а за 200 баллов уже это серьезно. Заливка льда и перерыв на стадионе, в Киссинг-Край, студия в рабочем режиме. И давайте же проанализируем, что произошло сейчас на наших глазах. Несколько пар уже выступили, были и взлеты, и падения. Но в любом случае это чемпионат России. Наблюдать за этим, конечно же, чрезвычайно интересно, особенно зная, что с ребятами происходит в глубине души. Мы сейчас находимся с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым. Почему? Да все просто, потому что вот они лидеры на данный момент. Слушайте, насколько интересен мир парного катания. И по горячим следам сразу же, как, что происходило, мы видели прекрасно. Но хотелось бы узнать именно мнение от проката, от главных героев. В целом элементы все получились. Некоторые немножко не на такой плюс Джоуи, который хотелось бы. Но мы, безусловно, довольны тем прокатом, который получился сегодня в Дворце спорта «Юбилейный». И все равно мы будем знать, над чем работать, чтобы улучшать и в дальнейших
соревнованиях этого больше не появлялось. Давай так, уходим, Юлечка, Лех, уходим от раздумий здесь и сейчас. Не говорим головой, говорим сердцем. Новый год впереди, совсем скоро уже. Сезон закончился. Сложный сезон был, да, Жень, прошлый. Вы пропустили огромную часть. Давай не об этих, не о Подарок удалось Тодосах. самим себе сделать новогодний этим прокатом, этим чемпионатом России? Ну, мы рады, что мы показали на главном старте свой бест за этот сезон. Я считаю, что мы откатались вполне достойно. Да, я доволен зрителями, поддержкой зрителей, доволен Юлей. Она, надеюсь, довольна мной. Очень. В общем, мы в положительных эмоциях находимся от проката. Насколько сложно было возвращаться после травмы? Вы пропустили много времени, были без стартов. Все равно вот эта вот соревновательная практика, она теряется. А здесь чемпионат России, еще такой крупный старт, еще и в Санкт-Петербурге, в таком крупном городе. Насколько нервно было вообще выходить на этот турнир? И вот расскажите немного про вашу подготовку. Можно я расскажу? Давай. Из таких тяжелых моментов подготовки это было скорее отсутствие летних сборов полностью. То есть всю физическую выносливость пришлось пришлось нарабатывать непосредственно уже вместе с техникой. То есть не было, как это обычно бывает, разделение летом только физическое, потом начинается потихоньку техническое. Все и сразу пришлось делать, да? Получилось все и сразу. А насчет эмоционального составляющего, мы уже успели проехать 3 соревнования вот до чемпионата России. Нам этого хватило, и мы заметили с каждым стартом внутреннее улучшение, то есть подхода к соревнованию, в плане эмоций и внутреннего какого-то равновесия. И поэтому, я надеюсь, Юля согласится. Я соглашусь с этим. Да. В течение сезона на каких соревнованиях мы еще вас сможем увидеть? Прорекламируйте немного свое участие. Финал Гран-при, разумеется. А так, честно сказать, мы еще и сами не знаем. А были ли приглашения, например, на Кубок Первого канала, на прыжковый турнир, русский вызов? Не Впереди было так такого. много всего интересного. Собственно, я сейчас подвожу вашу голову к тому, что, да, действительно, мы пропускаем, мы делаем эти шажочки назад для того, чтобы потом, сконцентрировав все в нужный момент, как раз и выдать. Да, возможно, сегодня были шероховатости, но это уже, как говорится, это в прошлом. Сейчас вы вроде бы со здоровьем все в порядке, правильно, Жень? Да, все хорошо. И пожелать нужно, Жень, им что-то хорошего, позитивного здоровья. Приветы передавайте, родители. И поздравьте я обязательно передаю с Новым годом всех. Передаю привет родителям, они сейчас сидят где-то в зале, болели за нас. Я вот после соревнований с ними увижусь. А так, конечно, всех поздравляем с наступающим Новым годом. Я посмотрел в календарь, оказывается, он уже довольно близко. 12 дней осталось. Да, как-то в моменте подготовки к соревнованиям вообще вылетели даты из головы. Была только сосредоточенность на элементах и тренировках. Поэтому Юля я тоже просто поздравляет. Хочу поздравить всех с Новым годом. И Всем мы вас пожелать поздравляем. здоровья. Отдыхайте, Да. восстанавливайтесь, празднуйте, кушайте хорошо. Ждем вас уже в следующем году. Ну и без дополнительных приключений ждем прямо вот с первого же турнира на следующий сезон. И от меня, пожалуйста, по секундчике. В Перми, по секундчике от меня, парочку. С Новым годом, друзья. Отдыхайте. Взаимно, спасибо. Ну а к нам в студию присоединяется Максим Троньков, который поделится своими эмоциями. Обязательно вот он к нам уже подбегает. уже Он сидел стремится. все это время на комментаторской позиции, и у него точно есть свои комментарии. Он точно может поделиться с нами чем-то интересным. Как это было? Рассказывай быстро, по горячим следам. Как Кто это удивил, кто нет? было? Дайте знак. Прежде всего хочу Топ-3. поздравить и Юлию Артемьеву и Лешу Брюханова, потому что
наконец-то они смогли побороть эту произвольную программу. Да, с недочетами, с недокрутами, еще с чем-то, но без серьезных каких-то срывов. И это лучшая для меня произвольная программа этого сезона. Мне прям очень нравится эта постановка. Такая в нашем как будто бы Стане ЛСЖ стиле, где есть история, которую ты рассказываешь, наслаждаешься, купаешься друг в друге. И все это в этой программе есть. Ну, как Поэтому будто бы отмечу, всё наверное, сложилось. только этих ребят. Все сложилось как будто бы только у этой пары. У всех остальных, вот все там, кто-то плакал, кто-то был сильно расстроен, кто-то злился. Вот все просто валилось из рук. Почему так? Что происходило вообще с ребятами в этой разминке? Но дело в том, что в этой разминке было сразу же два дебютанта чемпионата России. То есть ребята так близко почувствовали вот эту сборную, что можно где-то вот в эту шестерку попасть и стать членом сборной команды России уже взрослой после юниорского возраста. И, конечно, может быть, это сыграло роль. Нерв все-таки, как проходит этот чемпионат. Полные трибуны юбилейного, невероятной красоты арена. Для неопытных спортсменов, наверное, все-таки это волнительно, это давит. И я думаю, что только на нервы можно списать. Уж такие техничные ребята, как из Перми, Таисия Щербинина, Артем Петров, и столько ошибок. Ну, для меня, честно говоря, неожиданность. Ну хорошо, до этого выступали дебютанты. Следующая разминка наполнена, ну, мега-профессионалами. И, конечно, твои ожидания от того, что будет происходить здесь. Самые опытные спортсмены собраны, в принципе, вот в этой разминке, в сильнейшей, потому что там не только вот чемпионы России, призеры чемпионатов России, но еще и Осокин и Грицаенко, которые тоже очень и очень опытный дуэт и умеют кататься здорово, делают все элементы. Тем более, что сейчас они находятся на третьей строчке. Я думаю, что ребята хотят ее за собой сохранить. И вот здесь тоже будет ли вот этот нерв, вот этот подиум под ногами, который ты уже чувствуешь, не выбьет ли он этот лед из-под ног у ребят, я не знаю. Будет интересно очень посмотреть за этой интригой. Плюс прекрасная тренировка Байкова и Козловского с четверными выбросами сегодня. Очень вдумчиво. Вообще они здесь короли тренировок. То есть перед короткой очень классно тренировались. И после произвольной, и перед произвольной, конечно, тоже тренировку в актив им можно и нужно заносить. Но вот как то будет на соревнованиях? Мне кажется, это какая-то борьба нервов, а не парное катание. Но мы увидим уже совсем скоро, буквально через пару минут на лед выйдет сильнейшая разминка. Не переключайтесь, смотрите фигурное катание на Первом. Встречаем на льду участников третьей группы. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Пермский край, Республика Татарстан. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Заключительная разминка начинается на чемпионате России по фигурному катанию в произвольной программе у спортивных пар. Здесь спортсмены высочайшего уровня мастерства и характера. Просто так в финальную разминку чемпионата России, безусловно, не попадают. На это должны быть свои весомые причины. А потому к каждому из присутствующих здесь сейчас на льду особое отношение. Да, скорее всего, мы предполагали перед началом этого турнира, что расположение пар будет немного иным, но, учитывая то, что
Отрыв у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова от Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко вообще микронный, всего лишь 0,8. И то, как остальные пары расположились после короткой программы вплоть до 7-го места с малым отрывом, конечно же, там могло быть все, что угодно. Получилось вот так. И важно не места, конечно же, важны баллы. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков будут кататься первыми. Их срыв элемента накануне был максимально неожиданным событием для этой великолепной, надежной пары. Лучшей в пермской школе. Весь тренерский штаб, который находится на ваших экранах, и работы в Перми, конечно же, выше крыши. Еще одни пермские спортсмены: Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Но они вчера очень красиво, конечно, катались. Это была замечательная короткая программа. Не в первый раз в сезоне они таким образом ее исполняют. Не в первый раз в сезоне хорошо ее катают. Но таким образом, как вчера, наверное, впервые они откатали максимально красиво, элегантно, технично. И теперь вот они третьи после короткой программы. Александра Байкова, Дмитрий Козловский на ваших экранах. Весь нынешний сезон проходил под эгидой борьбы этих спортсменов с Анастасией Мишиной и Александром Галямовым. И с одной стороны, нельзя не принять во внимание, что Мишина и Галямов очень медленно входили в этот сезон по всем понятным причинам, связанным с травмой в начале этого года. Ну и с другой стороны, то, как сами Александра и Дмитрий ринулись в эту борьбу, как много они поставили на кон, как они стремились к техническому совершенству вот вместе с этим тренером замечательным Станиславом Морозовым и всей группой Хрустального, который стоит и поддерживает его за спиной. Конечно, мало кто бы вообще устоял перед их напором, перед напором Байковой и Козловского в этом сезоне. Но очные встречи на этапах Гран-при — это, конечно же, был разогрев. И основная встреча, она сейчас. И тут уже никаких не может быть ни оправданий, ни физических, ни психологических, никаких. Здесь есть чемпион и есть тот, кто занял какое-то другое место. Тренерский штаб Тамары Москвиной на ваших экранах. Тамара Николаевна, главный тренер школы Москвиной и главный тренер Мишиной и Галямова. Трехкратных чемпионов России, чемпионов мира, Европы. И все это время долгое вот они соревновались друг с другом. По-разному складывались разные соревнования. Конечно, в них вклинивались другие люди тоже. Тарасов, Морозов, китайцы. Но, тем не менее, мы провели несколько лет вот такой эпохи сражений между Байковой, Козловским и Мишиной, Галямовым. Что тут на разминке-то, Максим? Да вот внимательно сижу, смотрю, даже не перебиваю тебя, потому что, ну, в целом пары очень уверенно себя чувствуют на разминке. Может быть, за исключением Кати Чекмаревой, которая тоже так на только залитый лед с выброса упала. И вся сейчас мокрая будет кататься. Но ничего, мы, фигуристы, к этому привыкли. Александр с Дмитрием пробовали выброс? Да, пробовали. Степ-аут был выполнен элемент. На одну ногу сделано не было. Но, может быть, оставили такую возможность на прокат.
А бывает такое, что в каком-то ослабленном режиме напрыгивают вот такие сложнооборотистые, Ну, здесь главное многооборотистые почувствовать. Если элементы? Саша элемент почувствовала, там и выезд не получился, то и повторять его не стоит. То есть она есть уже и так всё большой нормально. спортсмен, который знает, как разминаться и что ей делать. Ну а разминка тем временем завершена. Закончилась разминка. Для исполнения производной программы на лед приглашаются Красавцы, ребята. Екатерина Чекмарева, На 4-м месте они после короткой программы. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. И все это неожиданно, ведь эта амбициозная пара была готова бороться даже за победу. Упали с выброса. Бывает такое даже в Перми, пусть и редко. Произвольная их поставлена в стиле мрачной эпики, как бы подчеркивая драматизм текущей ситуации.
Полный зал Дворца спорта «Юбилейный» аплодирует этой паре практически все их катание. Играет музыка, не играет, в ритм, не в ритм. Просто уже люди в трансе находятся. Аплодируют и аплодируют. Настолько они любят эту пару пермскую, настолько они ее поддерживают. Сейчас скандируют «молодцы». Потрясающее отношение к фигуристам. Здесь сколько баннеров, сколько подарков. И, конечно же, Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Потрясающее катание. Здорово, это было действительно здорово, так как они умеют. Какая же классная пара в Перми существует. И несмотря на все сложности, которые их преследуют, дарит такое катание к зрителю. Действительно, очень и очень классно. Я теряюсь даже в комплиментах, потому что Мотя с Катей умеют кататься как никто другой. Есть в них какая-то химия. Перед началом проката тренеры говорили: просто сделайте то, что вы умеете. Просто сделайте свое. Вот и сделали. Сделали ребята все для того, чтобы подняться на пьедестал почета. Крутая синхронность. Да, стартовый каскад с тройного Сальхова, 2 акселей, параллельно, на хорошем ходу. И тренеры параллельно прыгают вместе с ребятами. Классная амплитудная подкрутка, под стать подкрутки выброс флип, параллельный тройной тулуп. Все шикарно. Ну, поддержки — это вообще коронный элемент Матвея Янченкова и Екатерины Чекмаревой, конечно же. Куда без партнерши в парном катании. И вот здесь единственная ошибка, которая была у ребят, выброс Ридбергер. Подстраховалась немножко второй ногой Катя, но это уже мелочи, когда такой крутой прокат на такой скорости, с такой подачей, с такими амплитудными элементами, то на такие ошибки даже судьи могут закрыть, чуть-чуть прикрыть глаза. До конца, конечно, не закроют, но, тем не менее, все мы люди, и все мы под впечатлением. И признания в любви звучат. Да постоянно выкрикивают, да, так громко. Ладно, страшно, когда выкрикивают во время катания. У меня аж сердце перехватывает. Сейчас ребята отвлекутся на что-то. Но нет, только не сегодня. Только не сегодня. Всем привет. Настоящий шоумен вырос из Матвея, из такого застенчивого мальчика, когда мы только познакомились, когда они начинали еще в юниорах свой путь. И теперь прямо настоящий партнер, партнерище, надежный. И в произвольной программе они набирают на 14 баллов больше, чем Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, которые лидировали до этого момента. И 15 с лишним баллов преимущества на данный момент у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. Но главное же преимущество не перед Юлией и Алексеем, а перед следующими парами. На лед приглашаются Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Третий после короткой программы. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Одна из самых элегантных и вдохновленных пар России. А как гласит история их взаимоотношений, поначалу-то относились друг к другу с недоверием. Вот снять бы про это кино. Но нужен хороший финал, а рождается в красивой борьбе. Как в «Мулен Руж», где нет места скучным персонажам.
on your hand. His lips caress your skin. It's more than I can stand. Why does my heart feelings I can't fight? You're free to leave me, but just don't deceive me, and please believe me when I say I love you. Yo que te quiero tanto, ¿qué voy a hacer? Me dejaste en un fango. Lágrimas se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Что говорить, прекрасная пара. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко на пределе своих эмоциональных переживаний. В таком движении были на протяжении всего сезона. Вперед двигались. Ну, как всего сезона? Полсезона, конечно. Но главный-то старт здесь и сейчас. Это чемпионат России. Да, действительно, драма на наших глазах. Третье место после короткой программы. Но такой уж он скользкий, этот подиум после короткой программы, что соскользнуть с него вниз не так сложно. И, к сожалению, я думаю, что здесь уже все всем понятно. С такой произвольной программой, без прыжкового контента остались ребята. Сложно претендовать на подиум чемпионата России. Уж слишком наши пары сильны. Прежде всего, конечно, Егор Закроев, который с этой парой работает больше, чем с другими пермскими парами. Это его проект. В первую очередь, конечно, слова поддержки Егору. Ну, найдут, что сказать друг другу и Павел Слюсаренко, и Егор Закроев. Сразу же стартовый каскад, сальхов, падение. Уже добавлять не к чему двойные акселя. Надо добавлять к тулупу, но и здесь тоже. Победителем из этой схватки с тулупом Лиза не вышла. Но справилась с выбросами. Оба были сделаны, и Флип, и Ридбергер. Много интересных вот таких слайдов хореографических, проездок на коленях в этой программе. В целом, по уровням-то хорошо все у ребят. То есть, если там говорить об уровнях сложности, то и Тодос 4-го, вращение 4-го, все три поддержки 4-го уровня, подкрутка 4-го уровня. То есть, технически-то, в принципе, все неплохо с парными элементами. Но очень много теряют на этих падениях ребята. Куда не берутся эти падения?
именно конкретно у этой пары. Из истории фигурного катания, Василий, там, где лед, там всегда скользко, и никто от падений, к сожалению, не застрахован. Даже такие сильные в прошлом одиночницы, как Елизавета Осокина. Вопрос сейчас, конечно, в том, сколько баллов наберут спортсмены. И понятно, что не первые, но соперничество здесь на всех уровнях идет. И в произвольной программе они четвертые. Четвертые с оценкой за технику 59 баллов. Снова пресловутые Блинникова и Карпов здесь обходят их и за технику, в том числе и этих спортсменов. Ну и они четвертые. То есть после выступления следующих двух пар будут шестыми. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Из концентрированной классики проросла эта эпическая музыка для произвольной программы Александра Байкова и Дмитрия Козловского. Точно так же, как их сегодняшнее противостояние с Анастасией Мишиной и Александром Галямовым произросло из давних взаимоотношений, полных переживаний, столкновений, чисто спортивных и красивых побед, как с той, так и с другой стороны.
Такой потрясающий выброс, которого я лично не видел, не знаю, никогда. Настолько он был высоким, пролетным, огромным. Это настоящий рекорд. Потрясающе. Да, действительно, как будто из одного элемента состояла эта программа. Все его ждали, все ждали только четверной выброс. И оправдали надежды своих болельщиков Александр Байков и Дмитрий Козловский. С этим элементом справились, об остальном поговорим чуть позже. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Несмотря на ошибки, допущенные на прыжковых элементах, зал стоя приветствует Александру и Дмитрия, потому что это настоящее спортивное преодоление. Не сдаваться, идти до конца, рисковать и выходить победителем в этом рискованном элементе, как четверной выброс. Зал ждал. Но, конечно, с тулупа падать не нужно было. Ему было тяжело, я не мог, Тяжело, говорят, было по ощущениям. Ну, ощущалось? Нет, со стороны это. Мне ощущалось, что немножко так сдержаны ребята были. Ну, потому что такой холодный душ в виде падения сторонового тулупа после четверного выброса, этого никто не ждал. Потому что я думал, дальше, ну, прямо будет шедевра не прокат. Но там и каскад с ошибочкой, так что ошибочки-то были. Что не дождусь. Вот как раз Сальхов ногой, слава богу, не коснулась свободной Саши. То есть это не так сильно наказывается. Это двукратная тройка. И с недокрученной, к сожалению, еще и немного. А вот это повторять и повторять со всех ракурсов. Потому что это история. Но на стадионе это выглядит... Это не контрольные прокаты, это чемпионат России. Вот он. Вот он, ультра-Си в парном катании. Сколько метров это пролетела спортсменка над льдом. Вот это, конечно... Ну, вышибает как-то из колеи, Не понимаю. Уж Саша, тулуп для нее, но это просто как в магазин сходить. Некоторым поход в магазин аукается, знаешь как? Да, все расстроились. Даже ребята, соперники и товарищи удивляются, как можно с выброса четверного стоять, да, а сторонового тулупа упасть. И, конечно, выброс флип тоже здорово повлияет на восприятие этой программы, потому что не развалились к концу. То есть после такой неприятности, которая произошла на тулупе, ребята все-таки собрались и выброс флип шикарно выполнили. Молодцы. Но опять же, если возвращаться к уровням, то практически все элементы сделаны на максимальные четвертые левелы, так называемые. Начиная с подкрута и заканчивая программа вращением. Классная, конечно. Опять же, вспоминаем Денкову и Ставицкого, которые ее построили, поставили, и которые ребята так здорово в этом сезоне катают. Не знаю, что он сыграл. Нет, вернись. Производные программы Александра Байкова, Дмитрий Козловский набирают 146 баллов. Это на балл больше, чем у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. По технике 1 балл они проиграли, но Они, кстати, не показали табличку с уровнем. по компонентам 3 балла впереди именно Александра и Дмитрий. И одни из самых титулованных спортсменов России, Анастасия Мишина и Александр Галямов, катаются последними, как и пристало лидерам. Их соперники уже показали все, на что они способны сегодня. И действующим чемпионам нужно только поставить точку.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack. My middle name is Marie. So don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try that so don't you mess around with me, yeah. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Что же эти пары сегодня С со нами мной делают? С нами, не только с тобой. Ну невозможно, но только я хотел закричать, что вернулись Мишина и Галямов, и все здорово. На самом деле вернулись. Честно сказать, вернулись, потому что очень уверенно было. И нелепая, опять же, ошибка от Насти. Ну, вообще никогда не ожидаешь, что на выбросах что-то будет. Но, к сожалению, да, и здесь нечистая произвольная. Но я думаю, что, ребят, все равно можно поздравить, потому что видим мы, что возвращаются они в большую игру и очень много и сильно поработали, поменяли костюмы к своей произвольной программе, кстати. И, может быть, оставили вот этот вот плохой вайб в тех старых костюмах. Так тоже иногда фигуристы делают суеверно. Да, такое происходит. Но все равно это было
конечно, катание высочайшего уровня. Здорово, и здорово, ребята, и по уровням, и по техники. выполнению элементов выше всяких похвал. Стартовый каскад, тройной сальхов, двойной аксель и двойной аксель. Посмотрите, как параллельно, как четко. Каждый прыжок сделан, выверен, докручен. Подкрутка уровень 4. Легко. Выброс Ридбергер. Параллельный тройной тулуп. Немножко поменяли заход на этот элемент. И сразу же он стал получаться лучше. Очень интересное положение в хореопоследовательности. И вот этот финальный, можно сказать, элемент, выброс. Даже сама удивилась Настя. Ахнула, как и ахнула Тамара Николаевна Москвина. Ну, судя по тем оценкам, которые выставлены за технику на данный момент, они выставляются поэтапно, потихоньку. Можно однозначно сказать, что этот выброс был ценой победной. Но вот вопрос расположения пар на пьедестале. Ой-ой-ой. В произвольной программе третье место. И по сумме двух программ они проигрывают полбалла буквально Анастасии Байковой и Дмитрию Козловскому. Вновь интрига, вновь поменялись местами эти дуэты. Не зря страдали, не зря сражались. Не зря шли на рекорд. Не зря билась с этого четверного Саша. Она всем доказала, что не зря она его тренировала. Ведь отговаривали ее, отговаривали. Не стоит свеч эта игра. Оказывается, она стоит золота чемпионата России. Спортсмены, которые столько раз встречались вместе, то проигрывали одни другим, выигрывали друг у друга. И вот сейчас, в 2025-2026 году, такая драматичная развязка. И серебряные призеры поздравляют победителей. Сколько раз это происходило в обратной последовательности. Но я хочу турнир. очень сильно поздравить Станислава Морозова, который вернулся на тренерский мостик и так триумфально все турниры в этом сезоне просто выиграл. Вот оказывается, в чем секрет побед Полосожары Тронькова. Это у нас за бортиком правильный человек стоял, надежный, как Станислав Морозов. Огромный ему привет, моя любовь и уважение. Да, поздравляю всех. Сейчас будет интервью. Максим, спасибо тебе за эмоции, за все то, как мы прожили эти несколько дней на парном катании. И сейчас интервью с чемпионами. Но я думаю, что сейчас самое время узнать, через что вы прошли. Это по-настоящему, можно сказать, эмоциональные качели. Были и взлеты, был и четверной выброс, и тут же срыв каких-то, казалось бы, банальных, простых прыжков, вещей. Дальше оценки. Скорее всего, я думаю, что пробежала мысль о том, что упущен титул. И тут, здесь, вы сейчас, в этот момент осознаете, что вы стали чемпионами России. Эмоции. Говорить достаточно сложно, потому что очень много эмоций, и радость, и небольшая печаль от того, что все же случились ошибки здесь, на нашем любимом льду, перед нашей любимой публикой. Очень хотелось откатать чисто, но лед скользкий. Иногда это к счастью, иногда это к сожалению, но сегодня все сложилось для нас, слава богу, удачно. Вопрос победы решили сотые. Это была очень сложная борьба. Боролись Уже в третий раз сотые решают в третий для нас. раз сотые. Сложная борьба с очень сильными соперниками, которые до последнего боролись, до последнего показывали свой максимум.
В итоге сегодня мы одержали верх. Для нас это очень важная победа. И для нас настоящий новогодний подарок сегодня случился вместе с вами. Спасибо. Друзья, лично от себя вас поздравляю с титулом чемпионов. Но, возможно, для кого-то это прозвучит некорректно, но я должна спросить, что вы почувствовали, когда увидели, что ваши соперники под самый конец программы совершили ошибку? Ну, мы поняли, что интрига накалилась, потому что Настя с Сашей очень хорошо ехали свою произвольную программу, прекрасно откатали короткую программу. Мы же допустили ошибки и понимали, что они сыграют большую роль, могут сыграть. И тут такая нелепая ошибка. Мне кажется, Настя просто в лужу приземлилась, у нее слетел конек. В любом случае, все молодцы, ребята огромные молодцы, все боролись и доборолись. Саша, Дима, самые громкие овации были сегодня после приземленного четверного Сайхова выброса. Вот ваши мысли вот конкретно сегодня. Я точно знаю, что каждый чемпионат России, да вообще каждый старт – это совершенно новая маленькая жизнь, и всегда все элементы ощущаются абсолютно по-разному, и каждый выезд тоже особенный. Сегодня четверной Сайхов выезд каким ощущался для вас? Ну, мысль, идея такая, что к своей мечте, к своей цели надо идти ледоколом. И только так возможно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли этот чемпионат России ровно одним элементом. Ровно той настойчивостью, которую продемонстрировала Саша в своем стремлении исполнять четверной выброс. И сегодня он принес нам титул трехкратных чемпионов России. Вы знаете, я об этом задумался с самого первого турнира, когда вы пошли на четверной выброс. То есть вы думали о будущем, не о дне сегодняшнем, а вы закладывали тот самый фундамент, который сегодня позволил вам забрать заветный титул. Это действительно настоящий новогодний и сюрприз, и настоящий подарок. Сегодня ваше выступление – это большой урок для нас, для всех, для всего зала, для всех наших зрителей, что стремление к мечте и большая-большая работа над собой всегда приведет к победе. Мы и вас самое главное, надежда умирает последней, до последнего. Друзья, верьте в чудеса и верьте в то, что вы все равно окажетесь на пьедестале, и не только, а на самом верху. Я считаю, это прекрасный новогодний подарок для нас всех. Друзья, мы вас поздравляем! Чемпионы России! Ну что ж, давайте еще раз, еще более бурными аплодисментами. Это не просто турнир, это чемпионат России по фигурному катанию. Ура! Ну что ж, действительно, очень эмоциональный день. Мне казалось, что вчера, казалось бы, исчерпан лимит на наши с вами эмоции. Но, оказывается, есть куда расти. И сегодняшние произвольные программы у парников яркое тому подтверждение. Ну что ж, уникальный турнир продолжается. Впереди у нас произвольные программы среди девушек наших замечательных. И я очень хочу, я очень верю вместе с Женей, вместе со всеми зрителями, что как раз вот ту феерию чувств, ту палитру яркую, которую нам продемонстрировали вчера короткие программы девушек, вот сегодня это все сегодня повторится. Но мы поговорили с нашими победителями, но серебро взяли Анастасия Мишина и Александр Галямов, неоспоримые лидеры и, самые главные, соперники Саши с Димой. Интересно все-таки послушать их эмоции. Очень хорошо, чисто ехали. Прекрасная короткая программа. И, казалось бы, вот оно золото, но чуть-чуть не хватило. Случилась ошибка. Давайте послушаем, что думают они. Ребят, спасибо вам огромное за ваш профессионализм, за вашу борьбу. Очень сложно сейчас находить какие-то слова, жутко обидно. Вот только так могу сказать. Поэтому, Настя, пожалуйста, найдите какие-то слова вы, чтобы понять, как сложился этот прокат и почему досадно эта помарка была допущена. Сложился прокат хорошо, не хватило чуть-чуть предпоследнего элемента. К сожалению, такое случается. Это очень обидно, но так вот получилось.
В любом случае, это опыт, и, наверное, какой-то урок мы из каждого чемпионата России должны выносить, чему мы здесь научились, и в целом, какой итог можно подвести, несмотря на то, что, естественно, понятно, хотелось золота, и вы умеете все в этом виде спорта. Но вот какой вывод сделать? Мы очень много тренировали те элементы, которые у нас не получались на этапах, и они у нас получились на чемпионате России. Это очень здорово. Я очень горжусь нами, что мы это сделали. Вот. Не получился тот элемент, который всегда идет хорошо. Собственно, все. Я желаю вам с чистого листа, что называется, все начать, забыть. Еще раз говорю, вы все умеете, вы все можете, а ваши болельщики всегда будут рядом с вами. И вы, пожалуйста, будьте настоящей командой. Спасибо. Спасибо. Корочки Петелинка всегда катались только за новых и придерживались высоких стандартов, славили свежести и боролись с вредными добавками и гормонами роста. Петелинка – чистые продукты без вредных добавок. Дамы и господа, мы продолжаем чемпионат России 2026 года по фигурному катанию на коньках. Через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди женщин. Уважаемые зрители, пожалуйста, не используйте вспышку при фото и видеосъемке. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Елена Ушакова, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Владислава Глазкова, Челябинск. Судья номер 2 Светлана Михайлова, Белгород. Судья номер 3 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Юлия Андреева, Москва. Судья номер 5 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 6 Алла Шаховцова, Москва. Судья номер 7 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 8 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 9 Регина Трусова, Казань. Техническая бригада. Технический контролер Елена Фомина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Наталья Лебедева, Московская область.
Встречаем на льду участниц первой группы. Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Мария Пулина, Санкт-Петербург. Арина Кудлай, Санкт-Петербург. Мария Мазур, Москва. Мария Елисова, Тульская область. Анна Лешенко, Ростовская область. Разрешена разминка. Девушки-одиночницы на льду чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Сегодня они исполняют произвольные программы, и первая группа участниц прямо сейчас начинает свою разминку. Первая группа с 18-го места и вперед наверх. Первой в этой группе катается Ева Зубкова. Светлая девочка, которая, к сожалению, так неудачно приземлилась накануне в своей программе. Все это мы видели, безусловно, и переживали за нее. На комментаторской позиции сейчас мы вместе с Анной Щербаковой и Алексеем Ягудиным. Продолжаем лишь приветствовать тех, кто интересуется фигурным катанием, кто сейчас подключен к нашему каналу и наблюдает за тем, что происходит. Вчера феерия, ну просто вот эта палитра эмоциональная, какой-то взъем. Я не знаю, как вы, друзья, но вот, Аня, ты смогла спокойно заснуть вчера? Я вот до сих пор как бы проматывал в голове выступления наших девушек. Правда, вот у меня даже не то, что редко, но, слава богу, вчерашний день был в реальности, а не сном. Круто очень было. Всем привет, дорогие друзья, дорогие любители фигурного катания. Сегодня, конечно, очень интересный день намечается. И, как ты говоришь, Алексей, да, даже сегодня с утра крутились мысли о коротких программах. Настолько близко все результаты и такая интрига в произвольной. Кто же справится с этими нервами? Вот сегодня с вами посмотрим. Ну и, конечно, будем болеть, переживать за наших прекрасных девочек. Ну, впереди... завтра за мальчиков. Ой, завтра за мальчиков. Но вчера такие смешанные чувства от мужских коротких программ, потому что вроде бы и основные лидеры и хорошо, и не очень. Это касается Дики Джи и Кондратюка. Но что касается женских, вновь повторюсь, что вау, вот просто вау-эффект был от коротких. И мы сегодня как раз наблюдали за тренировочным процессом перед произвольными программами. И хочу сказать, что общий фон, он положителен, он оптимистичен. И огромное количество элементов ультра-си было показано нашими девушками во время утренней раскатки. Да, все находятся в очень хорошей форме, и это видно. Так что сегодня борьба будет не на шутку. И очень, конечно, мы с трепетом наблюдаем за всеми спортсменками. Даже стартовая группа, они все прекрасны, все интересные, такие у них славные программы. Да, кто-то оказался на последнем месте, без этого не бывает на чемпионате, но, тем не менее, надо как-то выкарабкиваться, проявлять себя. Вслед за Евой Зубковой будет кататься Мария Пулина, ученица Валентины Чеботаревой из Санкт-Петербурга. Арина Кудлай, ученица Александрины Дегтяревой и Кирилла Давыденко вслед за ней выступит. Затем Мария Мазур. Это, конечно, уже школа Ангелы Плющенко. И вот они на ваших экранах. Дима Михайлов, Сергей Алексеев. Красавцы. И сам Евгений Викторович. Пятый будет кататься Мария Елисова. Как раз только что мы наблюдали хорошую попытку
исполнение тройного акселя, но видите, насколько уровень высок, что позволяет спортсменкам, уже начиная буквально с первой разминки, напоминаем, 18 представительниц женской сетки, можно так сказать, нашего турнира, и уже с первой разминки есть силы, есть возможность показывать вот такие мегасложные элементы, с которыми можно легко выигрывать и европейские, и мировые первенства. Что интересно, самый сложный прыжок, который можно исполнить в короткой программе, это тройной аксель, и она исполнила его чисто в короткой, и это позволило все равно оказаться лишь в первой разминке на произвольную программу. Это лишь говорит о том высоком уровне, который вчера показали девочки в своих коротких программах. Ну и обратная сторона. Тройной аксель не гарантирует тебе большого взлета, и в то же время двойной аксель не гарантирует, что ты куда-то улетишь. Мы видели прекрасно, как катались фигуристки очень красиво, с набором элементов, с потрясающим артистизмом, компонентами, имея только двойной аксель. И сейчас они будут выступать как раз в завершающей группе участниц. Олимпийская чемпионка командного турнира Олимпиады в Сочи Юлия Липницкая на ваших экранах. Она тренирует Анну Лишенко, а мы на комментаторской позиции так немножечко приподнялись над льдом и наблюдаем самый комфортный, самый, мне кажется, живой позиции за тем, что здесь происходит. Вот да нет, и наша позиция, вы знаете, не только организация для спортсменов улучшилась, но еще и улучшилась и наша позиция, потому что обычно мы сидим буквально в каких-то сантиметрах от льда. Это очень круто, потому что ты можешь прям чувствовать дыхание того или иного спортсмена. Ну а вот сейчас мы забрались чуть повыше, как говорится, на второй этаж, для того, чтобы более четко уже наблюдать за выездами и за конкретными докрутами и недокрутами, которые там, возможно, будут или не будут существовать. Ваша разминка завершена. Я думал, что все это ради того, чтобы нам было чуть теплее, нет? И теплее в том числе, но теплее и даже жарко может стать только от мега крутых прокатов, а это мы ожидаем. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается самая юная Ева одиночница Зубкова. чемпионата России Ева Зубкова. Ее провожает Роман Усатов на лед для исполнения короткой программы. В этом году спортсменка поменяла тренеров, выходит на взрослый лед под руководством группы Евгения Рукавицына. Ну а программу под пение французской певицы Индилана делала в короткой своей, а сейчас программа называется «Начало конца». Reckless behaviors, looking at a man like he was a savior, blind leading blind. Everything looks darker when you close your eyes. When you close your eyes. Yeah.
watch it burn. Ну вот выступала сейчас Ева под музыку, которая называется The Beginning of the End. То есть начало конца. Но я хочу сказать, что такое катание — это лишь начало какого-то более глубокого и более длительного процесса, а не конца. Здесь даже этим и не пахло. Ну, возможно, это так символично, что Я понимаю. сегодня закончится соревнование среди женщин, и она начинает этот Путь к соревновательный завершению чемпионата день. России. Да, да. Хотя, И конечно, Ева сегодня хотела бы не быть умничка. первой в этой разминке. Да, Ева Наверняка. сегодня умничка. Уже не первый раз мы наблюдаем, что произвольная программа именно дается ей... Ничего, да. Чуть-чуть, согласен. Чуть-чуть согнулась, ничего. Дается ей произвольная программа как-то легче и лучше, чем короткая. В короткой и на этапах были ошибки, причем довольно грубые. А дальше в произвольной она выходит и показывает, что она справляется с этими элементами очень уверенно. И в первой половине программы, и во второй половине программы все она делает, докручивает, не падает. И все с этой прекрасной улыбкой, с такой легкостью. Вы знаете, мне до этого в начале сезона казалось, что вот первая половина достаточно легко проходила, а потом уже по чуть-чуть, но теряла и уверенность, и сноровку, и дыхание, и все. А вот здесь меня потряс просто такой легкий тройной луц И во только второй что половине. на экранах был красивый хореоэлемент, проезд на двух коленках, и она прям ложится на лед спиной. Тоже очень эффектно выглядит на большой скорости. Мы и в короткой отмечали, что отличительная черта Евы — это то, что она делает и прыжки, и транзишены на большой скорости, и главное, без потери этой скорости. Сложные могут быть заходы, выходы, хореографические элементы, и все это выполняется вот прям через всю площадку. И вы знаете, своим прокатом она достаточно сложная, тяжелая музыка, но она, наоборот, вдохнула воздух в нее. Сумма затея программы 163,55. Поздравляем Еву с этим прокатом и с этим чемпионатом. На лед приглашается Мария Пулина, Санкт-Петербург. Конечно, все ошибки обидные, но такие, как у Марии Пулиной была в короткой программе, обидны десятикратно, так как Маша обычно совсем другая в своей произвольной программе, нежели в короткой, то пусть и сейчас и все как будто начнется заново. Пелагея, Любэ, песня «Конь» о русском поле и любви к родине. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем,
очень душевно, очень лирически, очень вот с каким-то значением катает эту программу Мария Пулина. И оставляет след. Вы знаете, иногда хочется сразу же включить эту кнопочку и сразу ринуться комментировать. А здесь есть определенное послевкусие, оно очень приятное. Я им воспользовался и вступил раньше тебя. Спасибо большое. Это называется командная работа. О, На флипе. Вы успели моргнуть? Все было хорошо, все было чисто. успели ли моргнуть, все, я понял. Мы ничего не заметили. Я тоже. Все дружно моргнули в этот момент. Весь стадион и судьи включая и замедленный повтор. Но, к сожалению, огромное количество хороших прыжков, высоких, пролетных, но вот случилось то, о чем мы поговорим вот буквально через пару секунд. Правда, в какую-то такую определенную атмосферу погрузила весь зал своим катанием Мария Пулина. Очень идет ей эта программа, и очень интересная хореография была. Заход на оба двойных акселя, и на стартовый каскад, двойной аксель, тройной тулуп, и на аксель во второй половине был с красивого бауэра. Также вот сейчас мы видим гидроблейд, в котором она прям ложится на лед. Ой, как очень красиво, сложная, да? И очень красивая позиция, да. Мало того, что тяжело занять эту позицию, так еще и вернуться в исходное положение. Это тебе. А, это мне. Я ему в какой-то веке сделала новый вес. Довольно, да, это прям, это Вот не сейчас мы свойственно видим спортсменке. Самую грубую единственную ошибку в этом прокате — это падение с тройного флипа, такое довольно болезненное, но после этого Маша молодец, собралась, и Сальхов доделала тройной, но вот как будто после этого уже чувствовалось, что какая-то и усталость, и такой тремор в ногах присутствовал, ее немножко пошатывало, но тем не менее... Сейчас в любом случае не та ситуация, да, чтобы лить слезы. Ну, понятно, 17 место после короткой программы сейчас постаралась сделать лучшее, что она могла. И это была действительно отличная программа. Ну, да, И маркой. абсолютно 17 место — это не место для Марии Пулиной, но также ты понимаешь, что и 12 место Синицыной тоже это не ее место. Чистые прокаты, но вот что это такое? Я понимаю, что разница в баллах мы сегодня во время тренировок, это вроде бы минимум, а разница с другого ракурса колоссальна. Второе место она занимает, пропускает по произвольной программе Еву, но по сумме двух программ впереди Маша. На лед приглашается Арина Кудлай, Санкт-Петербург. Арина Кудлай вместе с Ксенией Гущиной, они тренируются у Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой. Ее произвольная программа называется «Psycho Killer». Так и не скажешь. I can't seem to face up to the facts. I'm dancing Memphis and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live fire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run, 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 run away. Fa, 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 fa. Run, 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 run away. Run, 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 run away. Run, 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 run
И вновь невозможно себя сдерживать. Да, это было абсолютно хорошее катание. Очень Единственное, красиво. что вот на первый взгляд мне, это вот какие-то такие соединительные штучки, как пластилин, чтобы они работали, соединяли определенные культовые вещи в этой программе. В остальном... А что, добавить, ты имеешь в виду? Их надо бы или что? Да, то есть здесь, на мой взгляд, опять же, я чуть-чуть вижу, что вот есть один элемент, есть второй элемент, а все-таки произвольные короткие программы, и если мы говорим с точки зрения фигуристов, фигурного катания, восприятия этой культуры, то нужно, чтобы вот не было заметно, что один элемент идет за другим, чтобы как раз вот эти соединительные шаги, чтобы как будто была какая-то магия или какой-то транс, в который ты погружен, и, собственно, ты не замечаешь, как «О, уже следующий элемент». Как же радуют нас девочки своими произвольными программами. И мне кажется, что снова напоминают нам о том, какой высокий уровень, и что они оказались в первой разминке не потому, что им мастерства не хватает, или потому, что были ошибки в короткой программе, а потому что вот общий уровень такой высокий, что уже мало просто чистых прокатов, да, что нужно больше всегда работать, вот как ты говоришь, и над транзишенами, добавлять в хореографии, и следить за уровнями. Ну вот тут даже уровни вращения все 4-е, да, то есть только дорожка шагов 2-го уровня, вращения все на 4-й уровень. Один недокрут находят буквально в протоколе на заключительном прыжке на тройном флипе, а все остальное выполнено абсолютно чисто. Действительно очень интересная программа, и Арина очень артистичная девочка, и это видно и в короткой, и в произвольной программе. Конечно, в короткой, мне кажется, это прям такое настоящее представление, но в произвольной все-таки уже больше сложных техничных элементов. В короткой она нашла, конечно, такой образ, который прям... Вот в произвольной намного тяжелее от начала и до конца держать этот нерв. Тройное сердечко. 126,20 баллов. И набрав 126 баллов, она первая и по произвольной, и по сумме двух программ. И снова сегодня над льдом юбилейного зазвучит музыка Марко Белтрами из фильма «Матильда». Проникновенная, драматичная. Что может быть прекраснее, чем образ балерины, терзаемой страстями? Он удается Марии Мазур, несмотря на нежный возраст, удается ей и четверные прыжки. В произвольной их заявлено 2.
пишу, чернила стынут, за окном чужие сны. Эти буквы, эти клятвы, все, что взяла война. Где ты, мой Ники? Этот бал пепел зеркала. Если ты знали, как бьется в висках ваша Матильда. Скрипки играют глиссандо вниз. Фагот цитирует: Боже, царя храни. Вентильные трубки глушат мелодию. Я больше Мария Мазур. Ну, что сказать, Мария молодец. Она была у нее возможность выступить на чемпионате России, она ее воспользовалась, рискнула, пошла на четверной тулуп, не стала тушеваться, причем была очень близка к его нормальному исполнению. Мне даже показалось, что когда она его уже прыгнула, что вы даже как-то сказали хорошо. Ну, как будто уже вам показалось, что он уже почти сделан. Или мне показалось, или вы про что-то другое сказали. Вы-то чувствуете, как фигуристы? Попытка и вправду была хорошей. Не могу сказать, что там настолько близко, что, знаете, как иногда бывает, выполнен прыжок, нога слетает, и тогда действительно, вот уже, казалось бы, стояла на одной ноге. Если говорить конкретику чистую, то, конечно, прокат не получился. Она попала на чемпионат России, будучи запасной. Возможно, когда ты уже отпустил все идеи о своем участии, и еще в преддверии Нового года, и тут как раз, да, ты участвуешь, и вроде бы такие смешанные чувства и радость от того, что ты становишься частью главного турнира. В то же самое время ты вроде бы и головой уже отпустил, тут надо вновь перезапускать свой моторчик. К сожалению, да, многое не получилось сегодня. Да, Маша пошла на четверной тулуп, и вот мы увидели повтор. Очень хорошая попытка, видно, что она его делает, но, конечно, в этом прокате главная проблема — это далеко не тулуп, который не получился, потому что он как раз-таки, да, вполне хороший был, но мы не раз говорим о том, что когда ты идешь... Когда ты идешь на четверной прыжок, важно, чтобы был каркас остальной программы, чтобы он не рушился, даже если тулуп не получился. А здесь было видно, что как будто бы в голове она все еще прокручивала эту ошибку и дальше полностью в себе так ехала. Вроде в первой половине еще прыжки получались, а во второй уже начались, конечно, и грубые ошибки. И было видно, что не доделывала она и вращение, да, то есть мы видим второй уровень, второй, третий, дорожка первого уровня. Это может быть, действительно, да, подготовки не хватило, чтобы она заранее знала, что поедет, да, на чемпионат. Но... Это как свет, вы знаете, когда вот балуются со светом, включают, выключают, включают, выключают. И вот здесь вроде бы она, да. Кто так делает? Я. И играя с дочерьми. И вот здесь такое ощущение было, что да, она вроде бы абсолютно нормально все. Потом раз, как будто выключают голову у Маши, и она сама не понимает, потому что вот сорванный двойной Сальхов, так он был такой немножко перекручен.
То есть она не понимала, она не могла Было ощущение, понять. что она не успевает вовремя отпустить ошибки, потому что вот упадение с каскада комбинации тройной луз, двойной аксель, да, и было видно, что она прям встала, и как будто ей нужно было время. Нужно было время, чтобы снова включиться в этот прокат, в эту программу. И Сальхов, мне кажется, вот она просто не успела опомниться после ошибки. Но это все приходит с опытом. Маша не раз нам показывала, что у нее и техника прыжков, у нее есть все, и скольжение, и интерпретация программы она может очень красиво показывать, и техника хорошая, и четверными прыжками она владеет, да, то есть все это собрать вместе. Вот, правильные слова, даже у больших спортсменов такое бывает, правильно, все, забыть, это уже прошлое. Есть все данные для того, чтобы, да, показывать очень высокие результаты. Она на последнем Только месте все на данный начинается. момент. Нам есть над чем работать. Маш, послушай, только все начинается. Мария Елисова, Тульская область. Бессмертный микс Майкла Джексона как часть представления цирка де Солей в программе Марии Елисовой. Она 14-я после короткой программы, несмотря на чистый тройной аксель, исполненный в короткой. Конкуренция очень высока, и не акселями едиными живы лидеры. Будет бить акселями Марии и сегодня. Ну а Джексон — благодарная тема. Первый на сегодня элемент ультра-си, тройной аксель. Второй за сегодня тройной аксель, причем выполнен он был лучше даже, чем первый.
Устанут ладошки сегодня хлопать у зрителей на стадионе, на Дворце спорта юбилейный. Завела. Мария Елисова завела нас всех своей программой, начиная с двух тройных акселей, как для вас специально отметил Алексей Ягудин, первые на сегодня. Вау, вы посмотрите. Майкл все-таки. Да, первый на сегодня. Простите, у меня просто эмоции. Ну, два сразу элемента Ультра Си. Смотрите, первый. Оба были в красной зоне, но ставят кьюшечку, недокрут на первом тройном акселе. Да, правда, мы его... И вот здесь. О! А вот это уже называется файт, друзья. Второй раз подряд. Я не понимаю, за что. Кьюшка за первую и галка за второй тройной Мы аксель. сейчас сможем это все смотреть. Две галки. Вот. А, вот, поменяли. Вот теперь, да. Галочка за первый элемент и кьюшка... Посмотрите на повторе. И кьюшка за второй. Да, вот именно так мы как раз и думали, Объясняем, что второй был да. исполнен лучше, чем первый. Более докручен повтор. он был. Но здесь не видно, здесь настолько быстро все происходит, молниеносно. Ну, два тройных акселя в программе, да, конечно, немножко недокрученные, но все же были. Первый на сегодня Майкл Джексон, мы так шутим здесь на комментаторской позиции, но то ли еще будет. Хочется вновь восхититься и залом. В юбилейном зрители так поддерживали это выступление. Ну и, конечно, Мария тоже умничка, потому что именно она своим таким зажигательным катанием завела зал. И, мне кажется, вот как раз после акселей сразу же начали поддерживать, хлопать в такт. И до конца программы она каталась, мне кажется, не под музыку, а именно под аплодисменты, потому что они заглушали вообще все остальные звуки. И умничка, и справилась она с тем, чтобы и зажигать всю программу, и с элементами справиться, потому что мало сделать два акселя в начале, нужно еще дальше программу выкатать, и она это сделала. Тройные прыжки вообще не вызвали у нее сложностей. Все каскады, все сольные прыжки, все докручено, все чистенько, умничка. Вот даже сама спортсменка, что говорит, оба не докручены. Вот удивление. А это, между прочим, первоисточник. Временем Анна Лишенко уже готовится к выходу. Возвращаясь к прокату, самое главное здесь, одно из главных, это существующий контакт со зрителем и с теми, кто находится. Да. То есть здесь не было разделения труда, можно сказать. Она увлекла и заставила аплодировать. Музыка, вот иногда все говорят, ну включи Майкла Джексона и будут аплодировать. Нет, так не будет. И мы это видели в том числе и на этом чемпионате. Музыка сама по себе не работает. И меня, конечно, всегда будет поражать, как вот эти вот маленькие тельца, эти девчонки, малышки, которым по 16, иногда даже и меньше лет, как они включают публику. А публика, ну, вы слышали, она не останавливалась всю программу, вообще всю. Это здорово. И самое главное, что очень сложно обмануть зрителей. Зрителей здесь видел очень много, потому что простой человек никогда не зайдет на чемпионат России как бы так, о, что же в юбилейном происходит, дай-ка зайду, поинтересуюсь. Здесь люди прекрасно понимают, кто, откуда и что происходит на льду. Очень искушенная публика, мега искушенная. Произвольной программы Мария Елисова набирает 128,25. И она впереди по произвольной программе и по сумме двух программ. 10 сотых. На данный момент она занимает первое место. Достойно. На лед приглашается Анна Лишенко, Ростовская область. Программа на музыку из драматичного, жесткого, сумасшедшего Джокера в программе 16-летней Анны Лишенко. Есть в ней такая хорошая чертовщинка в этой спортсменке. Вот примерно такая же, как всегда была у ее тренере, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.
least I hope I will. Gonna build us a heaven from a little hell. Gonna build us a heaven, and I know not where. Build that mountain, I'll take you up the mountain, and heaven will be waiting there. I'm gonna build us a mountain, build us a mountain, build us a mountain, high, let's build it. Mountain, mountain, build a mountain, 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 build a mountain, Круто! Как же я хочу, чтобы на гребне вот этой волны, вот этого цунами, ну, чтобы не были разрушений, чтобы было продолжение разрушения моей психики, того разрушения, которое вчера начался вот этот процесс. А по поводу выступления Анны Лишенко, я так скажу, это будущее. И дай бог, чтобы никто не вмешивался в тренировочный процесс. Липницкая и Анечка Лишенко. Ну, это правда. Это хороший творческий спортивный союз. Есть абсолютно все. И контакт, и энергия, и элементы. И самое главное, что есть вот этот горящий глаз, желающий в будущем побеждать. Абсолютное восхищение вызывает своим прокатом и Аня Лишенко, и вообще вся первая разминка, потому что Аня была в завершении этой разминки, и такие умнички, девочки, невероятные прокаты показали. Аня восхищает нас уже который старт, и стабильностью своей в том числе, потому что ошибок она абсолютно не допускает. Она даже не дает возможности там пересматривать свои прыжки, потому что прыгает все с большим запасом. Видно, что этот запас у нее в ногах есть, что у нее очень много сил, энергии в своих прокатах. Ее хватает и на хореографию, и на сложные заходы, выходы из прыжков, и на то, чтобы все 3 каскада исполнить во второй половине, между прочим. То есть она даже права на ошибку себе не дает. Все 3 прыжка стоят на умножение. Все 3 каскада. Тройной уз, тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, двойной тулуп и тройной уз, двойной тулуп. И, собственно, стандартное неясное ребро на тройном флипе. Это мы видели уже не раз. Анна Лишенко набирает 135,32 Очень достойные оценки. На 7 баллов опередила в произвольной программе Машу Елисову и лидирует. За 200 баллов ушла. Встречаем на льду участниц второй группы. Ксения Синицына, Москва. Елизавета Куликова, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Камила Нелюбова, Краснодарский край. Вероника Еметова, Москва. Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Разрешена разминка. Вторая группа участниц в произвольной программе, и некоторые фамилии мы предполагали услышать в заключительной группе произвольной программы чемпионата России, но ситуация сложилась таким образом. И таким образом сейчас
пойдут спортсменки одна за другой. И отрыв, как уже было сказано, очень маленький. Кто на каком месте находится, не так важно. Важно все-таки, кто сколько набрал баллов в этой ситуации. Первой будет кататься Ксения Синицына. Ксения на этом чемпионате самая взрослая, 21 год ей. Ну, говоря про Ксюшу, мне, собственно, нечего терять. Я считаю, что просто ее обокрали вчера с баллами в короткой программе. Я и дальше буду говорить про то, кто, к сожалению, что-то на меня смотришь. Потому что ты и Аня Щербакова, те люди, с которыми я сейчас комментирую, я, конечно, нуждаюсь в вашей поддержке. Но безотносительно этого, конечно, здесь такая развилка, потому что вроде бы катались все чисто, разница по баллам не такая существенная, а существенно то, что ты, например, катаешься во второй разминке, а не в завершающей. Это тоже как бы будет иметь эффект в баллах. Но баллы же они не рождаются из воздуха, правильно? Это же оценки, которые выставляет техническая бригада и судьи объективно. В фигурном катании все досконально точно невозможно, потому что это действительно тот вид спорта, нравится, не нравится, конечно. Но просто абсолютно чистая короткая программа, непонятно, какой недокрут поставили. И плюс все-таки надо сравнивать, мы говорим о фигурном катании, а не просто о наборе элементов в коротких программах. Ну а что делать, если такое количество спортсменок здорово катались? Последняя разминка, она же не резиновая, расстроиться на секунду, забыть, потому что сегодня произвольная программа. Давайте дальше о том. Да. И Ксюше, и всем остальным пожелать не оглядываться в любом случае на вчерашний день, потому что настолько близкие результаты. Вот в этой разминке девочки находятся буквально в рамках 1-2 баллов, и это говорит нам о том, что ни у кого нету большого запаса, преимущества, права на ошибку. То есть здесь и сейчас будет проходить борьба в произвольной программе, и каждый элемент, каждая сотая балла будет решать то, на какой позиции ты будешь находиться. И, кстати, судя по тому, как закончился турнир в парном катании, нужно бороться до последней секунды. Мы это говорили, говорим и будем всегда говорить. За Ксенией Синицыной будет кататься Елизавета Куликова, ученица Сергея Давыдова, Александры Коровцовой. Затем Софья Муравьева, ныне под руководством Алексея Мишина и его огромной команды, самой большой команды тренерской на этом льду, в этом дворце спорта, что объяснимо. Камила Нелюбова, спортсменка, которая вчера выступала одной из первых и задала тон вчерашнему хорошему выступлению многих спортсменов. И вот сейчас она здесь, на высокой позиции, во второй группе. Ученицы Гуреевой и Сотниковой. Вслед за ней Вероника Еметова, еще одна ученица Сергея Давыдова на ваших экранах, к которому она перешла минувшей весной. Но он очень серьезный специалист, и особенно в плане техники и постановки как раз этой самой техники в многооборотных прыжках. Вот он, Сергей, не зациклен как-то еще, мне так кажется, только на технике, да. Все-таки программы у всех его учеников, в том числе студентов, настолько интересные, оригинальные, что прям ведется всесторонняя борьба. Эта система называется, она работает слаженно. Она прям ощущается, конечно. Ну, у них прям, я знаю, как Сергей работает, правда, достаточно прямолинейно, жестко, я имею в виду прямолинейно, что вот я сказал, значит, вот так, все, не надо со мной спорить, не нужно, я, конечно, выслушаю ваше мнение, но все равно вот так, и так, и так. И дисциплина на первом месте. Не могу об этом не сказать, прямо перед нами, одна за другой, да. Камила Нелюбова и Дина Хуснудинова по очереди прыгали тройную аксель, столько попыток, и обе идеально чисто его исполнили. Дина с нами поделилась после тренировки, что, конечно, мы видели, что еще один аксель. Ну, невероятное количество акселей уже сделали девочки.
И самое вы главное, абсолютно безошибочно. Едина поделилась с нами, что четверной тулуп готовили к чемпионату России. Хотела она попробовать вариант произвольной программы с 3 элементами ультра-си, тулуп и 2 акселя. Но после сегодняшней тренировки они поговорили с тренерами, посоветовались и приняли решение сохранить такой же набор, с которым она выступала и на этапах Гран-при. Это 2 тройных акселя и сделать ставку именно на частоту исполнения. То есть четверного тулупа не будет? Если верить тому решению, которое было принято после тренировки, да, его не будет. И сейчас мы на разминке тоже видели, что Дина его не разминала. Ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Ксения Синицына. Ну а сейчас неожиданный и зажигательный Джимми Ача для Ксении Синицыной, известной своими не просто лирическими, а по-настоящему театральными и драматическими образами. Под хиты индийского диско она демонстрирует новую грань своего таланта, заставляя зал напевать эту мелодию примерно еще неделю.
очень обидно. Жалко, жалко, жалко. Но в любом случае, Ксюш, ты должна знать, что все тебя просто обожают за порой какую-то новизну, за отсутствие страха попробовать что-нибудь новенькое, за абсолютную разнообразие музыкальных композиций, под которые ты выступаешь, и за то, что ты способна адаптировать и перевоплощаться в абсолютно разные истории. Ты артистка на льду. Да, сегодня вот так хотелось, чтобы именно ты доказала чистейшим прокатом, что 12 место, вы что, с ума сошли, друзья? Но вот, к сожалению, все-таки, да, помарочки сегодня были. Аккуратничала. Но я бы так не сказал, вы знаете. Наоборот, она прям была, даже порой, вот первые какие-то моменты, первые 2 минутки программы, была лучше самой себя. Сейчас просто нужно было слышать, насколько зал поддерживал Ксюшу и после проката, а во время проката, как они радовались каждому сделанному элементу и как вместе дружно расстраивались, если были какие-то ошибки. Вот этот вздох был слышен сразу на всех трибунах, но потому что, правда, неожиданно. Первая половина настолько легко и хорошо шла, она так ловко справлялась со всеми элементами. И вот сейчас мы видим Луц, очень хороший Луц сделала, и, возможно, даже немножко в этот момент как будто, может, расслабилась и не дотолкнулась в этот тулуп. И, конечно, дальше вот именно вторая половина подвела. Мы обсудили, что расстановка элементов именно такая, что в первой половине самые легкие прыжки стоят, и во второй половине как раз-таки сложные каскады, 2 тройных луца, тройной флип должен был быть. И вот именно во второй половине уже то ли силы начали кончаться, то ли концентрации, может, не хватило. Тренер говорит, что аккуратничала, хотя да, мы этого не заметили. Казалось, что Ксюша сегодня прям наотмашь катается. Обидно, конечно, что не получилось, но Ксюша нас радует в любом случае своим прокатом. Ксения Синицына 5 баллов уступает Анне Лишенко и проигрывает по сумме 2 программ своей ближайшей сопернице. На лед приглашается Елизавета Куликова, Москва. Елизавета Куликова сегодня — это нежность с остальным стержнем внутри. Так, программа о трогательной истории борьбы за простое женское счастье в традиционном восточном обществе сегодня ей будет исполнена под музыку из фильма «Королек. Птица певчая». Глаза Кимрана на меня глядят. Ах, мама, как волнует этот взгляд. 2 карих вишни смотрят на меня. 2 добрых, согревающих огня. Их теплый свет и манит, и зовет, в душе моей растапливая лед. Боюсь ослепнуть, глядя на огонь. Смотреть, смотри. Любуйся, но не тронь. За что ко мне так этот мир жесток? За что, любя, страдает королек?
Да какой тут королек. Это зверек был. Слушайте, это было, ну, хочется очень сказать гениально, но все-таки гениально это больше так к Пушкину, к Лермонтову, к каким-то действительно очень величайшим делам. Но это приближенное. Это катание было настолько близко вот к этому очень практически идеальному. Ай да, Сергей Давыдов, ай, молодцы. Вот система все-таки работает, а? Единственное, что подумалось, что хотелось бы, чтобы последний прыжок был пораньше, чтобы сразу расслабилась бы фигуристка, чтобы прямо в начале программы был последний прыжок. Да, только Лиза поехала после последнего прыжка, этому все сразу обратили на это внимание. Да, энергия, прям вот она отдала все, что у нее было. До этого все-таки концентрация присутствовала, хотя все равно катание было очень эмоциональным, и она... Ну, программа-то подразумевает такую восточную сдержанность немножко. Очень органично, и органично были вписаны элементы в эту программу, то есть не было каких-то долгих заходов, подготовки, не было видно, что вот на лице написано «я готовлюсь к каскаду, тройной луц, тройной тулуп», например, да, то есть все это было очень органично вписано в программу, при этом с эмоциями, с подачей, очень красиво, хореографично, ну а дорожка это вообще выше всяких похвал, то, как она ее откатала. И в этом сезоне, конечно, Лиза очень сильно прибавила. Прям вот эта звонкость в ней появилась. В прыжках это чувствуется, как она вот как по щелчку подтягивается в воздухе. Такое ощущение, что была, да, струна натянута, а ее еще подтянули. И вот мое мнение опять, я вот такой Лизу еще никогда в жизни не видел. Да, я видел хорошие, чистые прокаты в ее исполнении. Вот именно такой Лизу никогда. Да, сегодня особое катание, особый результат. Посмотрите, как она обрадовалась своим 138 баллам, первому месту. Она пока лидирует 206 баллов. На лед приглашается Софья Муравьева. Сергей Дудаков показал класс на разминке. А тем временем в произвольной программе Софья Муравьева. Она катается с хореографией Бенуа Ришо, ведущего мирового специалиста. Немного другие выразительные средства, свойственные европейским постановщикам. Более философская, обобщенная история, такая постановка в себе. У Софьи есть свой внутренний диалог, который она придумала под незыблемый рисунок Ришо. Поиск себя и человечности.
Первое, что приходит в голову, будет однозначно хорошо. Да, немножко медленно, да, устала, это было очевидно, да, осторожничала. Сказывался фактор того, что и вчера какие-то были недочеты в короткой программе. Здесь во время 6-минутной разминки прямо упала. Затем перед самим прокатом тоже была ошибочка при короткой разминке. Тренировка не очень складывалась сегодня утром, но будет хорошо. Видно, что тело формировалось, видно, что спортсменка выросла прилично. Но что еще по поводу роста? Безусловно, сейчас происходит стабилизация этого всего. И однозначно будет очень круто продолжать просто находить себя. И еще, что мне показалось, вот как раз Соня переросла уже вот эти композиции, которые как бы ставятся для тех спортсменов, у которых условно переходный возраст. Она доросла, она взошла на ту ступеньку, где можно уже брать очень серьезные вещи, такие как Кармен в короткой. Какая умничка, и как давно мы ждали чистого проката произвольной программы от Сони. Да, пусть это было сегодня сдержанно, и мне кажется, до сих пор она как будто, мне кажется, еще не осознала, что вот он главный старт сезона, чемпионат России, она только что чисто прокатала свою произвольную программу, до сих пор как будто держит себя в этом напряжении, в этом волнении, но сегодня точно можно выдохнуть. Молодец, правда, справилась, и здесь даже нечего говорить. Все чисто, абсолютно, не придраться ни к одному прыжковому элементу. Это сейчас было катание просто другого уровня по осознанности, по отношению к программе. И видно, что вот эта мощная команда мишинская, вот она на ваших экранах, которая в том числе включает и хореографа Елизавету Новиславскую, Владислава Сизганова по технике, Егора Челушкина по ОФП, и Туктамышева, Мишины. Все это дает свои плоды, безусловно, по осознанности катания. Ну и, конечно же, возраст, опыт. Это... Говорят, это Сонина личная победа, да, сегодня. Это победа. Правда так. Чистый прокат произвольный. Смотрите, какие баллы. Соня, спасибо тебе и спасибо твоей маме, которая сейчас находится в этом зале. Мама Сони, спасибо за такую дочь. Это единение, это настоящая семья, дружная, поддерживающая друг друга. Ну а сейчас вот она, Аделия Петросян, спортсменка, которая на данный момент лидирует после исполнения коротких программ. Ой, просто россыпь четверных элементов сегодня будет в произвольной программе. Ну, во всяком случае, на данный момент они стоят и заявлены в протоколе. Ну, длинные волосы у Аделии. Ой, сосредоточено, конечно, сейчас эти минуты до выхода на лед. Ученица еще одной олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и Дарьи Гуреевой на льду Камила Нелюбова невероятно хороша была в короткой, обогнала многих сильных конкуренток, но отрыв небольшой, его почти нет. 9-е место с таким же успехом могло бы быть и 5-м, и 13-м. Вау! Просто питерский Эрмитаж. Тройной аксель.
than I should. Now there is a me in me. I turn around and all I see are past where I have left your destiny. Guess I loved you less, less than I could. Another time, another round, and then both of our broken hearts to tell you how much like I love you now. I guess I loved you. Невероятные эмоции. Почему Эрмитаж? Объясняю. Это в Эрмитаже это один из самых крупнейших и лучших музеев, где хранится история. Вот ее тройной аксель Камилы Нелюбовой — практически эталонное исполнение этого сложнейшего элемента. Как же я рад за тебя. Но единственное, что сразу по горячим следам скорости, скорости и еще скорости. И, конечно, хореографии побольше. Но в остальном превосходно. Да, наслаждение катания сегодня Камилы Нелюбовой Уже даже уж 2 буквально дня. не хватает слов и эпитетов, чтобы восторгаться сегодняшними произвольными программами наших девочек, потому что вот весь сезон мы наблюдаем этот путь, как они шли к этому чемпионату России, да, как проходили и контрольные прокаты, и оба этапа, и видим, насколько девочки в этом году, как их рост по сравнению с предыдущими сезонами, и видим, как они боролись с какими-то сложностями, как что-то не получалось у них. И вот как радостно, что именно здесь, на чемпионате России, вот эта кульминация случилась. Мы всегда желаем чистых прокатов, чтобы все задуманное получилось. Но вот как же радостно, когда одна за другой выходят девочки и показывают свой максимум в нужное время и в нужном месте. Шикарный тройной аксель, с которым она начала свою программу. Очень уверенно он был сделан. И дальше вот как раз-таки в сезоне мы видели, что порой аксель получался, а дальше какие-то ошибки выскакивали. И сама Камила говорила, что помимо акселя очень важно целиком всю программу выкатать чисто. И сегодня это ей удалось. Во второй половине исполнила сложные каскады, тройной луз, тройной тулуп, и комбинации из тройного флипа и 2 акселей двойных. Умничка. Все чисто, все докручено, все на положительные оценки. Очень серьезная сумма баллов сейчас будет. И сердечко от Дарьи Гуреевой, и, и от Камилы Нелюбовой. Обожаю этот дуэт. Ну и вот то, о чем говорил Алексей Ягудин. Программа Камилы Нелюбовой по технике набирает на 8 баллов больше, чем у Софьи Муравьевой, но по компонентам она проигрывает 8 баллов. Я говорил, Софьи Муравьевой. есть. И таким образом оказывается по произвольной на 2-м месте и по сумме 2 программ тоже. Не расстраиваться. Все хорошо. И все будет. На лед приглашается Вероника Еметова, Москва. Боевая девушка Вероника Еметова, еще одна ученица Сергея Давыдова. Они вновь обратились к этнической скандинавской теме, в которой фигуристка выглядит особенно органично. Мощная энергетика, высокая скорость скольжения. Ее визитка.
Хороший, очень достойный прокат произвольной программы от Вероники Еметовой. Но, да, вот есть это но, все равно обидно, жалко, потому что в короткой, ну, конечно, это был прокат жизни. Мы видели, и сама Вероника до слез радовалась после короткой. Все сошлось, все удалось, но здесь сразу было видно, что прокат такой тяжелый был. И плюс, если бы не было... утренняя тяжелая тоже была, ошибки были. Ну и плюс, если бы не было до нее, до выхода на лед, до Вероники, не было бы вот этого набора хороших произвольных программ других девочек, то этот прокат тоже можно было отнести как бы к, ну, окей. Нет, он правда хороший, за исключением вот этого первого каскада. Мы видим, это камень преткновения для Вероники практически на каждом старте. Мы говорили про эти недокруты, и вот мне кажется, так много работали они над этим каскадом, так много фокусировки внимания было ему уделено, что в итоге еще более грубая ошибка получилась. Лишь двойной тулуп вместо тройного сделала Вероника, и она сама рассказывала, что да, вся основная работа была направлена на этот каскад, и даже программу немножко поменяли. Дальше шел тройной флип, чтобы, если что, и к нему каскад прицепить. И я вот думала, пойдет ли Вероника все-таки пробовать каскад 3-3 сделать, так как первый тулуп лишь двойной был. Оставалась возможность дальше следующий двойной тулуп заменить на тройной, но все-таки решила она не делать этого, и я думаю, что правильно все-таки, если он не получился и первым элементом, прокат такой был, да, довольно нервный, то не стоило этого делать, но из-за этого, правда, получилось, что 3 двойных тулупа в программе у Вероники, а повтор можно делать лишь 2 тулупа, поэтому один из них под звезду уходит, то есть не засчитывается. Ну и, конечно, по идее, должны засчитать флип. Нет, да-да, флип засчитают, только двойной тулуп не засчитывают, это не такая огромная потеря по баллам, но все же потеря. Ну и плюс, конечно, вот эта изюминка, которая всегда заметна, если все идет и ты на кураже. Вот как я говорил, да, вот. Это было. В короткой был кураж. Когда, да? Ну, это не я. Я высказываю свое мнение, но оно не может рождаться без того, что происходит на льду. Сергей Давыдов, Александра Кравцова, тренеры с Вероникой Еметовой в Кисенкрай и смотрят на оценки и оценки. 7-е место по произвольной и отставание 20 баллов от лидера. На лед приглашается Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Эпоха героев Балыша Хаваши – это программа Дины Хуснутдиновой, которая продолжает череду успешных проектов тренерского штаба Этери Тутберидзе. Дина необычная, ни на кого не похожая. Разнообразие образов поражает, и в каждую влюбляешься, как сказал накануне Алексей Ягудин. Она лишь во второй группе не дотянула чуть до лидерской разминки из-за компонентов. А в списке ее элементов, вы знаете, тройные аксели. Первый есть. Есть. 2 тройных акселя.
Чемпионат России не для того проводится, вернее, для того, чтобы увидеть всю красоту тех, кто уже не раз доказывал свою силу, и порой даже на международной арене, а для того, чтобы еще расщупать и увидеть потенциал, увидеть, куда идет, куда развивается российское фигурное катание. Именно поэтому в женском одиночном катании 10 дебютантов на этом чемпионате. И вот, собственно, Дина Хуснутдинова – это яркий пример того, что ожидает нас в будущем. Будущее яркое. Что, как держал? Я за Сальку больше пишу. Я тоже. Браво, Дина, настолько... Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Что, собственно, и делала Дина Хуснутдинова. Да, вот сейчас на ваших экранах тройной аксель, первый в каскаде и второй сольный. лакомка. Второй, конечно, вообще замечательный. И первый тоже очень хороший. Да, не самый уверенный выезд, но, тем не менее, прыжок сделан, он докручен. Дине браво, настолько спокойно, размеренно, вдумчиво она катается. И в моменте даже не выглядит это настолько сложно, насколько... эти прыжки являются сложными, да, то есть Дина их настолько спокойно делает, и не замечаешь, насколько сложные элементы она выполняет. Сделала 2 тройных акселя, и верное решение они с тренерами приняли на тренировке не идти на четверной тулуп, потому что на тренировке мы как раз наблюдали, что ошибка на четверном повлекла за собой в дальнейшем тоже ошибки на других элементах, и потом Дина сказала, что вот ставка будет на чистый прокат, и она умничка, что с холодной головой собралась, и сегодня этот чистый прокат сделала. Все ошибки оставила на тренировках. И можно было бы, конечно, сказать, ну, конечно, она такая молодая, так иди, сделай. А она берет и делает. Дина очень рассудительная, и как раз-таки это видно и в прокатах, насколько вдумчиво она вот каждое движение, каждый прыжок делает. Муравьева уже устала ждать. И вновь продолжаю, опять же, свою мысль. Действительно, на мой взгляд, если дальше прибавлять в артистизме, в скоростях, это будущее. И она третья по произвольной программе. И вновь, как и перед этим, помните, мы обсуждали, да, тройные аксели есть, но пока нет второй. Но я еще хотел сказать, что вот, тем не менее, она берет серьезную программу, серьезную музыку, она развивается в этом направлении, просто не все сразу, как говорится. И сейчас Софья Муравьева по-прежнему остается лидером, никто ее не обогнал. А мы смотрим разминку девушек, которые совсем скоро выйдут на лед. Анна Фролова в данный момент на ваших экранах. Текущее место у нее 3-е после исполнения короткой программы. Вот на ваших экранах вновь Анечка, которая разминается, очень переживала. Я говорю это открыто, уверен в том, что она в данный момент все равно не слушает нашу трансляцию, но очень переживала. Ксюша Гущина в данный момент также проводит свою разминку. 6-я после короткой программы, совершенно потрясающей, которую до сих пор оставила послевкусие, да, и мы помним о том, как она каталась. Все 6 участниц сейчас на разминке. Там вдали вы видите в блестящем платье Алиса Двоеглазова. Так, ну что ж, осталось всего лишь 6 самых сильнейших в нашей стране. Ну а с теми, кто уже выступил, готов поговорить, двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков и чемпионка мира Женя Медведева. Завершилась 2-я разминка наших женщин. И у нас в студии находятся девочки, которые занимают 3 лидирующие позиции на данный момент. Девочки, очень хочется с вами пообщаться. Как для вас прошла произвольная программа на этом чемпионате России? Сонечка, давай с тебя начнем. Расскажи о своих эмоциях. Мы видели, что ты довольна прокатом, порадовала тренеров. Расскажи немного поглубже о том, что ты сейчас чувствуешь. Безусловно, радость. Я очень рада и взволнована. Мне кажется, как сейчас, вот я после проката волнуюсь. Мне кажется, перед прокатом я так не волновалась. Не знаю, просто такое возбужденное состояние.
эйфории. Ну, ты как будто бы немного радости. потерянная. Да, я потерянная, потому что все-таки присутствует у меня небольшое огорчение, разочарование именно в себе, то, что я вчера не до конца показала то, что я могла. Все-таки достаточно большое количество баллов я упустила на уровнях, на моих ошибках, которые я сделала. Все, что нужно знать о самобичевании наших спортсменок. Да. Вот сегодня все хорошо, нет, вот про вчерашний день нужно посидеть и погрустить. Сегодняшний я уже смотрю на это как уже завершившиеся соревнования. Я анализирую уже все, что случилось. Вот. Но мне кажется, я все равно очень довольна, благодарна и своему тренерскому штабу, и Питеру, и родному уже юбилейному, и людям всем, которые мне помогали, меня готовили, болели, всем болельщикам. Огромное спасибо. Всем спасибо, что пришли смотреть. Я думаю, что Дине дадим еще немного отдышаться после проката. Камила, расскажи свои эмоции. Я рада своему чистому прокату. Мне удалось, в принципе, показать то, на что я. Привыкай только микрофон ближе держать, чтобы тебя хорошо было слышно всем твоим болельщикам. Это очень нужный навык теперь. Я рада, что я наконец откатала чисто в сезоне произвольную программу. В принципе, эмоции положительные. Старалась выходить на старт спокойно, уверенно. Я думаю, что у меня более-менее получилось это показать. Ты знаешь, в трансляции Алексей Ягудин после твоего тройного акселя сказал, что его нужно отправить в Эрмитаж. То есть представляешь, как здорово ты его сделала. Может быть, в планах есть уже и вторую попытку включить в произвольную программу? Мы думаем над этим. Я также работаю над четверным тулупом. Скорее всего, ближе в планах это четверной тулуп и тройной аксель показать. Ну, раз уж мы заговорили об ультра-сие, Дина, у тебя было 2 попытки тройного акселя успешные, но на первый что-то чуть-чуть пошло не так. Второй прям идеально. Вот даже на раскатке, когда твои соперницы, предыдущие девочки, выставляли оценки, ты сделала прям, ну, я не знаю, эталонный. Но вот в прокате на первом что-то пошло не так. Вот что случилось? Наверное, я чуть-чуть переволновалась на первом. Потом уже ко второму себя привела в чувство. И рада, что смогла докатать всю программу чисто. И вообще рада оказаться на этом чемпионате России, потому что он для меня дебютный. И, конечно же, безусловно, я рада, что смогла показать 2 хороших катания. Ты только летом сменила тренерский штаб, переехала в Москву. У тебя такие резкие перемены в жизни, а тут сразу же чемпионат России, такой огромный зал. Вообще, вот прям честно скажи, насколько вот по шкале от 0 до 10, насколько волнительно было выходить сюда? Наверное, ценю на 7, потому что надо было показать достойное катание, не подвести себя, конечно же, тренеров, которые также работают со мной, и болельщиков, родителей. Всем хотелось показать достойное, хорошее катание. Сонечка, ты тоже сменила тренерский штаб в этом межсезонье. Вот спустя уже полсезона, что можешь сказать? Правильное было это решение, взвешенное? Не жалеешь ли о том, что переехала в прекрасный Санкт-Петербург? Я нисколько не жалею. Я очень рада, что жизнь моя повернулась с таким ключом в такую сторону. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Вот. Как я сказала, Питер и юбилейный уже родной. И так было не то что волнительно выступать здесь, потому что первый мой чемпионат России тоже был здесь, в Питере, в юбилейном. Это предолимпийский был чемпионат. И я снова здесь. И все так по-другому, и я уже другая. И арена тоже выглядит вообще сногсшибательно. Как это преобразили, Первый канал преобразил арену. Не знаю, мне кажется, я довольна. И Сонь, переходом... не можем с Максом тебя не спросить. Вот у тебя был в арсенале тройной аксель. Работаешь ли ты сейчас над ним? Очень хотим еще раз увидеть. Я работаю, и за некоторое количество времени пришлось прервать работу над тройным акселем до чемпионата России, потому что надо было вкатывать программы, и это было гораздо важнее. И я в надеждах была до последнего, но так складываются обстоятельства, ситуация, что пока что у меня не получается. Я очень расстраиваюсь, потому что считаю, что в таком
варианте я не так конкурентоспособна, можно сказать. Не ощущаю себя более в хорошем как-то плане. Очень хочется мне его вернуть, и не только один, не только в одну программу, и в две. Сонь, тогда открой нам секрет. Только-только ты услышала свои оценки, сразу же побежала поздравлять Камилу. И вы что-то с ней обсуждали здесь, сидели, это прям попало в трансляцию. Что ты спрашивала, как Аксель восстановить? Нет, Какой секрет? Нет, я просто как... Мы с Камилой уже давно знакомы и много времени тренировались у одного тренера в Ангелах Плющенко. И я просто восхитилась, какой прогресс у девочки. Она тоже перешла в другой штаб. И, как я сказала, у девочки, у Камилы, извини, пожалуйста. Шикарные тройные акселя. Я слежу в соцсетях. У нее еще очень высокий пролетно-техничный тулуп. И я просто поделилась своим восхищением, потому что это, честно, мне о таком только мечтать сейчас. Поэтому, не знаю. Диночка, здесь все передают привет родному Санкт-Петербургу, но мы-то знаем, что ты из Казани. Можешь что-то даже на родном языке передать своим землякам и поздравить их с наступающим Новым годом, например? Хорошо. Барығысында келесі яңа еллар белән котлыйм. Казанга, Татарстанга, Зәй районына зур сәлем. Девчонки. Вот такой привет летит в Татарстан и всем носителям татарского мы не будем, языка. Пускай это останется секретом, что же она сказала на самом деле. Девчонки, вы тоже можете передать привет и поздравить наших зрителей с Новым годом. Есть что сказать? Я? Передать привет. У кого микрофон, тот и говорит. Всем спасибо за то, что болеете за фигурное катание, болеете за нас всех. Я всем желаю здоровья и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Также всем девочкам, которые сейчас будут катать дальше, желаю удачи, чтобы у них все получилось. Я полностью присоединяюсь к девочкам. Хочу еще пожелать, чтобы Новый год и он сложился для вас успешно, чтобы вы получали удовольствие от этого 2026 и наслаждались фигурным катанием, также продолжали нас поддерживать, а мы вам будем очень благодарны за это. Сонь, ты как текущий лидер, поделись своими ожиданиями от следующей разминки, или, может быть, хочешь что-то пожелать им? Я буду просто наслаждаться прекрасным уровнем фигурного катания, девочками, которые показывают высоченный уровень мастерства. И просто желаю всем удачи, чтобы они все наслаждались и чтобы публика тоже наслаждалась вместе с нами. Спасибо вам, девочки, большое. Вы просто невероятные умницы, как вы нас порадовали во второй разминке. Ну а сейчас начинается жара. Выходит совсем скоро на этот лед. Сильнейшая разминка. Да, все самое интересное прямо сейчас на ваших глазах. Наконец-то разыграют медали наши прекрасные девушки. Вот она, сильнейшая разминка на чемпионате России по фигурному катанию на коньках 2026 года. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky
очень ярко. Встречаем на льду участниц третьей группы. Ксения Гущина, Санкт-Петербург. Мария Захарова, Москва. Дарья Садкова, Москва. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Алиса Двоеглазова, Москва. Аделия Петросян, Москва. Разрешена разминка. Ну что ж, впереди все самое интересное, совсем скоро развязка в турнире наших. Финальная разминка начинается на чемпионате России по фигурному катанию в женском катании в произвольной программе. На данный момент Софья Муравьева лидирует в этих соревнованиях. Спортсменка, представляющая ныне Санкт-Петербург, набрала 215 баллов и находится на вершине. Ну, баллы. Каталась она великолепно. Это было волшебное зрелище. Впрочем, многие катались волшебно, но на вершине именно Софья Муравьева. Ксения Гущина будет кататься первой, как ее зовут, ее поклонники, мисс Стабильность. Ученица Кирилла Давыденко Александрины Дегтяревой на 6-м месте после короткой программы, которая очаровывает, которая заставляет восхищаться и спортсменкой, и постановкой ее элементами, но самое главное вот подготовкой к этому образу и то, каким он предстает на льду. После нее будет кататься Мария Захарова. Мария Захарова 18 лет. И вот это, как мы уже отмечали с Алексеем Ягудиным, странное достижение. Да? Самая взрослая из российских фигуристок, исполнившая четверной тулуп. И это про 18-летнюю девушку. Она прекрасно катается в своей произвольной программе под мощную драматическую композицию, но в то же время шикарную, потому что это «Мулен Руж». Мария Захарова – дебютант на этом чемпионате, хотя, конечно же, это могло произойти давным-давно, этот дебют. Но были таковы обстоятельства. Ее мама и тренер Анна Царева вместе с Еленой Водорезовой находятся возле портика. Напряжение в воздухе просто бешеное витает, интрига невероятная. Здесь будет в произвольной программе столько элементов ультра-си заявлено у девушек. И 2 четверных у Захаровой, и также 2 тулупа у Садковой, 3 четверных у Алисы Двоеглазовой, 3 элемента ультра-си заявлено у Адели и Петросян. И ставку на чистоту делают Анна Фролова и Ксения Гущина. И вот сейчас ставка на как раз-таки чистый прокат сыграла у Софьи Муравьевой, да, потому что 3 элемента ультра-си исполнила 3 тройных акселя и Дина Хуснудинова, но не смогла обойти Софью, несмотря на это, именно за счет второй оценки. Так
Так что сейчас, конечно, будет борьба и чистых прокатов, и красоты катания, и при этом сложнейших элементов. Каждый может побороться за высокие позиции в этой разминке. Причем и разброс в оценке за компоненты, да, мы оценили, он огромен. То есть можно взлететь наверх с помощью компонентной оценки, и можно точно так же опуститься вниз из-за нее. Ну, Дарья Садкова будет кататься вслед за Марией Захаровой. Это серебряный призер чемпионата России прошлого года. Вслед за ней прекрасная Анна Фролова. Ну, все прекрасные, да, но каждому мы подбираем какой-то эпитет. Анна Фролова в своей короткой программе была настолько артистичной, настолько женственной, что не запомнить и этот прокат было абсолютно невозможно. Третье место после короткой программы, а на втором Алиса Двоеглазова на ваших экранах в этом. Не опускалась до второго места на соревнованиях с февраля 2022 года. Впечатляющая серия насчитывает более 13 турниров. На этапе Гран-при России в текущем сезоне в Красноярске заняла первое место. Ну что ж, это один из соревновательных дней. Здесь, в Санкт-Петербурге, Дворец спорта юбилейный. И вновь очередной чемпионат России. Завершается разминка, финальная разминка. Вот она, кульминация, вот это нерв, драйв, падения и взлеты. Было огромное количество мегапрофессиональных спортсменов уже на льду. Были прекрасно выполнены элементы, чисто откатанные программы. Но все решится здесь и сейчас. На ваших экранах Аделя Петросян, которая разминает свою произвольную программу. Россыпь мегасложных прыжков. Нервы просто увидим. натянуты до предела, потому что после короткой программы запас есть лишь у Адели и Петросян, которые особняком вот держат свое первое место. Остальные девчонки все смогут побороться за лидирующие позиции, потому что, конечно, даже на разминке мы видим четверных прыжков, просто невероятное количество, да, много ошибок. Это как раз-таки нервы главного старта сезона. А стабильность ей очень сильно понадобится вместе с четверными прыжками на Олимпийских играх, до которых осталось-то всего ничего. И вот этот вот старт, это не просто генеральная репетиция, это какое-то звенящее, важнейшее событие в ее жизни, без которого не может жить ни один фигурист. Перед Олимпийскими играми у всех должен быть чемпионат России, а там выступление такого уровня, которое придает одновременно и уверенности и тебе, и тем людям, которые тебя будут судить, на тебя будут смотреть, о тебе будут отзываться, с тобой будут соревноваться. И на четверной тулуп сейчас показали от Адели и Петросян. Много было борьбы именно с тройным акселем на разминке. Тулуп очень уверенно сделала. Пожелаем всем девчонкам удачи и чистых прокатов, справиться с этими нервами и с этим волнением. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Ксения Гущина. Прекрасная артистичная Ксения Гущина. Блеск постановки в каждой программе. Короткая с Артемом Федорченко, произвольная с Еленой Масленниковой и Ильей Авербухом. Команда Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой задействовала массу интересных ресурсов, максимально разнообразив программный спектр сезона для Ксении. Это и называется «Come Together», кто бы ни пел. To be free, come together, right?
so hard to see. Самое, что интересно, если вы не видели прокат, то буквально по вот этим первым мгновениям и секундам, которые случаются после того, как завершается программа, сразу очевидно, что было так, а что было не очень. На нерве немножко тяжело, собиралась с мыслями, это было видно. Яркая и дерзкая программа Ксюши Гущиной сегодня, конечно, была исполнена именно в борьбе. В борьбе весь прокат. Начала она классно, с драйвом. И буквально на втором прыжке уже случилась заминка. Должен был быть каскад. Тройной лут, тройной тулуп. Самый сложный элемент в этой программе. Чуть посмелее идти в элемент. Вот. Чуть-чуть. Продолжение того, о чем мы говорили. Чуть-чуть смелее. То есть как да, бы вот этот драйв, он и смелость пропали именно на втором прыжке, где должен был быть этот самый сложный каскад, тройной лут, тройной тулуп. Не самый уверенный выезд был с лутса. Сейчас мы посмотрим, как раз после двойного акселя он был исполнен. Вот он. Хороший прыжок, хороший тройной лутс. Но мы видим, хотела сделать каскад, передумала, не стала его делать. И в этот момент сразу было видно, что выражение лица поменялось. Все, сразу вся концентрация исключительно на то, а где же сделать этот каскад. И вот он, тройной флип, к которому она попыталась добавить тройной тулуп. И видим приземление на две ноги, не самое удачное. И это, по сути, единственная грубая ошибка в этом прокате. Да, ни падение, ни бабочка, неудачное приземление с этого прыжка. Но все, дальше уже было видно, что Ксюша, конечно, сдержанно довольно катает свою программу. И настолько высокий уровень сегодня демонстрируют девушки, что вот эта одна ошибка — это уже серьезная оплошность и то, что может помешать и сдвинуть Ксюшу на несколько позиций ниже. Обидно, конечно. Но это давление, потому что все, чемпионат России — это самый главный турнир. Я понимаю, что сейчас, может быть, не держат мысли о европейском чемпионате, о чемпионате мира, но все равно, конечно, да, хочется Ксюши. там быть лучше, сегодня быть лучше. И, конечно, нервы на пределе, и это чуть сдерживало ее. Хочется поддержать Ксюшу. Ой-ой-ой, до слез. Обидно, конечно, обидно. Буквально из-за одной ошибки. Представляете, чего может стоить одна ошибка? Она занимает 5-е место.
Но надо сказать, что даже тех баллов, которые она потеряла вот на этой одной ошибке, может быть, и не хватило бы, чтобы догнать Софию Муравьеву. На экранах группы лидеров сейчас первые 3 места на данный момент. Позиция и много баллов. Абсолютно восхитительная произвольная программа будет исполнена Марией Захаровой под музыку из «Мулен Руж». Есть здесь место и драме, и французскому шику начала 20 века, и трогательная женственность, как бы заимствованная у Николь Кидман, что уж там греха таить. Дебютантка взрослых соревнований Мария выглядит в ней такой искушенной, она прекрасная актриса. А программа поставлена танцовщицей Ольгой Орловой. А вот уже и четверной тулуп. Второй четверной. Вау! I believe you were expecting me. One day I'll fly away. Leave all this to yesterday. What more could your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread the day when dreaming The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats, or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. 'Cause that's when those louses go back to their spouses. Diamonds are a И еще раз да. А, к черту, встану.
Такая была борьба со здоровьем. Пропустила очень много времени. Дебютирует в этом сезоне на взрослом уровне. В начале сезона 1 четверной прыжок. Сейчас уже 2. Чемпионат России, когда нервы на пределе. И я теряю прям мысль. Звезда родилась сегодня здесь. Браво, 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 браво. Тулуп были исполнены в начале программы. Это, конечно, невероятно. И еще раз подчеркивает, насколько это сложно дальше додержать эту программу. Президент Федерации, олимпийский чемпион, оценил. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Не дают нам выдохнуть и расслабиться девочки буквально ни на секунду. Вы посмотрите, четверной тулуп. Фантастика! Каскадер с двойным. Сколько ошибок было сегодня на тренировках. Мы следили, мы видели это, как она боролась с этим прыжком. Не получался. А тут вышла и 2 сделала. Второй буквально вырвала, прям на зубах его вытащила. Умничка. И вот мы видим, сколько эмоциональных и физических сил отнимают четверные прыжки. Потому что дальше, казалось бы, тройные, которые уже и запас прочности есть на эти элементы. И вот сейчас мы видим тройной луц. Тяжелый был с него выезд. Поборолась за тулуп в каскаде, но не хватило, к сожалению, падение случилось на этом прыжке. И дальше, конечно, в такой борьбе была исполнена вот эта комбинация. Тройной флип, двойной аксель. Здесь она уже словно даже остановилась, выдохнула и собралась на последний двойной аксель. Не очень удачно он тоже исполнен, недокрут. То есть вот на четверные ее хватило, а дальше немного и концентрации, и физических сил уже не хватало, но... Конечно, эмоции просто... Да, Господи, я просто вспоминаю, что приблизительно через то же самое проходил, когда ты выходил на чемпионате России. Вот эти четверные, через боль, через восстановление. А в данный момент жалко Мишу Кулиду, который, по стечению обстоятельств просто находится в данный момент рядом со мной, потому что я его схватил. Я говорю, только не иди на второй четверной. Но она пошла, я так боялся, но она пошла и сделала. Боже мой, это фантастика. Какая харизма от нее в этих программах, и в короткой, и в произвольной. Программы Мария Захарова набирает 146,36. Второе место по произвольной программе уступает примерно 15 сотых Софьи Муравьевой, но по сумме 2 программ выходит вперед. Это вот такая же ровно ситуация, как у некоторых других спортсменок. Да, вторая оценка, презентация. Ты новый человек еще на взрослом уровне. Дальше только продолжать. На лед приглашается Дарья Садкова, Москва. Четвертое после короткой программы. Стоит ли говорить, что и в этом случае с минимальным интервалом с соперницами Дарья Садкова отошла Дарья от лирических фантазий в произвольной программе в пользу мощной и воинственной темы. Есть в этой песне такие слова: «Ты знал, что ты станешь тем, кто работает, пока остальные играют», будто про Хрустальный. As a child, you would wait and watch from far away. You always knew that you'd be the one that would while they all play. You'd lay awake at night and scheme of all that you would change, but it was just a dream.
Даша, Дашенька! Кричали трибуны: Даша, давай, Даша, не сдавайся. И прям... Господи, прям заставляйте рыдать. Трибуны начинали аплодировать, и все молились за Дашу, чтобы она не останавливалась. И это называется самый важный турнир, самый важный момент уж уходящего 2025 года точно. Ну вот так. Пустых, как говорится, мест не бывает в нашей с вами жизни. Если открывается это окно возможностей, нужно сразу стремительно туда желать попасть. И вот как вы видели, один самый первый прыжок, четверной, который легко. Надо, что такое? Ну объясни, что? Нет, так не гадала. А что? Ну что-то ноги-то не могла с ней справиться, да? Что такое? Ну что такое-то? Начала сомневаться в себе. Я думаю, что вот эти сомнения сразу после первого прыжка. Один срыв, всего лишь один прыжок. И все, одна ошибка, которая перечеркнула весь прокат будущий. Подобрать слова правильные. Безумно обидно. Никаких нервов, конечно, не хватает болеть за Дашу. Обидно, что сегодня не удалось. В прошлом году чемпионат России стал для Даши вот просто прокатом жизни и в произвольной программе, и стартом жизни. Стала она серебряным призером, чисто откатала свою произвольную программу. И так мы ждем этих чистых прокатов от Даши. В короткой все так хорошо получалось. Очень хотелось, чтобы и здесь получилось, но обидно как раз, да, то, о чем ты, Леш, говоришь, что именно первый прыжок является вот такой важной точкой отсчета для Даши, и что после ошибки на четверном тулупе, грубой ошибки, падении, не смогла она отпустить, забыть и дальше с тройными прыжками откатать эту программу дальше, ну, потому что никаких сложностей у нее эти тройные не вызывают, но здесь посыпалось дальше все, один за другим элементы не получались, и не получалось у Даши голову переключить в этот момент. Это очень обидно. Существует очень известная фраза: маршрут перестроен. Вот этот маршрут, к сожалению, был перестроен. Но потеряна навигация и все. Разрядили обстановку болельщики, когда Этери Георгиевна уже что-то говорила Дарье. Кто-то с трибун громко-громко крикнул: не ругайтесь на нее, пожалуйста. Только не ругайтесь. Только не ругайтесь. Да, это Дашу очень хочется трогательно. только поддержать, потому что это все исключительно от головы идет. Мы знаем, что она может это делать, и столько четверных она исполнила и на разминке, и на тренировке. Все может. Только в голове дело.
Я привыкла к тому, что я... Разминается уже Анна Фролова, готова к выходу. Расстроиться, Привыкла, поплакать что и чистое забыть. начало, да. Стоит ли говорить об этих оценках? Давайте просто скажем, Даша, все будет. Это не кошмар. Когда что-то заканчивается, начинается что-то новое. Фролова, Санкт-Петербург. А сейчас на льду юбилейного кошки. Одна молоденькая и кокетливая, другая уже довольно пожившая, размышляющая о том, как эта жизнь иногда складывается. И все это великолепие в одном лице прекрасной фигуристки и артистки Анны Фроловой из школы Евгения Рукавицына. McCavity's a mystery cat. He's called the Hidden Paw, for he's the master criminal who can't defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. When they reach the scene of crime, McCavity's not there. Wide awake! McCavity, McCavity, there's no one like McCavity, for he's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square, but when a crime's discovered, then McCavity's not there. Turn your face to the moonlight. Let your memory lead you. Open up and tell me.
дыши, кошечка, дыши, прошу тебя, умоляю. Вау. Как сказала Анна Щербакова, все делала правильно. Мы видели, не было скорости, но это катание, это женское катание. Осмысленное, все такое тягучее. Да, нет элементов ультра-си, да, нет тройного акселя, да, нет четверных элементов. Но даже сделать в нужный момент то, что ты можешь на максимуме, это дорогого стоит. Сколько сегодня слез, сколько сегодня каких-то невероятных эмоций. И, наверное, это был правильный ход поменять, вернуть произвольную программу. Чисто психологически она, конечно, сегодня была в контроле над самой собой. Может быть, на грани. Контроль, но прямо на грани. Сколько элементов прыжковых, да? Да, это было видно, что много где пришлось побороться. И какая же Аня умничка, что вот приучила она нас к этой стабильности, к этой планке, которую она высокой задала. И сама ее держит, несмотря на любые трудности, которые могут возникать на ее пути. Она все равно выходит. И вот эту свою задачу, которую она перед собой ставит, чисто и никак иначе. И она ее выполняет. И вот несколько элементов. Давайте посмотрим сейчас. Вот двойной аксель хорошо, да, ридбрекер хорошо, но так аккуратно. Вот сейчас вроде бы тоже неплохо. Но вот были моменты, когда вот прям и корпус не так совсем ровно, не так как бы, но все равно делает. Вот видим, да, вот жалко, вот даже медленный повтор очень быстро для нас. На ридбергере, да, последний прыжок в программе. Она вот, мне кажется, последний, да, уже вцепилась в него последними своими силами. Умница. Эти эмоции, конечно. Чего стоят эти чистые прокаты из раза в раз для Ани? Я счастлива, что я проехала со всеми элементами. И прости, что я об этом говорю. Анна Фролова сегодня после утренней тренировки прям чуть-чуть успокаивали ее, потому что вот даже утром чувствовалось то, что вечером как раз будет все решаться. Ой, Женя Рукавицын, был бы с волосами, потерял бы их сейчас. Такой стресс. Вау. 143,74 балла. Сумма за две программы. Невысокая оценка за технику. Вы посмотрите, что происходит. И Вау. 146 балла. Это 5-е место по произвольной программе. И по сумме 2 она пропускает вперед Марию Захарову. Мария Захарова в данный момент пока лидирует. Фролова на втором. 0,06. Но опережает Софью Муравьеву. На лед приглашается Алиса Двоеглазова, Москва. На льду Алиса Двоеглазова, вторая после короткой. Очень атлетичная, чего не скажешь невооруженным глазом. В ее распоряжении четверной луц, не говоря же о тулупе. Хорошо известные треки Аббы в ее программе звучат совершенно иначе. Must be funny. Ставки повышаются. Четверной луц.
мог бы быть там четверной тулуп, но и без него с четверным луцем. Просто человек-зажигалка. Обожаю Алису Двоеглазову за какой-то, я не понимаю откуда, вот это вечное желание бежать. Не просто куда-то стремительно ускорять шаг, а бежать. Компонентная, хорошие прыжки. Когда она на льду, ты практически уверен в том, что все будет хорошо. Алисе прям хочется сопереживать во время ее проката. Такая встала, еще подъехала. Пришлось орать, ты хоть слышала? Как сказала, На секунду, на 2. Алиса, да, словно взглядом успела проконсультироваться с тренерами во время проката. Сейчас мы обсудим этот момент. Начала она с четверного луца. Именно тот прыжок, с которым она борется по ходу этого сезона. И на тренировках с ним боролась. И тут сделала. Пусть и с недокрутом небольшим, который находят. А вот тулуп, прыжок, на котором она вообще практически не ошибалась. И по ходу сезона, и на тренировках очень стабильно он не получался. И если бы получился первый тулуп, она бы пошла и на второй. Потому что в заявке 2 четверных тулупа. И то есть 3 четверных прыжка, но при падении с первого, и так как там не делает она каскад, то есть договоренность с тренерами не идти на вторую попытку тулупа. И вот как будто бы после падения она взглядом пересеклась с тренерами, проехала мимо их бортика, и как будто они так подтвердили, что да, все, дальше докатывай с тройными прыжками. С тройными, ну, конечно же, у Алисы никаких вопросов не возникает. Их она делает уверенно, с запасом. Вот, ну... С одной стороны обидно, с другой стороны Алиса вновь показывает свой характер, что вот у нее программа не рассыпается. Даже если что-то идет не так, она всегда доделает все до последнего элемента, до конца, дожмет и не отпустит программу. И в конце зажигала, танцевала, подпевала, весь зал ее поддерживал. Это правда, не оставляет равнодушными зрителей Алиса. Да, и музыка выбрана подходящая, и программа скомпонована подходящей. Все увлекает за настроением Алисы. А оно, безусловно, под конец программы, наоборот, улучшилось. Да, был срыв, но мы видели по реакции спортсменки, она довольна. И мы, и все зрители видели, как техническая оценка росла у Алисы Двоеглазовой, и росла, и превысила все технические оценки, которые были показаны за сегодняшний день. А с оценкой в 68 за компоненты она получает 152 балла и становится лидером этих соревнований, как в произвольной, так и по сумме двух программ. На 10 баллов опережает ближайшую конкурентку Марию Захарову. На лед приглашается Аделия Петросян, Москва. Вот и кульминация. Действующая чемпионка России на льду Аделия Петросян накануне покорила всех. Но вот такая работа. Сегодня все как будто заново. Танго. Долгожданное танго Аделии. Тройной аксель.
María no ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tierra tata, le muerdo fuerte la boca, tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Yo soy María de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires soy yo. Да. Ой, страдались мы все. И этим страданиям на сегодня, по крайней мере, у нас пришел конец. По крайней мере, можно выдохнуть. Аделия выстрадала за нас все. Непростой это был старт, да, на каждой тренировке я сегодня видел тоже с утра, как, ну, на грани было настроение, прям подъезжала к бортику и говорил, да что ж такое? Ну, на грани очень многие спортсмены порой приезжают на турниры, по-разному все реагируют на волнение, но вот кто-то в последний момент может вот тогда чуть-чуть. Тогда продумала, как его сделать. Понятно, немногословные педагоги тоже, Аделия Петросян. Сейчас обсудили именно то, что Аделия пошла на второй четверной тулуп, хотя первый не получился. То есть мы видели из того же тренерского штаба Дарья Садкова падение с первого тулупа, на второй не пошла. Алиса Двоеглазова падение с первого тулупа, на второй не пошла. Аделия Петросян падение с первого тулупа, и она пошла на второй. Хотела исправить эту ошибку. Видимо, аксель недокрут, степ-аут, дальше падение с тулупа. И в этот момент, вот как говорят тренеры, нужно было дальше докатывать с тройными прыжками. Но Адель пошла еще на один четверной прыжок, и здесь бабочка лишь двойной. То есть тоже он не удался. Но мы, опять же, переживаем сейчас не за результат чемпионата России, потому что я думаю, что преимущество в 12 баллов, которое было у Аделии Петросян после короткой программы, конечно, позволит ей остаться и на вершине. Но мы переживаем за саму Аделию, за то, как ей дается этот сезон, за то, что у нее внутри. Но все верно, здесь как бы мысли идут не о том, давайте проанализируем, как Аделия выступила на чемпионате России, а здесь более глобальная, более глубокая мысль, потому что в расчет идет абсолютно все, что происходило с Аделией с самого начала этого сезона. Слава богу, что ей предоставили возможность в Омске откатать, хотя бы там произвольная программа вне соревнований, и она успешно была завершена и четверным. Но вот сегодня, к сожалению, это финальный турнир. И мы слышим тебя, Аделия, слышим твою внутреннюю боль. И, конечно, жалко, что финальный турнир. Я думаю, что из федерации придумают какой-нибудь тактический шаг. У нас очень умные и толковые ребята в руководителях. И сделают так, возможно, какой-нибудь дополнительный соревновательный прокат, еще что-то, ну, чтобы вновь попробовать. Ну и троица на данный момент. Двоеглазова. У Алисы глаза на мокром месте, она так переживает из-за всего происходящего. Да, здесь мы плачем и от радости, и от горести. Какая очень она славная, какая она прекрасная. Как
как отец своих Да двух, все хочу славные. сказать, да, такое ощущение, что это просто твои дети сейчас на льду, и ты вместе с ними и вращаешься, и прыгаешь. Чудо иметь таких прекрасных спортсменов, да, на стране. Мы ждем эти оценки, можем предположить, но нужно подтверждение. 149, и это второе место по произвольной, отстав от Алисы Двоеглазовой на 3 балла, но 12 баллов преимущества в короткой программе дают возможность Аделе Петросян занять первое место, и она чемпионка России. Алиса Двоеглазова на 2-м месте и Мария Захарова впервые на 3-й строчке. Всех поздравляем. Завтра произвольная программа у мужчин будет еще интереснее. Завтра вашему вниманию будет представлена произвольная программа в исполнении мужчин, а также церемония награждения победителей и призеров соревнований и показательные выступления лучших фигуристов страны. Начало соревнований 15 часов. Аделия на наших экранах, ее гордый взгляд, ее, конечно же, полный переживаний образ, который с нами абсолютно. И в Kiss and Cry интервью, как всегда. Ну что ж, подошел к концу этот долгий день здесь, в юбилейном. Давайте, может быть, пока вы еще все не разошлись, всем залом поддержим еще раз наших спортсменов, особенно Аделию Петросян, которой совсем скоро предстоит защищать честь на Олимпийских играх. Аделечка, ты все равно большая молодец. Да, не все получилось. Мы поздравляем тебя с этой очередной уже победой. Теперь ты 3-кратная чемпионка России. Скажи какое-нибудь послесловие людям, которые сегодня так поддерживали тебя. Ну вот я готова только похвалить зрителей и своих тренеров, которые поддерживали весь мой прокат, который дал сегодня тяжеловато. Но благодаря вам я доехала. Доехала, да еще как. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что на данном турнире перед тобой стояла большая задача сделать технический скачок. Это и тройной аксель, и 2 четверных тулупа, на которые ты пошла, не стала менять контент по ходу, несмотря на то, что, да, первый не удался, все равно ты пошла в попытку следующего. Это спортивный характер называется. Мы тебя все еще раз поздравляем с победой. Поверь, она действительно заслуженная, и мы желаем тебе крепких нервов, хорошенько отдохнуть перед Новым годом и потом снова в бой, потому что мы все в тебя верим. И поверь, здесь все люди, которые находятся на этом стадионе, только с добром, и абсолютно никаких серьезных ожиданий. Конечно же, они есть, но мы всегда готовы тебя поддержать всей страной. Не только эти люди, которые здесь находятся, но и еще ты себе не представляешь, какое огромное количество людей болеют за тебя у телеэкранов. И мы каждый раз будем находить для тебя слова поддержки. Спасибо большое. Это очень ценно и помогает. Буду стараться улучшаться. И мы уже видели твои прекрасные ультраси на тренировках. И что еще пожелать? Пожелать теперь только, чтобы еще и на соревнованиях они всегда получались. Ты это 100% можешь. Не раз демонстрировала. И я уверен, что в нужное время и в нужном месте Аделия Петросян все сделает. Спасибо. Ну а скоро Новый год, все желания должны исполняться, и, возможно, ты хочешь пожелать кому-нибудь что-то в Новом году, зрителям, семье, себе в конце концов. Во-первых, всем желаю крепких нервов, потому что следующий год будет очень напряженным. Я знаю, что у меня будет. У вас наверняка свои какие-то планы, идеи, желания. Я очень хочу, чтобы они у вас всех исполнились втройне больше, чем вы желали. Спасибо вам всем. Спасибо тебе, Аделия. Поздравляем и ждем на награждение. Спасибо большое. Ну что ж, всегда приятно находиться с Аделией на этих наших флеш-интервью и поздравлять ее с победами. Но есть и те девушки, которые тоже сегодня проявили невероятный спортивный характер и на своем дебютном чемпионате России
заняли места на пьедестале. Прежде всего, наверное, хочется поздравить и Алису, которая занялась второе место в таком юном возрасте, вышла. Ну и, конечно, Мария, настоящее открытие этого сезона. Эти ультраси, 2 четверных тулупа в произвольной программе. По ходу сезона так она набирала, и вот так набрала, что добралась до подиума с бронзой. Мы поздравляем Марию Захарову. Знакомьтесь, это новое имя в российской фигурном катании. Спасибо. Давайте, наверное, начнем с серебряного призера. Алиса, дорогая, у тебя слезы до сих пор на глазах. Вот как ты откаталась, ты так и плакала. Скажи, пожалуйста, это же все-таки от счастья, я надеюсь. Да, Мы тебя поздравляем с таким, в общем, феерическим абсолютно прокатом. Четверной луц, такого мы сегодня не видели. Ты одна единственная, кто сделала попытку такого сложного ультраси. Насколько нервно тебе было выходить на этот чемпионат России? Потому что вы, девочки, что Маша, что Алиса, совсем еще юные. Для вас вот такой старт, это, ну... Я просто помню себя на своем первом чемпионате России. Мне было очень страшно. Вот, поделитесь опытом своим. Для меня это дебютный чемпионат России, и, как ни странно, я чувствовала себя здесь уверенно. Я очень ждала уже выход во взрослую категорию, и мне кажется, я просто шла к своей цели, не думая о том, где я конкретно нахожусь. Маша, у тебя было несколько сезонов, когда ты боролась с травмой. Для тебя это тоже дебютный чемпионат России. Несмотря на то, что ты постарше Алисы, мы просто мега рады, что ты восстановилась. Надеюсь, что травмы старые тебя не беспокоят. Но судя по твоему контенту, они действительно тебе никак не мешают выходить и суперски кататься. Вот расскажи, как проходило твое восстановление, и поделись своим опытом выхода на этот чемпионский лед. Спасибо большое. Восстановление проходило довольно спокойно. Я быстро восстановила тулуп. Вот. И я очень рада здесь оказаться. Я хочу большое спасибо сказать публике, которая меня поддерживала. Вот, потому что это, да, действительно мой дебютный чемпионат России. Вот. И всем спасибо большое. Мне очень все понравилось. Девочки, совсем скоро Новый год. Чемпионат России для вас завершился. Осталось самое приятное — получить медали. Ну, а дальше? Как праздновать Новый год будете? Кстати, у вас, может быть, очень самая дорогая елочная игрушка в вашей жизни появится. Медалька. Кстати, насчет самой дорогой елочной игрушки я полностью с собой согласна, Жень. Для меня это, наверное, тоже как маленькая победа. И я очень рада тому, что вот эта серия моя не прерывается с 1-2 места, уже какое соревнование. И я также хотела поблагодарить зрителей за поддержку. Я очень чувствовала отдачу, энергии во время проката, особенно на дорожке шагов, когда уже все начали танцевать. И спасибо всем большое и с наступающим Новым годом. Как будете отмечать? Будете ли отдыхать? Ну, отдыхать точно будем. Чувствую психологическое напряжение с самого начала сезона. Чувствую какую-то ответственность, потому что многие люди верили в меня. Не хочется никого подвозить. И в первую очередь нужно просто психологически разгрузиться. Алиса, знаем, что отдыха у тебя будет в новогодние праздники не так много. Ты участвуешь в ледовом шоу. Расскажи про него немного поподробнее. Если честно, я еще сама пока почти ничего не знаю. Буду участвовать в шоу Ильи Ирбуха и до чемпионата России. Спасибо ребятам, что не трогали меня. Я просто готовилась к этому турниру. И вот сейчас как раз тот момент, когда нужно погрузиться и понять, что вообще нужно от меня. Мария, у меня вопрос. Я смотрел за твоей разминкой 6-минутной, и не все получалось. Но на старте как ты нашла силы так собраться? Может быть, тренеры тебе помогли? У тебя мама тренер. Елена Водорезова-Буянова приехала сегодня тоже на чемпионат России тебя поддержать. Как ты так справилась? Как ты собралась? Потому что я думал, как с такой разминкой вообще выходить теперь на произвольную программу?
Ну, я после разминки привела голову в порядок, собралась морально и вышла, все сделала. Просто для меня, на самом деле, нужно настроиться морально больше, чем физически, потому что физически я это уже все умею делать. Вот, и все спокойно собрала. Действительно собрала. Может быть, тебе есть что сказать зрителям? Я думаю, сейчас болельщиков у тебя точно прибавится. Может быть, пожелаешь что-нибудь своей семье? Ты из фигурной семьи, у тебя папа чемпион мира в парном катании, мама тренер, папа тренер. Маму поздравим тоже с медалью. Надо поздравлять родителей тоже, потому что это медаль, которую Мама ты сегодня тренер точно довела заслужила. свою дочку до медали чемпионата России. Также родителей Алисы поздравляем. Это очень-очень, конечно, мне кажется, для них самое радостное событие на сегодня и вообще самый лучший подарок перед Новым годом. Я тоже хочу поблагодарить и свой тренерский штаб, и своих родителей просто за то, что они на протяжении всего моего пути поддерживают меня и очень сильно помогают. И Арсению Федотову тоже привет передаем. Арсению Федотову обязательно. Где Алиса, там и Арсений. Что тут скажешь? Действительно, был очень долгий день, было здорово. Какой был накал страстей во всех дисциплинах. И сначала и танцы разыграли свои медали, потом пары. И вот теперь украшение, как вишенка на торте, выступления наших девушек. И прямо сейчас то, что происходит в подтрибунном помещении. Анна Щербакова нас помогает отойти от этого проката Дашу Садкову. И Аня Фролова, которая чуть-чуть не добрала баллов до того, чтобы тоже оказаться на подиуме. Всего 600. Тут же и Алина Загитова. Весь свет женского одиночного катания. И как же радостно видеть такие отношения в нашей сборной. Те, кто уже прошел свой олимпийский путь, наставляют и поддерживают девушек, у которых еще 100% все впереди. Их большие победы еще обязательно будут. Ну что ж, ждем вас завтра у телеэкранов. Завтра развязка в соревнованиях мужчин. Будет невероятно интересно, это абсолютно точно. Ну а девушек поздравляем еще раз с подиумом чемпионата России, с дебютом, таким дебютом на чемпионате России. И завтра их ждет церемония награждения во время показательных выступлений. Мы тоже обязательно все покажем. Женечка, тебе слово. Друзья, всех с наступающим Новым годом, нашим девчонкам прекрасным, только здоровья и крепких нервов во второй половине сезона. Но мы, к сожалению или к счастью, уже с вами прощаемся, идем на заслуженный отдых. И смотрите, друзья, фигурное катание на Первом, не переключайтесь.